Добрый день, уважаемые коллеги и участники круглого стола. Сегодня мы с вами собрались на открытии круглого стола «Актуальные вопросы состояния и перспектива обеспечения безопасности системы жизнедеятельности в Арктике». В рамках проведения в Республике Саха-Якутия межведомственных опытно-исследовательских учений по выполнению мероприятий по защите территорий, входящих в арктическую зону Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Под гимны Российской Федерации и Республики Саха-Якутия прошу всех встать. Прошу садиться. На сегодняшнем мероприятии принимают участие представители органов исполнительной власти Республики Саха-Якутия, главы арктических районов, руководители организаций, предприятий и студенты республиканских высших и средних учебных заведений. Слово предоставляется начальнику Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, генерал-майору внутренней службы Павлу Сергеевичу Гарину. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, Дмитрий Дмитриевич. Я хочу отметить, что в соответствии с договором территории нашей республики, вообще на территории Российской Федерации проходит межведомственные исследовательские учения. Практически в Российской Федерации это тренировка в соответствии с поручением президента Российской Федерации. И также сегодня 6-7 проводится межведомственные опытно-исследовательские учения в силе единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайной ситуации в арктической зоне Российской Федерации. Данное учение пройдет одновременно на территории 9 субъектов Российской Федерации и будет отработано 14 органов по различным направлениям деятельности. Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации. Основной целью данного учения – это исследование вопросов применения сил и средств МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации при реагировании на различные чрезвычайные ситуации в арктической зоне Российской Федерации. На территории Республики Саха-Якутия в рамках проведения научно-исследовательских учений МЧС России «Безопасная Арктика» 2023 года проведены 2 экспедиции. Это «Север и рядом» якутскими тропами и экспедиция Якутск-Среднеколымск, проведенная нашими спасателями, в ходе которой были
проведены испытания вездеходной техники, испытания снегоболотоходов, а также проведен ряд научных исследований. Также 7 апреля 2023 года планируется проведение практической части, которая будет проходить у нас в поселке Батагай Верхоянского района, где будут также отработаны различные мероприятия, связанные с чрезвычайными ситуациями, как при тушении пожаров в сложных климатических условиях, так и при ликвидации возможных розливов нефти, также в арктической зоне Российской Федерации. Сегодня также мы проводим круглый стол. Это актуальные вопросы состояния перспективы обеспечения безопасности систем жизнедеятельности в арктической зоне. Эти учения также проводятся в рамках проведения опытно-исследовательских учений в рамках поручения президента Российской Федерации. Целью данного мероприятия является сбор инициатив и методов для реализации и использования во всех аспектах жизнедеятельности населения, выработка правильных и грамотных подходов, государственное регулирование в области предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации в условиях Арктики. Наша республика, как и многие арктические субъекты Российской Федерации, сталкивается с природными и техногенными чрезвычайными ситуациями, факторами которых становится оттайка вечной мерзлоты, как следствие обводнения территорий. Возникает необходимость решения вопросов улучшения жизнедеятельности населения, проживающего в наших арктических районах нашей республики, в том числе развитие транспортной доступности, связи, завоз топливно-энергетических ресурсов и продовольствия в арктическую зону нашей республики. Уверен, что научный подход к проблемам защиты населения и территории республики позволит выработать и практически применить передовые методы предотвращения и минимизации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Хочу пожелать плодотворной работы, интересных дискуссий и диалогов, всем успешной работы в данных мероприятиях. Спасибо всем за участие. Еще раз благодарю за то, что вы откликнулись на это мероприятие. Все научное сообщество нашей республики, Академия наук, изобретатели, все откликнулись на эти мероприятия, все участвуют, федеральные органы исполнительной власти, силовой блок нашей республики, правительство нашей республики. Поэтому всем еще хочу сказать большое спасибо за участие, ну и плодотворной всем работы. Спасибо. Арктическая зона представлена 13 муниципальными районами. Руководством нашей республики с федеральными органами государственной власти и научными организациями проводится планомерная работа по социально-экономическому развитию арктических территорий Якутии. Ведется работа по развитию экономики, возобновляемых природных ресурсов, внедрению передовых технологий, развитию международного сотрудничества в Арктике и обеспечению экологической безопасности. Слово предоставляется первому заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрию Дмитриевичу Садовникову. Уважаемые участники, позвольте мне от имени руководства республики, от главы региона Арсения Сергеевича Николаева, от председателя правительства Андрея Владимировича Тарасенко поприветствовать вас с открытием круглого стола «Актуальные вопросы состояния и перспективы обеспечения безопасности системы жизнедеятельности в Арктике». Данное мероприятие, безусловно, организовано в рамках Всероссийского опытно-исследовательского учения «Безопасная Арктика», которое было еще намечено в прошлом году президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. И я уверен, что в рамках данных мероприятий будут обсуждены вопросы мониторинга состояния многолетней мерзлоты системы, профилактики, предупреждения природных техногенных пожаров арктической зоны, развитие системы связи в Арктике, вопросы применения сил и средств Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. Опытно-исследовательского учения будут, безусловно, задействованы отечественные разработки, предназначенные для использования в северных широтах. Все силы и средства Якутской территориальной подсистемы
и будут демонстрировать свою готовность к защите населения на территории нашей страны от широкого спектра чрезвычайных ситуаций, которому подвержена наша необъятная республика. Учения объединяют в себе не только практическую часть, но и насыщенную деловую программу, в чем мы сегодня присутствуем. Обсуждение актуальных вопросов обеспечения безопасности системы жизнедеятельности. Также будут организованы разнообразные выставочные экспозиции, демонстрация техники, оборудования, экипировки и снаряжения, также целый комплекс социально значимых мероприятий. Это уроки безопасности, неделя безопасности российской Арктики, мастер-классы, дни открытых дверей. Правильно было генералом отмечено то, что наша республика подвергается разным техногенным, природным испытаниям, которые ежегодно у нас нет-нет да происходят. Этот год мы видим уже даже на тех же учениях, которых мы буквально в начале того месяца проводили, люди, когда ехали в Средниковым, по дороге помогали людям, которые попали в экстремальных случаях, тех же водителей, дальнобойщиков. И это, на самом деле, как говорится, наши спасатели показывают, как говорится, делом своим, что такое Арктика. Очень тонкая, как говорится, тема, подверженная хрупкой экологической теме. И мы помним, какие у нас были в арктической зоне Российской Федерации глобальные катастрофы. Но все равно мы благодаря всем нашим силам, прежде всего силам чрезвычайных ситуаций, все эти беды были устранены своевременно. Пользуясь случаем, хочу вам пожелать плодотворной работы в исполнении всех предстоящих задач, которые вы перед собой поставили, получить максимум знаний, практической помощи. Также, пользуясь случаем, хочу всех поблагодарить за вашу работу, которую вы ведете для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения. Благодарю за внимание. Всем хорошего дня, удачной работы. Уважаемые участники круглого стола, вашему вниманию предлагается просмотр видеоролика, приуроченного к учениям «Безопасная Арктика-2023». Спасибо за внимание. Арктика – регион стратегических интересов. Наука на страже безопасности. Межведомственное опытно-исследовательское учение сил и средств РСЧС пройдет в арктической зоне Российской Федерации. 9 регионов страны, 15 экшн-сценариев, а также экспедиция, которая пройдет по арктическим регионам. Испытания новой техники, технологий, экипировки для использования в сложных климатических и географических условиях. 6 и 7 апреля 2023 года. Спасатели, наука, власть. Вместе ради безопасности. Для оглашения приказов МЧС России о поощрении приглашается начальник управления кадров Главного управления, полковник внутренней службы Наталья Васильевна Шибакова. Ведомственные награды получает начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, генерал-майор внутренней службы Гарин Павел Сергеевич. Приказ МЧС России номер 183 ВН за отвагу, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при тушении лесных пожаров на территории Республики Саха-Якутия, наградить медалью МЧС России за отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Андреева Никиту Викторовича, главу муниципального района Горный Улус.
приказ МЧС России номер 160 ВМ за заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, наградить нагрудным знаком МЧС России за заслуги Кузнецова Николая Владимировича, первого заместителя главы муниципального района Алёкминский район. Отметить, что это не, вернее, первое, поблагодарить всех за ту работу, то наше население, которое действительно за последние годы участвовало в различных чрезвычайных ситуациях. Многие не смогли с учетом наших климатических и природных особенностей приехать, но многим мы уже передали эти награды, в том числе это наша работа и работа нашего правительства, которое отмечает ежегодно наших граждан за тот вклад, который внесли они в развитие нашей республики, в ее безопасность. Поэтому еще раз всех награжденных, не только которые в зале здесь, ну в том числе и которые в зале были награждены, многим, как я сказал, мы уже передали на места отличившимся. Поэтому всех еще раз с праздником. Мы будем продолжать эту работу, поэтому еще раз всем спасибо за ту работу, которую вы проводите. Спасибо. Приветственное слово предоставляется исполнительному директору Северного форума Васильеву Владимиру Николаевичу. Доброе утро, дорогие коллеги. Позвольте от имени Международной организации Северных регионов «Северный форум» поздравить вас с началом межведомственных научно-исследовательских учений «Безопасная Арктика». В принципе, в рамках российского председательства в Арктическом совете эти учения должны были стать по-настоящему международными и должны были участвовать все страны Арктики. Но, к сожалению, ситуация такова, что остальные западные арктические страны практически разрывают отношения с Российской Федерацией в области международного сотрудничества. Арктический совет, председательство в Арктическом совете Россия практически проводит свои мероприятия в единственном числе, и зарубежные страны не участвуют. 11 мая этого года будет передача председательства Норвегии. Церемония состоится в Салехарде, но мы видим, что Николай Викторович Корчунов здесь был на конференции по изменению климата и таянию вечной мерзлоты, и он говорил, что страны Арктики западные не планируют даже приехать на передачу председательства. То есть вот такая сложная сейчас обстановка, и тем более приятно, что Российская Федерация не останавливает все свои работы по Арктике, планово провела огромное количество мероприятий в рамках российского председательства. И Северный форум, как один из наблюдателей Арктического совета, прилагает все усилия для того, чтобы содействовать российскому председательству в осуществлении тех плановых мероприятий или в инициировании новых. Поэтому вот я еще раз вас хотел бы поздравить всех. Вот сегодня в 9 регионах России арктических начинаются эти учения, очень богатая деловая программа. В любом случае, даже если спикеры у нас в основном российские эксперты, специалисты федерального органа республиканской власти, но вы абсолютно будете уверены, что весь Запад, весь мир следит за нашими действиями в Арктике. И в соответствии вот к новой концепции внешней политики Российской Федерации, которую вот недавно утвердил президент России Владимир Владимирович Путин, конечно, там уже нет разделов, касающихся укрепления или расширения сотрудничества с арктическими странами, но двери открываются в сторону Востока и остального мира. Мы начинаем укреплять отношения со странами БРИКС, ШОС, и в концепции говорится, что Китай становится стратегическим партнером. То есть вам, всем, кто занят в обеспечении безопасности в Арктике, обеспечении жизнедеятельности в Арктике, надо быть готовым к тому, чтобы придут уже другие люди из Китая, Индии,
и даже с Южной Америки и так далее, с которыми надо будет налаживать отношения. И они пока, как мы понимаем, ничего не знают, что происходит в Арктике, как себя надо вести в Арктике. И поэтому вот эти учения очень важны с этой точки зрения. Россия показывает, какими способностями обладает, каким потенциалом обладает для того, чтобы обеспечить безопасность для всех, кто живет или пребывает на территории Арктической зоны Российской Федерации. В Северном форуме мы вот буквально в этом году создали новую рабочую группу по развитию арктического туризма. 3 дня назад мы собирали новый состав, экспертный состав, в который вошли практически все профессионалы, работающие в России, федерального уровня до регионального и муниципального уровня, туроператоры. И, конечно же, они на совещании поднимали вопросы также и безопасности. Сейчас очень много людей хотят побывать в Арктике и на автомашинах, и в составе организованных групп. Но с ними вот надо работать и обеспечивать их безопасность. Они сами признают, что многие туроператоры даже не ставят в известность службу спасения по своих маршрутах. Вот эту работу надо очень системно и планово налаживать, поэтому рабочая группа поставила перед собой задачу до конца года разработать концепцию развития арктического туризма и представить эту концепцию через Министерство экономического развития правительства Российской Федерации. То есть вот эта работа в рамках Северного форума будет проведена, и я очень надеюсь на сотрудничество, на взаимодействие с Министерством по чрезвычайным ситуациям, как федеральным, так и территориальными органами на местах. Кроме того, в прошлом году вместе с Северо-Восточным федеральным университетом мы создали новый российско-азиатский консорциум арктических исследований, так как учение научно-исследовательского плана. Я очень рад видеть здесь представителей науки, представителей Северо-Восточного федерального университета. И очень надеюсь, что их знания и потенциал помогут и далее совершенствовать все меры, которые касаются обеспечения безопасности, обеспечения жизнедеятельности в Арктике. В этот консорциум уже вошли около 20 колледжей, университетов, научных организаций России, также из Океанологического университета Китая. Вчера сообщили, что из Индии университет Джавахарлал-Неру также согласен вступить. То есть сеть эта расширяется, и я бы предложил вам всем использовать этот потенциал и наладить совместную работу по подготовке высококвалифицированных кадров из специалистов на местах и так далее. И Северный форум, конечно же, будет в этом деле постоянно оказывать содействие. Ну и, конечно, надо обращать внимание уже на молодое поколение, на школьников уже. У нас есть небольшой проект, называется «Школа жизни на севере». Лидером является Якутская городская национальная гимназия. И ребят учат, как себя вести в природе, что надо делать, чтобы выжить в диких условиях, как мы говорим, как разводить костры, как ставить палатки. Ну, достаточно простые элементарные вещи, но тем не менее это очень полезное занятие. И я думаю, что мы постепенно придем к тому, что обратимся к Павлу Сергеевичу, наверное, службу спасения, чтобы ребята поработали время от времени, показывали, как это надо делать. Вот. Ну, конечно, планов достаточно много. В этом году, 7-10 ноября, мы предложили провести 5-й уже Северный форум по устойчивому развитию. Основная тема будет как раз практически вот эта тема. Жизнестойкость Арктики, регионы, города, сообщества. То есть все, что касается жизнеобеспечения арктических городов, поселков, сообществ коренных народов. И поэтому, призывая к активному участию, мы обращались в МЧС России с предложением создать постоянно действующую площадку в рамках нашего форума. И за подписью первого заместителя министра Чуприяна мы получили поддержку. Правда, он сейчас уже не работает в системе МЧС, но я очень надеюсь, что федеральное министерство
не откажется от этой идеи, и осенью мы увидимся в ФАС уже на площадках форума. Вот с таким вот информационным планом выступлением я хотел бы еще раз вас поздравить с началом учений, пожелать успешной работы, выполнения всех поставленных задач. И очень надеюсь, что население республики посмотрит уже представленную экспозицию вот на улице перед музеем и будет следить в новостях за всеми вашими действиями. Спасибо за внимание и успехов. Изменение климата и его последствия для окружающей среды, экономики и общества являются одной из наиболее актуальных научных проблем современности. Научными сообществами республики изучается динамика и причины возникновения изменений климата в нашем регионе. Вносятся практические предложения для решения ключевых проблем развития Арктики. Издаются многочисленные научные работы, монографии, статьи в международных научных изданиях. Дорогие друзья, прошу круглый стол, актуальные вопросы состояния и перспективы обеспечения безопасности системы жизнедеятельности в Арктике считать открытым. Слово предоставляется модераторам круглого стола, первому заместителю министра по развитию Арктики и делам народов Севера Сергею Анатольевичу Неустроеву и представителю Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации по Республике Саха-Якутия Находкину Николаю Александровичу. Доброе утро, уважаемые коллеги. Мы переходим более с официального тона на деловую тональность. Начинаем нашу работу. У всех роздана программа. Сейчас я бы хотел рассказать, что сейчас происходит в Арктике в настоящее время. И мы уже начинаем работу. Так, прошедший год был непростой для нашей страны. В 2022 году год потребовал от нас быстро адаптироваться к меняющимся условиям, применять новые нестандартные решения. По основной деятельности проводилась координация реализации стратегических документов по развитию Арктики, утвержденных на федеральном и региональном уровне. Благодаря слаженной работе отраслевых министерств в Арктике реализовывались новые проекты. Инициативы по ряду направлений являются пилотными и реализуются в Арктике впервые. Начали применяться новые подходы к созданию комфортной и безопасной среды в Арктике. Совместно с управлением архитектуры при главе республики сформированы мастер-планы 3 арктических населенных пунктов в селе Оленек, поселок Тикси, селе Чхурдах. Ведущими проектными и архитектурными компаниями России спроектированы экспериментальные социальные объекты для Арктики. Информационно-аналитическим центром Госкомиссии по вопросам развития Арктики в пилотном порядке внедряется дизайн-код в поселке Тикси. Будет построен энергоэффективный квартал в селе Оленек. В 2022 году в селе Соскыла Ханабарского района запущена в эксплуатацию волоконно-оптическая линия связи. Между Республикой и Министерством цифровизации России подписано соглашение о реализации масштабного проекта «Синергия Арктики», в рамках которого до конца 2025 года к высокоскоростному интернету подключат 49 арктических населенных пунктов. В рамках соглашения с ПАО «Росгидро» МинЖКХ реализуется пилотный проект по строительству гибридных энергокомплексов, включающих в себя солнечные и дизельные электростанции с накопительной системой. Введены энергокомплексы в селе Хану, Сосыр, Любелях, Улуны-Бытмумского района суммарной мощностью 6,3 МВт. Во взаимодействии с Минздравом особые успехи достигнуты в модернизации инфраструктуры учреждений здравоохранения. За последние 4 года в Арктике построен 21 объект здравоохранения. Сформирована новая модель арктической медицины. Начиная с этого года регулярными выездами мобильных медицинских бригад будут охвачены все населенные пункты Якутской Арктики. Благодаря новой программе субсидирования жителей арктических районов, проработанной Министерством транспорта Республики, цены авиабилетов снизились на 60%, перевозка пассажиров выросла в 7,5 раз. Минарктики начала осуществлять новые полномочия по организации и координации завоза социально значимых продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные населенные пункты. В преддверии 2022 года введение Минарктики было передано стратегическое предприятие АО «Якутавторг».
По итогам года план завоза социально значимых продовольственных товаров выполнен в полном объеме. Отмечу, что ввиду нехватки грузовых рейсов предпринимателям стало сложнее завозить скоропортящиеся товары в Арктику, в связи с чем основная доля завоза таких товаров приходится на Якутавторг. Для обеспечения наличия расширенного ассортимента продуктов питания было увеличено финансирование и, соответственно, количество зеленых рейсов в арктические районы. В начале 2022 года расширен перечень социально значимых продовольственных товаров, завозимых в Арктику. И во исполнении персонального поручения главы республики разработан механизм факторий, реализовать который планируется в этом году на базе именно такого логистических центров. Впервые Якутавторгом осуществлен завоз через Северный морской путь. В арктические районы доставлено 1500 тонн продовольствия и строительных материалов для строительства. Минархии на проект создания сети торгово-логистических центров в арктических районах было достигнуто привлечение средств федерального бюджета. По соглашению с Минвостокразвития России Якутавторг предоставлена субсидия на сумму 353 миллиона рублей в 2022 году. И до конца 2022 года были завершены строительно-монтажные работы по созданию ТЛЦ в поселке Зырянка, Черский, реконструирован склад под овощехранилище, построено торговое помещение. В целях создания торгово-логистического центра в селе Соскалах Якутавторг приобрел магазин продовольственных товаров со складом. Начаты строительные работы еще по 3 объектам в городе Среднеколымск, поселке Тикси и селе Жиганск. В целом новая инфраструктура и схема логистики завоза продовольствия позволила качественно изменить схему снабжения и сдержать цены на СЗПТ. На случай сбоя поставок среди торговых предприятий города, сдерживания резкого скачка цен, было принято решение о создании республиканского продовольственного резерва. Из резервного фонда республики на эти цели было выделено 408 миллионов рублей. В начале марта прошлого года Якутавторг оперативно заключил договора на поставку. В условиях железнодорожных пробок в дальневосточном направлении обществом совместно с Минтрансом проведена работа по упреждению, и вагоны с продовольствием до Якутии направлялись в первоочередном порядке. В результате был сформирован продрезерв республики в объеме свыше 6 тысяч тонн социально значимых продовольственных товаров, которые хранятся на складах Якутавторга в городе Якутске и поселке Нижний Бестях. В арктических районах для членов семей мобилизованных в магазинах Якутавторга формируются продуктовые наборы, граждане обслуживаются вне очереди. В результате дождевого паводка в 2022 году были подтоплены территории 11 населенных пунктов Верхоянского района. Минарктики возглавила оперштаб по ликвидации ЧС в Верхоянском районе. В связи с ЧС регионального характера впервые Якутавторгом организована доставка авиации, продовольствия из продрезерва и стройматериалов для проведения аварийно-восстановительных работ. Все запланированные работы по пострадавшим объектам завершены в срок. Также Якутавторгом период действия навигации до Усть-Куйги осуществлена доставка пиломатериалов в объеме 1000 кубов. В данное время проводится доставка их автозимникам до населенных пунктов Верхоянского района. В Арктику в таком объеме стройматериалы давно не завозились, и этот опыт может послужить примером для организации механизма доставки стройматериалов в арктические районы для последующей продажи пиломатериалов населению по ценам города Якутска, что позволит стимулировать строительство жилья и обновление жилищного фонда. С 2022 года привлечено федеральное финансирование на реализацию приоритетного проекта «Дети Арктики», благодаря чему 357 детей из арктических районов оплачены путевки и проезд из районного центра к месту отдыха и обратно. В соответствии с посланием главы Республики Саха-Якутия в течение года с Минздравом проведена обширная межведомственная работа по разработке новой модели арктической медицины. В результате создан ресурсный центр для оказания регулярной выездной специализированной медицинской помощи мобильными бригадами с охватом всех арктических районов. Кроме выездной работы будет организовано предоставление дистанционной медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. В рамках пилотного проекта первые бригады уже слетали в арктические районы, сейчас уже вторая очередь. И пока у нас работает автозимник, мы должны все районы охватить такими медицинскими бригадами. А так работа будет проведена в течение года, и об ее итогах мы, конечно же, вам в будущем сообщим. В рамках курируемой госпрограммы завершено создание 6 объектов здравоохранения. Проводится капитальный ремонт в Арктическом колледже народов Севера, поселке Черский, Нижнеколымского района.
И впервые в рамках государственной программы по развитию Арктики утверждены специальные меры для арктических районов по поддержке предпринимателей, занимающихся хлебопечением, производством кисломолочной продукции. Также в прошлом году предоставлены субсидии на модернизацию оборудования 10 хлебопекарням и одному предприятию по производству молочной продукции. По федеральной программе господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, осуществляемой в Арктике, впервые выделено финансирование на модернизацию отрасли оленеводства в арктических районах на сумму порядка 40 миллионов рублей. Выделены субсидии на строительство 50 передвижных домов, 10 кораллей и изгородей, на приобретение 20 квадрокоптеров, 35 солнечных мини-станций. За 3 года с начала реализации пилотного проекта «Молодой оленевод» направлена 51 выплата в размере 1 миллиона рублей на улучшение жилищных условий, из них 20 получили в прошлом году. Якутия – первый и единственный регион России, где с 2010 года действует закон об этнологической экспертизе. Всего с начала действия закона проведено 49 таких экспертиз. Общий объем выплат родовым общинам превысил 1 миллиард рублей. На сегодня этнологическая экспертиза проводится в плановом обязательном порядке, процедура налажена, и в феврале госуслуга по организации проведения этнологической экспертизы переведена в электронную форму. В 2022 году проведено 12 этнологических экспертиз, в работе находится 8 проектов. В том числе проведены ОВС и этнологическая экспертиза строительства атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга. В целом, по нормотворческой деятельности хотелось бы сказать, что ведется плотная работа по внесению предложений республики в законопроект о Северном завозе. В результате предложения республики концептуально учтены. После принятия закона организация Северного завоза будет проходить с участием федерального центра. В целях построения эффективной системы управления Северным завозом в проекте федерального закона закреплено распределение полномочий между всеми уровнями власти – федеральным, региональным и местным. В этой связи нам предстоит провести основательную работу по пересмотру действующей системы организации Северного завоза, участие в определении ключевых элементов данной системы, в том числе регионального координатора и оператора завоза. Также на данный момент уже начата работа по разработке проектов федеральных подзаконных актов, в которой мы принимаем непосредственное участие. Также предстоит работа по разработке правовых актов регионального уровня в целях реализации новой системы Северного завоза. За счет привлечения средств федерального бюджета, включения мероприятий по государственной поддержке завоза продовольственных грузов, новых мероприятий по развитию местного производства, объем средств, выделяемых на курируемую государственную программу, в 2022 году увеличился на более чем 4,7 раза. С 250 миллионов рублей до 1 миллиарда 171 миллиона рублей, и освоение составило 99,7%. Второй год подряд Министерство координирует проект «Чистая Арктика». В 2022 году география проекта расширена и проведено 3 акции в поселке Тикси, поселке Усть-Куйга, селе Сайлы Кусянского района. Всего собрано около 3000 тонн металлолома и приняло участие более 130 волонтеров в очистке. Очищено всего 28 гектаров территории. В 2023 году будет продолжена работа по строительству торгово-логистических центров, организации завоза в рамках федерального финансирования. Будут созданы 4 торгово-логистических центра в городе Среднеколымск, селе Жиганск, поселок Зырянка. Я уже говорил, что там уже почти уже введен торгово-логистический центр, и в поселке Тикси. Разработаны проектно-сметная документация оставшихся еще 5 торгово-логистических центров. Мы эти торгово-логистические центры должны построить во всех 13 арктических районах, и далее они должны уже работать в рамках механизма факторий. То есть планируется реализация и закуп продукции у местных товаропроизводителей с последующей транспортировкой до рынков сбыта внутри и вне республики.
Внедрение функций фактории должно создать условия для получения населением дополнительных доходов, а также стать поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан. На межведомственном уровне планируем организовать работу по разработке и внедрению единых арктических проектов на основе научно обоснованных строительных стандартов для строительства эргономичного жилья с применением местных стройматериалов. Это простым языком, если объяснить, то в Арктике сейчас практически ничего не строится, и нам необходимо все-таки начать строить в Арктике качественные дома. И вот мы по этому поводу проводим много обсуждений, форум страцессий, и сейчас мы уже подходим к тому, что мы уже вместе с университетом, нашим Северо-Восточным федеральным университетом, уже подходим к каким-то стандартам для строительства в Арктике. Год педагога и наставника Российской Федерации, год труда республики совместно с Министерством образования и науки планируется пересмотреть деятельность учреждений среднего профессионального образования, расположенных в арктических районах, и организовать межведомственную работу по подготовке кадров по востребованным для Арктики специальностям. И совместно с нашим Министерством предпринимательства необходимо разработать программу поддержки предпринимателей Арктики, учитывая специфику их деятельности и в арктических условиях. Также в текущем году планируем предусмотреть дополнительные меры поддержки одаренных и талантливых детей из арктических районов в рамках проекта «Дети Арктики». Это кратко все, что мы планируем уже в эти годы. Сейчас я хотел бы рассказать кратко о сайте Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера. Сайт называется Arctic Innovation. Он у нас работает с 2021 года, сейчас мы его обновили. И сайт Арктика Крипто Инновации – это интернет-площадка именно инновационных проектов и технологий, востребованных в арктической зоне Якутии. Онлайн-выставка проводится ежегодно с 2019 года в Минарктике и приурочена Дню Арктики, учрежденному указом главы Республики Саха-Якутия с целью поддержки и развития арктических районов. В этом году в рамках учения «Безопасная Арктика» Минарктика совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Саха-Якутия на сайте размещена онлайн-выставка специализированной техники, информация о проводимом круглом столе, актуальные вопросы состояния и перспективы обеспечения безопасности системы жизнедеятельности в Арктике, а также итоги арктической экспедиции на вездеходах «Луна». Информация будет постоянно обновляться. Мы надеемся, что сайт будет востребован. Так что приглашаю принять участие в нашей онлайн-выставке представителей делового бизнес-сообщества, научного сообщества, органов исполнительной власти, муниципальных образований арктической зоны, и также, конечно, ребят, которые сегодня пришли, студентов, средних и высших образовательных учреждений. Далее я хотел бы предоставить слово своему коллеге Николаю Александровичу Находкину, представителю Всероссийского научно-исследовательского института, ГОЧС МЧС Российской Федерации, кандидату биологических наук. Пожалуйста. Спасибо. Приветствую всех участников круглого стола. Включите, пожалуйста, презентацию. Мое выступление касается безопасности в Арктике в меняющихся условиях. Мы живем в турбулентное во всех аспектах время. Меняется климат, меняется политическая обстановка, повышаются риски в обеспечении безопасности жизнедеятельности, особенно в Арктике. Недавно прошла конференция Северного форума касательно изменения климата. Участвовало много ученых, но политические препятствия значительно сокращают и полевые исследования, и научные контакты, хотя интерес к этому есть во всем мире. Одной из главных задач нашего круглого стола является консолидация деятельности заинтересованных органов государственной власти, научных организаций, научно-образовательного центра, и с тем, чтобы искать
возможности мониторинга, прогнозирования ЧС и поиски путей минимизации ущербов. Сейчас у нас ко всем природным катаклизмам еще появляются угрозы и террористических актов, как вы знаете из новостей. А у нас многие населенные пункты, они крутятся вокруг одного жизнеобеспечивающего объекта, электростанции или котельной. Ну и в Якутске, вы сами знаете, у нас один газопровод, одна железная дорога. То есть все системы жизнедеятельности у нас должны быть адаптированы к любым катаклизмам и повышать свою живучесть. Изменения климата, они комплексные, да, разнонаправленные. И сегодня, естественно, фундаментом является вечная мерзлота, ее будем обсуждать. Самое, что бросается в глаза, и масштабные лесные пожары тоже будут. Но от изменения климата есть много других сопутствующих изменений, скажем, которые нас ожидают. Я хотел бы на основе своих экспедиций в последние годы показать некоторые новые, скажем, направления. Начнем с острова Бельнетта. Вот такой удивительный остров есть в Якутии. Это почти 1000 километров на северо-восток от Тикси. Видите, он состоит из базальтовых скал, очень высокий, 426 метров, торчит в океане. Но он привлек не только своим видом, скажем, а вот космические съемки показывают, что с окрестностей острова выходят шлейфы дыма, очень огромные, они доходят до Канады, до Аляски. И, конечно, хотелось бы знать, есть ли у нас в Якутии действующий вулкан. Этот остров принадлежит Булонскому Лусу, республике Саха-Якутия. И мы в прошлом году провели экспедицию комплексную для изучения этого острова. Вон синей стрелкой показан остров, и здесь видно, что сейсмическая обстановка в море Лаптевых, она неспокойная. Очень много и частые землетрясения, и они учащаются. И вот мы продвигались на вулкан сюда, и получилось так, что мы впервые в мире прошли по Большой Ляховской, Малой Ляховской острова, архипелаги Амбруз, Юля-Лунги, Фадеевский, Новая Сибирь. Сутками не видели земли. Все ребята местные, они никогда в море не были, тем не менее прошли такой путь. И этот путь у нас непростой. Вот до горизонта нету ни земли, ни льдов. А вот посмотреть, мы повторили путь лейтенанта Александра Васильевича Колчака, будущего адмирала. И тот же путь мы прошли на надувных судах. Он в 1903 году тащил 600-килограммовый вельбот по льду. Вот насколько изменился у нас климат. Почти на 1000 километров от побережья открытая вода. И, соответственно, получается, и по логике, если есть действующий вулкан, и если совпадет со временем открытой воды, то может быть и большая волна в Арктике. Мне всегда говорили, что в советской Арктике никогда не было цунами, там не надо что-то придумать. Но, тем не менее, частота землетрясений у острова Бельнет, она учащается. Открытая вода тоже учащается. Да? Вот мы находились на острове, вот правый снимок, вот красная звездочка. И есть данные, что в 3 километрах от нас рос подводный конус, откуда вот как раз дымы уходят. И последние исследования были в 1983 году, они отметили, что за 9 лет на 12 метров конус вырос. Там глубина моря 35 метров. Мы подумали, за 40 лет, может, он уже торчит там, остров весь. И хотели на обратном пути исследовать. Но в последний день мы, когда находились на острове Бельнетта, чтобы
катамараны не терлись об гальку, мы вытянули наверх. Но вот предпоследний день нашего выхода пришла откуда-то огромная волна и чуть не перевернула катамаран, а он, представляете, он 13 метров все-таки длиной. И сорвало все трансы, моторы и утянуло в воду. И после этого вода затихла. Вот на Лене такая обстановка бывает, когда боржа какая-то пройдет спокойно. После этого все стихло. Пришлось нам из 2 катамаранов собирать один, и этот остров мы оставили для будущих исследователей. И после того, как прошла экспедиция, был разбор полетов в Старом русском географическом обществе, и по пути мы собирали данные, да, но я думал, не может быть такого, чтобы раньше не было каких-то признаков. И оказалось, что в феврале 80-го года потерялся рыбак со всем своим имуществом, собаками там, и в устье Лены. А его искали с самолета, не нашли. Но по архивным данным, именно 1 февраля, именно на том участке, где он рыбачил, было землетрясение 5,6 баллов. Возможно, вот когда лед был, он гасит волну, а сейчас с появлением огромных пространств чистой воды такая угроза существует. И было протокольное поручение главы нашей республики о том, чтобы активизировать изучение сейсмичности и, может быть, по аналогии с Дальним Востоком, там организовать сеть предупреждения цунами. В архиве службы спасения тоже есть данные, что люди зимой в Устьяне погибали на зимнике в 20 километрах от моря. Откуда-то выходила вода, да, перед Новым годом. То есть там нагонным ветром, и сложно это объяснить. И по Алазее, например, иногда соленая вода доходит до 40-70 километров. Правда, там уклоны очень небольшие, но тем не менее этот вопрос необходимо исследовать. И эта экспедиция немного имела и такой геополитический, скажем, аспект. Остров был открыт американцами, некоторые сенаторы даже хотят оспаривать принадлежность острова. И по арктической доктрине США неосвоенные земли в Арктике считаются ничейными. И мы построили там якутский балаган в качестве спасательного депо и как основу для системного изучения острова учеными. До острова с трудом можно долететь на вертолете, но с собой ничего не возьмешь. Там очень много белых медведей, и в отсутствии льда они голодные и опасные. И, естественно, мы поставили там серпе как символ принадлежности острова Якутии России. И закрепили все этой печатью остров Бедмета, Булунский улус, Республика Саха, Якутия, Российской Федерации. И изменения климата, они ведут не только негативный отток. Вот на большем протяжении пути мы увидели косяки рыб под Наймороде. И когда подходило время ужина, мы советовались, будем рыбу, давай. И сетку кидали буквально там на полчаса. На 8 человек там ужин находили. Мне кажется, там есть промысловые запасы. Но есть международное соглашение в Арктике о запрете рыболовства. Почему-то это больше касается России, потому что зарубежным партнерам до Шпицбергена позволено это рыбачить. Мы на своих водах не можем. Но это соглашение до 30-го года действует. Но необходимо, конечно, это изучать. У нас Северо-Восточный федеральный университет, ВДОВ, там исследовать имеет большой интерес. Во время экспедиции мы испытывали технологии для повышения
для жизнеобеспечения жителей. Вот плавающие костюмы мы испытали, их можно носить минус 50-60 градусов. Но при случайном попадании в ледяную воду человек остается на плаву и живым. Это намного лучше, чем сейчас и моряки, и военные, и торговые там используют обычные спасательные жилеты. Вот такие намного было полезнее, скажем, эффективнее. Ну и, конечно, большая проблема – это организация связи. Сейчас у нас санкционный такой период, Global Stealth, да, они отключили санкционно, Iridium остался, но он полностью американский. Поэтому мы разработали коротковолновые рации, это их предок рация Карат были, и модернизировали таким образом, что с этих раций можно отправлять текстовую информацию наподобие СМС на сотовый телефон. И то же самое с сотового телефона можно отправить послание на рацию, оленеводу, который где-то сейчас в горах ходит. Дальность рации у нас более 300 километров. В принципе, мы считаем, что если будет больше рация стоять по ИДДС районных, а дальнобойщики, туристы, охотники, оленеводы могут пользоваться переносными, то система безопасности у нас значительно повысится. Особенно с учетом того, что спутниковый телефон могут отключить. Пока советские и российские сделают систему, это все равно несколько лет надо продержаться. И еще один момент хотел бы обратить, да, очень интенсивная оттайка идет в Арктике. И почти на каждой остановке мы находили там какие-то остатки мамонта и фауна. И представляем, сколько таких удивительных фактов теряется, потому что, выйдя наружу, они разлагаются. Но у этого момента, да, есть другая сторона. Вот даже у детенышей этих симпатичных львят, пещерного льва, нашли штаммы сибирской язвы. Поэтому у нас же, как сказать, как народный промысел, это поиски мамонтовой кости. Что они выкопают, неизвестно. Я думаю, что об этом и Михаил Петрович осветит дальше. И вообще идет обводнение очень интенсивное, особенно с 2007 года. Поселок Салатай в летнее время очень долго таким становится. Хотя в советское время это был как поселок. Естественно, большие воды, они размывают территорию, могут размыть скотомогильники, могут старинные захоронения размыть. Поэтому у нас в республике нет даже отдельной лаборатории по вирусологии. Тоже, наверное, надо поддерживать науку. И еще один момент хотел показать, тоже зависит от состояния вечной мерзлоты. Батагай-Алыта чуть выше его, видно профиль его, решение имеется каскад озер, у которых постепенно размывается берега. Это находится менее 200 километров от известного всем Батагайского разлома. И науке, конечно, надо было тоже провести исследования. И то, что меняется с климатом, сезон зимника у нас сокращается. Пытается бомбить картошкой, зелеными рейсами, но нужна совершенно новая концепция посевного завода и использовать новую технику. Мы использовали вездеходы «Бурлак», трехосный, правда, прошли по сложному маршруту, Якутск, Сибянкёль, Батагай, Саккылыр. Это высоты более километра, очень много снега было, 500 километров вообще без дороги. Впереди шли и беспилотниками искали. Такие машины, в принципе, они могут значительно
облегчить, скажем, северный завоз, замените зеленые рейсы в ряде случаев и значительно продлите зимники, потому что для них не надо мостов строить, не надо содержать дорогу, не надо строить новые дороги, особенно для обеспечения малых населенных пунктов. Вот итоги это учения МЧС русско-географического, ну, совместного, да, и Россоюзпаса показали, что есть, скажем, ну, немного другое решение для обеспечения жизнедеятельности малых населенных пунктов. Ну и в Якутии, конечно, нужна программа научная, комплексная, да, объединяющая усилия многих институтов по предупреждению негативного влияния изменения климата. Мы не должны подпрыгивать, когда ЧС случится. Есть возможность просчитать, найти тонкие места и подготовиться. Это позволит, конечно, экономить, спасать жизни людей, ресурсы и средства. И вообще вот испытание техники, да, в Якутии, где перепад температур годовой, он равняется пределу жизни высших организмов на планете. То есть та техника, которая здесь работает, те технологии, которые здесь работают, они могут работать в любой точке мира. Спасибо за внимание. Двигаемся дальше. У нас следующая тема — проблема биологической безопасности в Арктике. Приглашается доктор биологических наук Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства Михаил Петрович Неустроев. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Безопасность Арктики не может быть без биологической безопасности. Ну а что такое биологическая безопасность? Вы наверняка... Так? Слайд, пожалуйста. Штука не работает. Наверное, знаете, есть у нас прекрасный закон о биологической безопасности, есть указы нашего президента Российской Федерации, есть указы главы нашей республики, которые говорят, что нам надо уделить внимание биологической безопасности. Так. Период таяния вечной мерзлоты, с изменением климата, интенсивным промышленным освоением природных ресурсов, расширением среды обитания переносчиков, насекомых, грызунов и изменений путей миграции перелетных птиц, которые у нас прилетают в летний период, 1,5 миллиона птиц. Они откуда прилетают? Они прилетают к нам из Китая, Индии и других стран. Они потом обратно летят в эти страны. В этих случаях возникает риск возникновения и распространения особенно инфекционных болезней среди животных и человека. Почему я выступаю? Потому что ключ от биологической безопасности находится в руках
ветеринарной медицины. Я доктор ветеринарных наук, тут была немножко ошибка, что биологических наук. Это небольшая ошибка. Вот вечная мерзлота, у нас даже большие ученые иногда выступают и в средствах массовой информации, и нас убеждают, что в вечной мерзлоте при минусовых температурах микроорганизмы, то есть возбудители инфекционных болезней, не выживают. Но, уважаемые коллеги, поверьте мне, микробиологу с опытом около 40 лет, что это не так. Чтобы сохранить вирусы и возбудители инфекционных заболеваний, мы их храним в мерзлотных камерах, даже в жидком азоте. Вечная мерзлота и минусовая температура – это прекрасная среда для сохранения возбудителей инфекционных болезней. Этот факт нами был еще подтвержден, когда мы изучали мамонтовую фауну, и мы выделили от мамонтов 30-40 лет назад, которых не стало, живые микроорганизмы штаммов Bacillus subtilis. Это подтверждает, что у нас микроорганизмы могут сохраниться 30-40 тысяч лет. Ну вот, вы видите, какие у нас проблемы. Конечно, в первую очередь, это сибирская язва. Мы изучили эпизоотологию сибирской язвы на основе архивных данных и установили, что у нас сибирская язва была зарегистрирована в 739 пунктах, в середине 455 пунктов ранее не зарегистрированных в каталоге сибирязвенных захоронений. Все опубликовано. Мы в 2021 году выпустили монографию «Сибирская язва Якутии». В этой книге, монографии, есть карта каждого района и указаны, в каких местах, когда была зафиксирована сибирская язва. К сожалению, к этому труду ни одно ведомство не заинтересовалось, кроме ветеринарной службы, департамента ветеринарии, включая наших медиков. В сибирской язве мы должны обратить очень большое внимание, потому что случай Ямала, наверное, все помните. А Ямале сибирская язва установили, когда отменили вакцинацию оленей от сибирской язвы. В нашей республике пока наша ветеринарная служба и наши ученые, мы не намерены остановить вакцинацию наших животных от сибирской язвы. И последний случай сибирской язвы был в 1993 году в Мирнинском районе. А в 2015 году в Абыйском улусе при палеонтологических раскопках были выделены 3 штамма, патогенных штамма сибирской язвы. Эти сведения были опубликованы в зарубежной печати, зарубежными учеными, и в том числе российскими учеными, но не с Якутии,
о центральной России. Это о чем говорит? Это говорит о том, по нашим данным, по архивным данным, об Ийском улусе никогда не было сибирской язвы. Значит, мы многое еще не знаем о сибирской язве, о эпизотологии сибирской язве, о местах заболевания, захоронения сибирязвенных могильников. Так, ну, следующая болезнь, это, конечно, бешенство, но это вы все знаете. Есть болезнь лептоспироз, это заразная болезнь человека и животных. К нему у нас отношение очень холодное. Ни ветеринарная служба, ни медицинская служба к лептоспирозу большого внимания не уделяет. А что такое лептоспироз? Это, в первую очередь, поражение почек. Почему у нас очень много больных диализников среди якутского населения? Надо подумать и провести научные исследования. Грипп птиц идет мониторинг, и зарубежные ученые говорят, что у нас очень велика вероятность распространения гриппа птиц среди людей. Ну, болезни сальмонеллезы, они распространены очень широко, особенно среди наших лошадей, которых мы все любим, которых мы употребляем в сыром виде. Наши тоже великие ученые, некоторые, выступают за то, чтобы мы употребляли в сыром виде мясо, в сыром виде печень. А что такое печень? Это депо всех инфекционных болезней, в том числе и вирусных болезней. У нас есть вирусные болезни. Наши исследования показали, что у нас даже в Нижнеколымском улусе там нет крупного рогатого скота. Мы выявили вирусную диарею и парагрипп крупного рогатого скота. Спрашивается вопрос, откуда? Причина только в одном. Это перелетные птицы. Это переносчики вирусных болезней. Но приемных болезней у нас пока в республике никто не занимается. Но сосед у нас Аляска, там эта проблема стоит. А что такое Аляска и Якутия? Сколько летит от Аляски до Якутии птица, ну, наверное, вы некоторые биологи знаете. Поэтому опасность этой болезни тоже очень большая. Ну, о микотоксикозах я слишком говорить не буду. Это патогенные грибы, которые распространены среди наших животных, нашей пищи, в нашем зерне, которым питаются наши животные. Но, к сожалению, проблемой микотоксикоза, кроме нашего института, никто не занимается. Это жаль, конечно. Я хочу остановиться о вирусных болезнях ринопневмонии лошадей. У нас... Да, ринопневмония лошадей, очень высокая пораженность наших лошадей этой болезнью. Есть правило борьбы, которое гласит, что мясо больных лошадей ринопневмонией в пищу не употребляется. А у нас что-нибудь ведется по этой тяжелой работе? Даже диагностических исследований нет в нашей республике. Что делать? Я заканчиваю.
надо вести мониторинг инфекционных болезней диких животных и особенно перелетных птиц. А для этого что надо иметь? Надо иметь нашей республике, которая занимает 1/5 часть Российской Федерации, вирусологическую лабораторию. Вирусологическую лабораторию в прямом смысле слова нет ни у медиков, ни у ветеринарной службы, ни у научных работников. Поэтому я даже выступал в Государственной Думе по этому вопросу, там, где поддержали наши предложения о создании вирусологической лаборатории мирового уровня в Республике Саха-Якутия. А где его можно создать? Его можно создать на базе научно-исследовательского института, нашего института, на базе 2 лабораторий разработки микробных препаратов и ветеринарной биотехнологии, заведующим которых являюсь я. У нас есть отделы, мы являемся разработчиками вакцин, аналогов которых в Российской Федерации нет. Мы имеем 48 патентов на земледение, мы имеем публикации, около 600 научных работ, которые опубликованы не только в России, но и в зарубежных изданиях. У нас есть молодые люди, 2 доктора наук, 2 моих ученика завершают докторскую диссертацию, около 10 кандидатов наук, 4, 5, 6 аспирантов, которые работают под нашим руководством. Поэтому большому собранию, круглому столу, я призываю поддержать наши предложения, чтобы наше правительство, наше министерство по Арктике обратили внимание на биологическую безопасность. Спасибо. Спасибо большое. Начинаем работу блока формирования системы мониторинга и состояния многолетней мерзлоты. Регламент у нас выступление 10 минут, 3 выступления и после этого обсуждение вопросов. Мы специально поставили микрофон в центре. Если будут вопросы, пожалуйста, с этого микрофона можно будет задать. Александр Николаевич, заместитель директора по научной работе Института газотоведения имени академика Мельникова, СОРА. Обострение природных рисков в криолитозоне в условиях глобального потепления климата. Пожалуйста. Добрый день. Я представляю доклад от коллектива нашего института. Вот мои коллеги представлены. Конечно же, вот потепление климата и вообще жизнь на севере – это то, что имеет очень серьезные вот эти влияния. Вот это вот я попытаюсь вам, насколько же мерзлота изменилась, природа самой мерзлоты, как она изменилась, я хочу вот это вам показать. Что тревожит в мерзлоте? В первую очередь тревожит то, что в мерзлоте очень много подземного льда. Это вот центральная Якутия, хотя мы иногда и не видим, но вот это поселок Сырнак, Султанский район, берег озера Сырнак, и примерно где-то вот 60-80% под землей мы имеем подземный лед. Вот эти, они образовались где-то 20-60 тысяч лет назад, и они вот существуют и сейчас. Мы, конечно, вот когда мы говорим о мониторинге, мониторинг, когда делаем, да, там должна быть базовые знания. Вот эти базовые знания, конечно, все ученые это делают. Вы здесь видите вот цветная карта, зелено-красная, это мерзлотно-ландшафтная карта. Она составлена в нашем институте в 2018 году. И вот эту карту мы используем для изучения вот этого изменений природной среды под влиянием
потепления климата. Вот это карта правая, синяя, карта большая, это карта интерпретация вот этой международно-ландшафтной карты. Это моделирование, будем говорить, да, вот это ГИС-моделирование. И серии карт, вот внизу, вот видите, вот веер, вот много карт составляется. И вот одна из таких карт, вот эта карта льдистости, ну, это интерпретация вот, международно-ландшафтной карты, и человек может вот сразу вот посмотреть. Вот, ну, темные фона — это сильно льдистые, где распространены сильно льдистые вот эти мерзлотные горные породы. Где светлее, там меньше вот этих льдов. И риски, конечно, связаны обычно, керогенные процессы развиваются вот этих, где сильно льдистые орошения. И я хочу вот это, все-таки говорим о потеплении. Потепление, когда пришло это потепление? Вот здесь вы видите, до конца 80-х годов у нас флуктуация климата была обычной. Посмотрите, да, идет потепление, вот фаза потепления, фаза похолодания и так далее, они на одном уровне, вот эти шли. А вот в конце 80-х годов, ну, конкретно в 88 году, вот этот случился вот этот сдвиг, климатический сдвиг. Ну, это во всем мире, как говорят, это как климатический шифт. Вот этот сдвиг произошел, и после этого сдвига вся природа, мерзлотная природа, начала изменяться. И посмотрите, вот это, так, первый шифт это 0,8, да, 8, и второй это где-то около 1,5 градуса. Это потепление. Теперь я хочу показать вам то, что было в Голоцене. Это при мерзлоте. Вот это наша мерзлота в Центральной Якутии, как она развивалась. Желтые вот эти полосы — это потепление, а между ними похолодание. И вы смотрите, вот самое большое потепление было вот 1,5 градуса, это вот Голоценовый округ. Это значит 5500 и 8000 лет. Вот в это время было потепление очень сильное. И сейчас вот до этого я показал, вот у нас потепление 1,5, ну, значит, по климату, да, мы практически вот этого подошли к этому потеплению, наибольшему потеплению в Голоцене. Вот сейчас. Получается так. Так, и посмотрите, эта карта властности, она составлена очень давно, в 1978 году, нашим сотрудником Николаем Петровичем Босиковым. И вот распространение аласов, сколько аласов, ну, процентов вот этой территории, сколько они занимают. Вот самое большое, вот красные вот эти зоны, это где-то около 19 лет, ну, будем говорить 20%. Значит, 20% было деградировано. Вот эти потепления Голоцена. И мы, получается так, что вот это потепление, вот к этому потеплению вообще подходит очень близко. И вот это еще одно вот это подтверждение, почему такие катастрофы там и так далее бывают. Вот это мезолтоведы тоже. Вот Фумитаки Катамура, он, ну, в содружестве с нашим институтом работал и вот нашел вот такие вещи. Вот эти черные пятна, да, вот эти черные вот эти полосы, это остатки древесного угля в аласных отложениях, аласных озер. Это значит, говорит о том, что вот в эти потепления усиливались пожары лесные, и эти лесные пожары, да, оставили вот эти древесные, древесные угольки в своих отложениях. Их очень много. И значит, вот это в эти потепления было очень много пожаров,
И образовались вот эти алласы. Вот эти алласы. Дальше. Ну, здесь я о мониторинге вот начну, да. Конечно, мониторинг — это вот изменение температуры, влияет очень много изменений температуры многолетних мертвых проводов. Вот представьте себе, вы сказали, вот 1,5 градуса температура повысилась, да, а мерзлота, она повысилась на 0,4 градуса. Всего. Вот это будем иметь в виду, держим в уме и дальше смотрим. Что случается? Вот криогенные процессы. Мерзлота только на полградуса, примерно на полградуса повысилась температура мерзлоты. И что мы имеем? Развитие термокарста. Вот это, ну, эти данные вот у нас все они опубликованы. Так, темпы, ну, например, я просто условно скажу, вот за 30 лет вот эти наблюдаемо, вот эти термокарстового понижения, да, у нас поверхность Земли просела на 3 метра. Вот это, на 3 метра, вот эти данные они показывают. Дальше. Озера. Термокарстовые озера, они развиваются и очень быстро. Вы представляете, да, вот это вот примерно вот 20-25 лет, да, и ландшафты как меняются. Вот так, конечно, это влияет на жизнь людей. Конечно, люди бросают вот дома там и так далее, и проблемы вот с фундаментом домов имели вот этот социологический опрос был из университета, вот 72% респондентов сказали, что они имели проблемы вот это, с фундаментом своего дома. Они ремонтировали уже. Вот 70% примерно. Пашня. Сельскому хозяйству негде развиваться. Интенсивному сельскому хозяйству. В Чурапче 40% пашен заброшены из-за термокарста, только из-за термокарста, не из-за сорнения. У Татинском Улусе 150% вот этих пашен. Вот эти данные, ну, мы пока еще не опубликовали специально, скоро мы опубликуем эти данные. Так, ну, само собой, я показываю часто вот этот. Это бывший аэропорт села Чурапча. Это взлетно-посадочная полоса. Вот такие изменения у нас есть. Так. Вот поселки. В поселках очень много вот таких маленьких термокарстовых озер. Вот эти термокарстовые озера, как развиваются, мы, конечно, наблюдаем. Эти озера за 30 лет, вот, с 80 по 2010 год, ну, это не только наши публикации, но публикации и других ученых, эти озера, они увеличили свое зеркало, да, площадь 2-3 раза. И теперь вот посмотрите, да, вот наши дома. И что будет с этими домами через 20-30 лет. Вот это тоже, ну, людям, конечно, надо как-то вот это объяснить, что, ну, в таких местах и так далее вообще нельзя строиться и жить. Так, и я заканчиваю. Проблема одна, вот последняя проблема, это пожары. Здесь вы видите вот эти пожары. Центральной Якутии. 52% территории, вот этой территории, да, они подвергнуты были вот этими пожарами. Вот. И сейчас мы работаем с Институтом космофизики, начинаем работать. И, конечно, мы хотим, вот эти пожары в какой мерзлоте были? На сильно льдистой
с рисками или без рисков на слабодействие мерзлоте. Вот такие вот, конечно, мы в дальнейшем вот в этом плане хотим работать. Ну, у меня все. Спасибо. Спасибо большое. Слово предоставляется директору Института мерзлотоведения имени академика Мельникова Соран Михаилу Николаевичу Жизнику. Контроль состояния обеспечения устойчивости сооружений в криогенной зоне. Уважаемые коллеги, добрый день. Мне очень приятно выступать здесь. Еще я очень хочу сказать о том, что, конечно, вот служба, пользуясь случаем, спасибо, хочу сказать, что у нас есть служба МЧС. Мне хочется, чтобы она была обеспечена, как наша космическая промышленность, и это, наверное, будет правильно, потому что когда нам трудно, страшно и так далее, мы возвращаемся к врачам и к службе МЧС. Поэтому я от всей души хочу вам пожелать вот того развития, и чтобы все у вас было нормально. Итак, доклад у меня будет немножко другой, отличающийся, и мы говорим о контроле состояния обеспечения устойчивости инженерных сооружений. Здесь много говорили о природных катастрофах, но, наверное, не менее страшные моменты – это когда идут аварии инженерных сооружений. А мы знаем, что они у нас самые разные, вроде как гидротехнических сооружений, жилых зданий, в которых живут люди, рядом с которыми находится большое количество людей. Ну вот особенностью наших северных территорий, почему служба МЧС, у них есть, работая на севере, это одно дело, это низкие температуры, которые до минус 50 градусов, и мы тут увидели технику, которая работает, много об этом говорим и знаем, не понаслышке, что это такое, что это за определенная проблема. Ну и, конечно же, наличие мерзлых толщ, с наличием подземных льдов, о чем вот мой коллега сейчас сказал, о том, что, наверное, мерзлота в жизни разная, наверное, и толщи водных пород разные, и те толщи, где малое количество и содержание льда, они менее деформированы, и на них будут меньше какие-то деформации. Соответственно, вот одна из наших задач – научиться правильно это видеть, изыскивать и делать проектные решения, и тогда мы с вами совершенно уберем часть огромных проблем. Ну вот, про мерзлые толщи мы и говорили, и то, что именно они определяют их геодинамическое состояние. Вот те криогенные процессы, которые изменяют облик рельефа, а изменяя облик рельефа, они изменяют и морфологические условия, и особенности жизни. Это то, что происходит под воздействием изменения именно среды, наших инженерно-геологических условий, происходит разрушение инженерных сооружений, и что может в конечном итоге очень часто приводит к катастрофическим действиям и даже к жизни людей, к потере жизни людей. Мы говорили об изменении климата, и совершенно видим вот на верхней картиночке о том, что в целом по России изменение климатических условий или потепление климата, оно наиболее интенсивное, если взять в целом ко всему земному шару. И это, конечно, оказывает влияние на реакцию мерзлоты, то есть на то основание, на котором находится наша биологическая среда. И о том сейчас Александр Николаевич показал, какие процессы идут у нас. В основном он показал те моменты, которые идут в центральной Якутии, они действительно катастрофические. Но есть одно но. Вот все, что мы сейчас говорим о том, что идет потепление климата, но реакция мерзлоты в различных ландшафтных условиях и в различных породах различная. И поэтому, если мы совершенно четко с вами будем это понимать, то мы с вами нормально будем дальше жить, развиваться, и выбирая те места и условия, как нужно жить. Природная среда, она всегда изменялась и будет изменяться. Сегодня мы живем с вами при потеплении климата, да? Но я думаю, что многие из нас доживут, когда будет похолодание, это будут обратные процессы, это будут включения, это тоже будет проблема. Поэтому нам надо научиться выбирать, строить и говорить об инженерных сооружениях, не располагать инженерные сооружения и так их эксплуатировать, для того, чтобы мы не бежали оттуда, а могли делать превентивные мероприятия. Инженеры наши в мире далеко шагнули по обеспечению устойчивости. Если мы просто оглянемся с вами на Западную Сибирь, то сейчас вот все те мероприятия, все те разведки месторождений полезных ископаемых без использования криогенного ресурса и охлаждения горных пород, они бы были не столь рентабельны или эффективны, хотя мы тратим туда значительное количество средств. Я хочу еще показать о том, что здесь действительно мы говорим о реакции. Реакция может быть разная. Да, изменяется климат,
у нас изменяется, как мы говорим, раз идет потепление, значит мерзлота должна это. Однако это не столь быстрые процессы для того, чтобы говорить о какой-то там катастрофичности и так далее. В некоторых местах это катастрофически, это нужно видеть. Но когда мы следим и имеем систему контроля, мы с вами точно так же можем принимать преждевременные решения, делать совершенно правильное решение. Я хочу показать о том, что несмотря на потепление климата, у нас некоторые периоды также идут и понижение температуры, или не с такими темпами повышения температуры, как это идет по изменению климата. Устойчивость инженерных сооружений. С чем же она связана? Да очень просто. Здесь нет никаких открытий, это просто нужно знать. Первое, это инженерно-геологические условия, и мы должны знать, на чем и как мы строим. Это проектные решения, которые мы делаем. Это техническое выполнение строительства, это особо. А самое главное, чего мы все бросили давно и не занимаемся этим серьезно, это изменение состояния природных и инженерно-геологических условий в процессе существования, жизни, работы любого инженерного сооружения. Вот пока мы это не поймем, что это является основным моментом сейчас, конечно же, у нас с вами и проблема устойчивости инженерных сооружений, она сама по себе никогда не решится. Вот для обеспечения устойчивости инженерных сооружений вообще на северной территории что же нужно сделать? Первое, это, несомненно, повысить достоверность тех материалов, которые получаются по изысканию, понимать, что строить. Тендер – это хорошая штука. Когда могут многие организации работать, но они ведут их к тому, что начинается снижение цен, а раз эти цены не соответствуют тому, что нужно делать хорошо, мы с вами очень сильно проигрываем. Здесь должна быть определенная система контроля, с которой давно работают, но пока не очень удачно. Создание системы контроля состояния инженерных сооружений и обеспечение их дальнейшей работы. Вот это у нас пока стоит вообще на каком-то таком заброшенном месте. Формальные вещи все это есть, но очень часто они сделаны, вот поверьте моему слову, как специалисту-межлотоведу, что вот те системы обеспечения контроля, они просто иногда смешные и формальные. Ну и, конечно, обеспечить, вот если мы два первых пункта выполняем, то мы обеспечим обоснованный прогноз состояния основания своих инженерных сооружений, соответственно, и конструкций. Вот я несколько хочу показать, совершенно, как можно осуществлять. Можно бурить каждый раз, смотреть, когда мы говорим о мерзлоте. А можно использовать те геофизические методы, которые широко используются. Сразу вам скажу, что панацея на один метод – это не то, о чем нам нужно сейчас говорить. Не решается в сложной природной среде контроль какого-то состояния массива каким-то одним методом. Здесь необходимо комплекс методов. И вот в последнее время широко развивается, без чего это, наверное, нельзя делать, это методы межскважинного способа, межскважинного радиопросвечивания и других методов. То есть между скважинами мы начинаем получать характеристику. Это самое позволяет нам фиксировать любые изменения в стабильном массиве. Я просто покажу тут специализированные программы, которые позволяют это сделать. Технологии многочастотной диагностики. Они действительно, все эти цвета показывают диапазон изменения свойств горных пород. Если они стабильны, мы постоянно это видим и можем контролировать. Если изменяется, у нас меняется, в данном случае картинки, цвета для нас, а для специалистов это меняется свойства и есть критические состояния, по которым мы можем это делать. Вот видите, насколько детально сейчас можно по цветам, по всем этим кривым изменениям диаграмм говорить о состоянии массива горных пород. И это реально к чему должна двигаться наука, к чему движется наука и к чему должны двигаться предприятия. Это исследование, одна из серьезных проблем гидротехнические сооружения. Это колоссальная задача у нас. Понимаете, это и большие гидротехнические сооружения, это не нормальное состояние Вилюйской ГЭС, у которой идет боковое движение воды. Вот представьте, что такое. Стоит плотина, а рядом идет фильтрация с этой плотиной. Она идет несколько лет. Как мы ее контролируем? Всяко. А я уже не говорю о малых плотинах. Мы говорим об изменении климата и об условиях теплообмена. В малых плотинах появляются ядра. То есть таликовые ядра или таликовые окна, которые расширяются под воздействием всех этих моментов. И, конечно, нам нужно это контролировать. Я ничего не говорю. При наших с вами условиях в Центральной Якутии все это делается
спокойно инженерными сооружениями. Но только это нужно контролировать. Я покажу просто вот гидротехнические сооружения. Это образование как процессов можно контролировать. Это вот развитие области оттаивания, кустовой откачки. Тоже это все можно сделать. А это вот сопоставление и комплекса методов, когда мы видим различные и области, и криопегов, которые возникают, которые двигаются. Самое главное, что все эти движения подземных вод и изменения массива, оно интенсивно в движении. Значит, ну вот здесь я покажу просто, это некоторая система, созданная буквально вот в этом году, дорожники. Озадачились этим делом. Долго мы разговаривали с ними, что решить систему устойчивости автомобильной дороги нельзя без нормальной системы контроля и выяснения причин. Вот чем должна заниматься наука. Это вот то, что сейчас сделана оценка. В 2020 году международная сделала большая очень работа. Это я считаю, что первый раз и у нас с вами в России, и я считаю, что первый раз в мире 100 человек международов собрались и дали оценку, что происходит и что будет происходить в арктической зоне Российской Федерации. Вот это результаты всего. Это результаты специалистов. Понимаете, в которых есть международоведы, которые занимаются экономическими вопросами. Ну вот, здесь есть некоторые вот стоимость всех инженерных сооружений, которые и так далее. И вот картинку, да, какой ущерб и что нужно для того, чтобы создать в арктической зоне систему государственного мониторинга. Что сейчас происходит? Я вот про систему контроля, буквально 2 слова, я могу про это говорить очень много. Делается система контроля сейчас. Есть решение правительства, но делается она совершенно не так, как нужно нашему государству. То есть система мониторинга вечной мерзлоты – это система фонового мониторинга и система геотехнического мониторинга. У нас довольно большие площади. На самом деле, вот сейчас это все подменяется, и сейчас очень серьезный момент. И я бы хотел, конечно, и руководство МЧС, чтобы они вот уделили этому внимание, поддержали вот те законы, которые есть. Ну вот это я показал. Сказал, и вот последнее. Наука, конечно, многое знает и умеет. Имеет представление, что нужно сделать для получения эффективного момента. Но на ближайшем уровне, на нижайшем уровне аппаратурного обеспечения. То есть создаются уникальные приборы. Они уникальны, но они в одном экземпляре. Они не могут делать какие-то работы массово, колоссальные. Вот это одна из серьезных проблем. Значит, нужно длительные взаимодействия, я считаю, что необходимы с государственными контрактами по разработке методических подходов, в том числе с МЧС. Проблема, с которой сталкивается МЧС, она должна решаться в науке. И я не говорю, что это должна решаться там обязательно за средства МЧС. Нет. Это должно быть сочетание быть науки и МЧС. И вот эти программы, они должны на государственном уровне людей. Ну и, уважаемые коллеги, конечно же, МЧС – это спасение людей, предотвращение грандиозных чрезвычайных ситуаций, обеспечение контроля состояния сооружений, конечно же, снизит наши все чрезвычайные ситуации и поможет нам с вами нормально функционировать при любых изменениях природной среды. Так что я вас призываю к тому, что все нормально, нужна система контроля и осмысления во всем этом деле. Спасибо, Михаил Николаевич. Сегодня представляется выполняющий обязанности заведующего лабораторией гидрорадиолокации Института горного дела Севера имени Черского Ларисы Лукиничны Федоровой. Возможности гидролокационных технологий при мониторинге строения и состояния многолетних мерзлых пород и ледяного покрова рек. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю исследования сотрудников лаборатории георадиолокации Института горного дела Севера. Мы занимаемся разработкой и развитием геолокационных технологий для решения широкого круга задач. Георадиолокация – это электромагнитный метод геофизики, основанный на излучении импульсов электромагнитных волн и регистрации сигналов, отраженных от различных объектов зондируемой среды. Широкий диапазон радиочастот, который используется георадарами, от 30 до 2000 МГц, позволяет, обеспечивает возможность исследования объектов на различную глубину. Свойства мерзлых горных пород позволяет нам исследовать аж до 30 метров глубины. Здесь на слайде показано, георадар состоит из... Куда нажимать эту кнопочку?
В общем, состоит из передающей антенны, которые отправляют импульсы, и эти радиоимпульсы отражаются от различных объектов, которые находятся под землей, приходит в приемную антенну, записывается, и мы получаем вон ту картину, которая называется радиограмма, да? И, конечно же, это не телевизор, который включили, и вы все увидите, что под землей. Надо вот эти данные обязательно же обрабатывать. Этим мы и занимаемся. Ну, преимущество георадиолокации, что он мобильный, быстрый, да, экономичный, и может работать в любых условиях, хоть со снега, хоть с воды. В общем, очень быстро работает. Ну, мы в своих исследованиях используем георадары российского производства. Это в Москве делает Логис Геотех фирма. Георадары называются ОКО, типа глаз, который смотрит сквозь землю, да? Наши исследования показывают, что лучше всего в криолитозоне, то есть в наших условиях, использовать георадары при исследовании грунтов, которые находятся, ну, грунтов автомобильных дорог. Ну вот только что межзвуковеде рассказали, что на дорогах строительство и эксплуатация дорог приводит к развитию различных опасных криогенных процессов, да, и которые могут привести к деформации дорожного полотна, ну и даже аварийного характера. Вот там, ой. Мы можем проводить измерения, слово георадар, все запомнили, георадар с пешком, вот первое, да, можем с дроном, можем прицепить к автомобилю, то есть очень быстро получить данные. Здесь вот в городских условиях асфальтированная дорога, стандартно мы получаем все границы, которые ой, что-то я не могу каску нажать. Слои, которым отображается это между асфальтом, можем определить толщину асфальта, контроль качества строительства, на какой глубине пеноплекс постели можем проследить. Ну, также нами проведена большая работа. Мы научились распознавать на наших радиограммах признаки, по которым мы можем судить, какие происходят процессы в грунтах автодороги. Например, ослабление, то есть повышенная влажность под дорогой грунтов показывает, что здесь на радиограмме не будет отраженных сигналов, то есть они будут поглощены. Здесь нет, ну, не видно, что сигналов. Там вот на границе накопилась вода, значит, будут переотражения. В общем, там разуплотнение. Вы даже можете увидеть, вот на глубине 1,5 метра сигналы уже разорвались. Здесь вот на длинном вот радиограмме можете посмотреть, обыкновенная граница, да, отсыпки идет, и вдруг непонятная откуда граница, которая показывает, что здесь есть участок пучения. Эти работы были финансированы, ну, было в республиканской бюджете программа РНТП, да, республиканские научно-технические программы. Это финансирование было оттуда, и мы вот эти все методику отработали. И нашелся, вот, например, госзаказчик, который, ну, для вас интересно, вот улица Дзержинского, да, например, от Лорпа до Лермонтова. Вот весь процесс, и вы видите, голубенькими отмечены, на самом деле, мерзлота, да. Здесь 10 метров глубина, 8-10 метров лежит коллектор. И более коричневые, светло-коричневые, это у нас получается растепленные породы. А голубые посередине должна была быть полностью мерзлота, да? Но вы видите, что есть обрывки. То есть перелетки только получается. То есть есть места, где мерзлота деградировала. И сверху синими полосками видно, что даже линии сброса вот этих поверхностных вод, то есть там, где, ну, будут как это, дырки, да? Ну, провалы, вот мы отметили на поверхности все, вот желтые это опасные, да, более зеленые еще это глубоко, не очень развито. Это мы сделали по заказу, ну, главстроя, да, города Якутска. Это где-то весной, в апреле, но вот мы собирались в мэрии, там, потом мэрия поменялась или что ли, они обещали, ну, планировали, мы-то сказали, вот в таких местах опасно, будут дырки. Они сказали, да, мы все укрепим, пробурим, там, закачаем, то ли бетон, то ли что. И все-таки так неповоротливо было, вот в июне, вот та дырка точно была в июне 2016 года.
И по ВХ мы подняли все документы, оказалось, да, мы ее указывали. Ну, а это не только можно один раз померить и указать, да, а если несколько лет измерения проводить, то есть делать мониторинг, то можно обнаруживать и проследить за развитием. Это Вилюйский тракт, это где-то в БГ в районе, да. И вот 2012 год, чуть-чуть неразуплотненное место оказалось, вот желтым нами отмечено. И его развитие, вот 2014 год, да, каждый ежегодно мы измеряем. Это чисто бесплатно для этих научных интересов, как бы мы измерения проводим. И видно, в 2012 полотно дороги спокойное, да, чистое, потом все ломается, и все там разрушилось. Это на глубине 1,5-2 метра. И ну, мы умеем подавать для заказчика, где какие участки, более опасные участки, более темно-красным цветом написано. Все разработано технически, Quantum Keys используется, на карту можно наносить, проводить своими же георадарными данными, и обработать и вывести в места, где более влажные. Ну, то есть, вот красным мы отмечаем от 10 до 14%, да, это будут опасные места. Ну, и то, что говорили, вот подземные льды, георадар тоже может в трехмерном виде картировать подземные льды, то есть можно посмотреть, как развивается, где распространяется. Это как раз Чурапча, участок строительства спорткомплекса, вот темными местами обозначены уже имеющиеся интернатом здания, да? То есть мы проводили исследования, что можно не только непрерывно, а там, где находятся здания, специальная методика углового сканирования, которая позволяет получать тоже там на недоступных, можно сказать, местах, получать данные георадиолокации. Это всем уже известные, да, в 2001 году, когда было в Ленске катастрофическое наводнение, по инициативе МЧС, Шойгу тогда был министром, были начаты работы научно-исследовательские по разработке технологий, которая могла бы помогать исследовать ледяной покров, его толщину измерять, чтобы ну, помогать прогнозировать заторопасные места. Эта работа была сделана у нас. Ну да, то есть МЧС финансировала. Вот Николай Александрович тогда был, да, тоже в инициативной группе под руководством доктора технических наук Амельяненко Александра Васильевича. В 2007 году эта методика, технология была уже разработана, и мы ежегодно, вот сегодня тоже вот в 10 часов вылетели, до Устья-Алём будут лететь, ну, 4 часа, 400 километров, ежегодно мы проводим измерения толщины льда, да, то есть прямо сразу, ну, большая работа тоже была проведена по GPS-кой, сразу измерения, и мы на следующий день проверяем, правильно ли наш радар измерил. Ну, тут чисто бурение, да, делаем, линейкой это гидрологически измеряем, точность достаточная считается, и сразу на карту мы наносим вот зеленый, красный, вот те красные места, там очень толстый лед, больше 2 метров, получается такие, ну, сразу же, вот сегодня измерили, суббота-воскресенье обработаем, и в понедельник уже к докладу будет готова карта. Сейчас мы продолжаем эти исследования, уже поддерживает нас Российский научный фонд деньгами. И оказывается, не только толщина льда влияет, да, на крепость ледяного покрова, но и его строение. И поэтому мы изучили, как на наших радиограммах исследуют, отображается торосовый лед это или монолитный лед, который быстрее тает, где-то росовый лед, да? Ну и разработали специальное программное обеспечение, алгоритмы разработали, которые потом в конце выдают, ну вот это предварительные данные возле партизан, по-моему. И сразу на карту можем наносить, да, то есть вот разными цветами, более темно-голубой, это значит там толстый лед, а уже вот эти красные, желтые, да, это значит красные, это торосовые, друг на друга наложенные льды, они более крепкие льды. Ну, то есть это более улучшает как бы наши данные и для прогноза заторообразования полезно. Ну и для проведения превентивных мероприятий, где лучше разрушать заранее лед, вот для этого. Но все равно все эти
дальше надо развивать гидрологические параметры. К этим мы участвовали вот в проекте КНИ, Институт межзатоведения проводил, да, руководство Тананаев Никита Иванович. Мы там тоже участвовали, и гидрологические параметры, оказывается, еще дополнительно надо наносить уклон реки. Ну, над этим мы работаем, то, что это. Ну и вообще надо автоматизировать, а не так, что ну, с кадрами у нас проблемы. Мы студентов, конечно, научили рисовать эти, выводить толщину льда, да? Но автоматизировать сейчас современные IT-технологии, искусственный интеллект предлагаем применять. Ну, то есть и развитие идет, мы работаем над этим. Ну, то есть проведенные работы показали возможность и перспективность использования метода георадиолокации. Надеюсь, все присутствующие запомнят слово георадар и будут его везде продвигать, поддерживать наши исследования, ну и использовать в своей работе. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы вот часть по мерзлоте докладов услышали, и мне очень понравились доклады, очень информативно, и жалко, что органы исполнительной власти мало внимания уделяет научным прогнозам. Вы видели, что даже образование дырки на улице Дзержинского ученые предсказывают за несколько лет. Можно много раз принять меры о том, чтобы этого не допустить. Но мы постепенно к этому идем, и, надеюсь, общество наше созреет к тому, чтобы больше уделять времени предупреждению и профилактике чрезвычайных ситуаций. У меня вот есть первый вопрос к Александру Николаевичу Федорову. Там, Александр Николаевич, вы говорили о том, что участки будут деградировать в некоторых населенных пунктах. И есть ли какие-нибудь нормативные ограничения? Например, если муниципалитет запрещает строительство, скажем, в Дашкалахе, места, где затопляется новое строительство, то есть ли что-то подобное касательно мерзлоты, если этот участок будет деградировать в ближайшие несколько лет? Спасибо. Пока никаких документов нету. Пока. Потому что и Министерство промышленности, и строительство они, конечно, работают по городам только. Это, по-моему, с прошлого года только сельские поселения они уже охватывают, но работ никаких нету. Выделяются эти участки, это деградирующих местах до сих пор. Нету пока. Можно еще вопрос тогда. Александр Николаевич, а какие-то есть попытки, если вы говорите, порядка 70% частных домов имеют проблемы с фундаментом, какие-то разработки, технические решения, фундамент, может быть, какой-то им передвижной, что ли, делать? Участок использовался, его деревня переехала. Николай Александрович, спасибо, я понял вопрос. И, это мой аспирант, работающий в университете, Сильнобоев Альберт Николаевич, он специально провел эти домостроения на ледовом комплексе, только на ледовом комплексе. Другого там не может быть. Только проседание за счет таяния подземного льда и проседания этого фундамента. Они специально этот вопрос таким образом посмотрели. Но, однако, никакого учета ни по муниципальным образованиям, нигде нету. Просто мы знаем,
что вот такой-то житель, да, 5 раз переставил вот эту печку. 5 раз дома, внутри дома. Вот это мы знаем, все это знаем, но никакого вот это пока вот таких моментов нет. Но я вот, Михаил Николаевич говорил по мониторингу. Конечно, если вот мониторинг начался, вот этот российский геократический мониторинг, да, ну, если вот будет, вот этот, он будет развиваться, ну, наверное, вот на это обратят внимание. Спасибо. Уважаемые участники, пожалуйста, если есть вопросы, можете задать выступающему. Так, ну если вопросов нет, то двигаемся дальше. У нас следующий блок формирования системы профилактики и предупреждения природных и техногенных пожаров в арктической зоне. Слово предоставляется первому заместителю министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия Жилустану Ивану Шихону по теме перспективы развития системы предупреждения и возникновения природных пожаров. Всем добрый день. Да, доклады очень интересные, содержательные. В прошлом году то же самое, такое же мероприятие было. Мы для себя очень много чего подчеркнули. И Министерство экологии практически получается по всем аспектам, которые сегодня затронуты. Это и изменение климата, и лесные пожары. Здесь всецело задействовано. То есть мы основной инструмент правительства для того, чтобы не предотвратить чрезвычайные ситуации по данным направлениям. В этом году у нас и паводок будет создан, предвещается, и лесопожарная ситуация тоже, прогноз, который нам дает ФУБ Сахана, это июль месяц, полностью у нас по территории республики 5 класс, 4-5 класс пожарной опасности. Вот. Но надо сказать, что вот по части моего доклада я не буду там перегружать вас большими цифрами. Хочу остановиться на нескольких аспектах, что вообще система предупреждения возникновения природных ландшафтных пожаров, она подразумевает очень большой пласт мероприятий, которые заранее готовятся. Мы, например, к лесопожарному сезону текущего года начали действовать еще в прошлом году. Планы мероприятий, готовности и так далее. На сегодняшний день прошли проверку МЧС, Главное управление МЧС России. Сейчас ждем проверку Рослесхоза. И с каждым годом вот этот, сама проверка, она все ужесточается. Если ранее мы по 12-13 критериям готовились, то на этот год уже 28 критериев готовности к лесопожарному сезону. Вот. Площадь лесного пожара, это лесного фонда республики, это 1/5 часть Российской Федерации, 254,7 миллионов гектаров. Лесистость составляет 50%. Экологический потенциал республики в основном заключается в выполнении средообразующих, водоохранных, защитных функций, изменение средней температуры, режима осадков, экстремальные погодные явления в виде грозовых явлений приводят к увеличению количества и площади лесных пожаров. Последние годы лесное хозяйство теряет от пожаров очень значительные площади, покрытые лесом. Если так посмотреть, то в 2019 году эта площадь составляла почти 4 миллиона гектаров, в 2020 году это 6 миллионов 300, и в 2021 году 7 миллионов 900. В это время как раз и были приняты такие
значительные меры для предотвращения дальнейших лесных, для того, чтобы скорость тушения лесных пожаров у нас была намного значительнее. То есть в 2021 году у нас и финансирование добавлено с федерального бюджета, ну как везде СМИ транслируют, это в 5 раз. А количество лесопожарных формирований дошло у нас на сегодняшний день до 1119 человек. Это мы довели Якутскую базу радиационной охраны лесов до 555 человек, а Якутлесовсуд до 564 человека. Вот. Но это позволило нам лесопожарный сезон прошлого года без потерь пройти в части лесного фонда. Нас отметили и на федеральном уровне. Надо сказать, что вот эти меры, вот они и помогли, то, что и финансирование добавлено, и количество лесопожарных формирований. Мы за это время открыли 4 авиаотделения новых, да, это в арктической зоне республики, то есть Батагайская, Хангельская, Зарянская, Тамторская, и площадь зоны контроля мы уменьшили в целом по республике на 30 миллионов гектаров, а чисто по Арктике 10 миллионов гектаров. Ну, надо сказать, что, конечно же, и финансирование, и количество личного состава, она подразумевалась на значительно меньшую площадь, 30 миллионов гектаров, 35. На сегодняшний день охраняемая площадь у нас составляет 71 миллионов гектаров. Что это предполагает? Это предполагает то, что если сезон 2021 года у нас такой же будет в этом году, то, соответственно, мы не будем успевать. Соответственно, мы сейчас подписали соглашение со всеми силами на территории республики. Это и по линии Госком ОБЖ, и авиалесохраны федеральной, чтобы дополнительные силы при возникновении ЧС на нашей территории максимально короткое время прибыло. Так. Но что хочется сказать, вот основными факторами, влияющими на уровень оперативности ликвидации пожаров в первые сутки, конечно же, влияет это увеличение охраняемой площади, да, как я уже сказал, удаленность лесных пожаров от мест базирования воздушных судов и лесопожарных формирований наземной. Территория у нас огромная. Да. Ну, в лучшие времена у нас одновременно на нашей территории летало 100 самолетов Ан-2 и плюс вертолеты. Сейчас же мы имеем, в силу всех причин, на территории республики порядка 20-25 бортов. Все. То есть, соответственно, у нас и оперативность от этого хромает. Доставки сил и средств до лесного пожара. Вот. Потом относительно невысокое первичное информативное космическое изображение о лесном пожаре в Рослесхоз. Это тоже имеет большое значение. Хотя мы позапрошлом году и в прошлом году запустили программное обеспечение, которое объединяет все имеющиеся ресурсы. Это как программа Сильван, которая нам помогла в эти годы быстрее находить эти лесные пожары, ну и, соответственно, реагировать на них.
Также, конечно же, влияет снижение уровня обеспеченности авиапожарными командами и активно охраняемой территории лесного фонда в результате тушения лесного пожара в зоне контроля. Недостаточная протяженность лесных дорог при высокой плотности естественных преград. В прошлом году мы столкнулись с проблемой это в Усманском районе, то есть пожар был очень сложный, и, соответственно, мы не могли очень долго доставить технику. Пришли к выводу, что нам необходимо в достаточной степени обеспечить также технику на шинах низкого давления, то есть трактора тонули. Ну и, конечно же, проблема – это недостаточная численность летчиков-наблюдателей для одновременного патрулирования. Для готовности одного летчика-наблюдателя необходимо 4 года, и каждый год на это необходимо на одного человека 1,5 миллиона рублей, 1,5–2 миллиона рублей, в зависимости от того, где его будем готовить. Но, конечно же, мы отрабатываем для того, чтобы для готовности к лесопожарному сезону с муниципальными образованиями практически во время сезона у нас в ежедневном режиме проходят штабы ИКЧС, ну и совместно всеми силами, имеющимися на территории республики, мы максимально ликвидируем лесные пожары. У меня вкратце все, готов ответить на вопрос. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Иванович. Слово предоставляется заведующей лабораторией геоинформатики и дистанционного зондирования Земли Института космофизических исследований и аэрономии имени Шафера Сибирского отделения Российской академии наук Владимиру Степановичу Соловьеву. Современное состояние лесопожарной обстановки на северо-востоке России. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Так, тематика доклада здесь представлена, можно почитать. Вообще в этом докладе я хотел бы представить общие результаты по исследованию трендов, пространственно-временных трендов, вариаций, картины лесопожарной обстановки, касаясь восточной Сибири, частично Якутии, вернее, с акцентом на Якутии. Вот. В институте, который я представляю, работы по дистанционному зондированию ведутся уже достаточно давно, более 20 лет. За это время был накоплен длинные ряды данных спутниковых измерений, наземных измерений. Институт располагает большой широкой сетью геофизических станций с севера, от Тихси и кончая Нейгом. Много ведутся атмосферные измерения, и геомагнитные измерения, ионосферные и прочие, которые, в принципе, мы тоже используем для анализа, оценки факторов, которые влияют на горимость. По накопленным данным мы провели анализ. Кстати, по этим же данным было сделано, или, скажем так, создано ряд информационных продуктов. Это базы данных по хотспотам, по очагам, по гарям, которые мы тоже выделяли, используя свои алгоритмы выделения для дешифрации этих объектов. И на основании, или, скажем, по этим данным были созданы системы информационные, размещенные в интернете на нашем сайте, на которых отображается вся информация. Интерфейс, тут последняя версия такой системы информационной поддержки оперативного мониторинга. В общем-то, интерфейс достаточно общий для подобного рода информационных ресурсов. Но мы здесь включаем не только собственные данные, которые мы принимаем на станцию приема, которую мы располагаем, а также наши коллеги из Иркутска, а также источники, которые нам доступны в рамках, скажем так, научных контактов. Здесь просто несколько примеров,
как это отображается. Стандартное меню справа, где находятся тематические слои, которые пользователь может отображать в данный момент. Данные оперативно автоматически обновляются по мере поступления этих данных, поэтому здесь в частности и область отображается, и хотспоты, можно отдельно Гарри, можно метеопараметры. Вообще этот сайт, или, скажем, эта система информационной поддержки, она у нас все время обновляется, то есть модернизируется по мере включения туда новых параметров и новой информации. Вот здесь вот приводится пример, индекс пожароопасности, который широко используется в мире. Это так называемый канадский индекс. Здесь приводится на некоторую дату. Этот индекс очень хорошо отображает вообще риски возникновения пожаров. Мы его тоже используем. Кроме того, мы сейчас разрабатываем, скажем так, пытаемся адаптировать другой индекс пожароопасности, который учитывает еще и атмосферные процессы, циркуляцию. Этот индекс хорошо себя показал в австралийской службе безопасности по борьбе с лесными, не лесные, а степные пожары. Также этот индекс еще используется и в Штатах. Здесь тоже много индексов. Мы его тоже сюда включим, так сказать, можно будет его и по нему оценивать риски. В прошлом году у нас система газопеленгации была расширена из однопунктовой от одного датчика, который был размещен в окрестностях Якутска. Вот мы разместили 6. Тут, конечно, нам помогли благотворительный фонд. Ему установили 6. И тем самым мы сейчас, у нас система газопеленгации перекрывает все наиболее горимые районы Якутии. Вот здесь приведен пример. Здесь вот по результатам анализа длинных рядов построены были дешифрированные Гарри. Вот справа показано, это Восточная Сибирь за 84-20-е годы. Большой серьезный длинный период. Мы видим, что основные места горения, горимость это центр, конечно, центральная часть Якутии. Это, значит, Вилюйское междуречье, и среднее течение реки Алдан. Справа тут график приведен площади Гарри, начиная вот с этого же периода. Мы видим все-таки, что да, действительно наблюдается тренд повышения или увеличения пожароопасности в Восточной Сибири. В основном, конечно, пожар приходится, по крайней мере, крупные пожары. Здесь мелких пожаров в принципе нет. Вот это вот уже картина горимости лесов вообще по Сибири. Мы видим, что Западная Сибирь, у нее выражена чистая юг, там в основном это сельхозтерритории. Забайкалье, мы видим, выделяется, и центральная часть Якутии выделена прямо вот этими, скажем, области. Слева показана общая площадь, динамика общей площади Гарри. Есть небольшой тренд, это по всей Сибири небольшой тренд. Ниже на гистограммах показано, что вот восточная, западная Сибирь, в ней в основном доминируют мелкие и средние пожары. Крупных не так много. Самое крайнее, вот там центральная Якутия, у нас в основном, конечно, превалируют это крупные пожары, а также катастрофические. Мелкие тоже есть. Здесь показано, проведен анализ факторов, которые обусловили катастрофических пожаров в 2021 году. Это вот за последний, наверное, за весь период наиболее такой сильные были серьезные пожары. Ниже вот тут приводятся, значит, термоточки, аэрозольный индекс. Это все растянуто на весь сезон с 1 июня по сентябрь. Мы видим, что количество обнаруженных очагов или термоточек, либо хотспотов увеличивается, и вот там выделена серой полосой, это максимальная фаза горения происходила. Мы видим, что ему четко соответствует и аэрозольный индекс, это означает, что загрязнение воздуха продуктами горения. Далее вот там это идут аномальные отклонения, красный это в плюс, это приземное давление, то есть красный это означает антициклон, повышенное давление, ему соответствуют высокие аномальные значения температуры до давления. Ниже это осадки. Осадки в Якутии очень высокие, и они сильно не влияют, скажем так, в большом масштабе.
Наверху приводятся картины за отдельный день, там 31, да, по-моему, июля. Слева просто снимок, вот споты красные, это далее идет распределение аэрозольного индекса, плотность вообще загрязнения была очень высокая, во много раз превышала предельно допустимые нормы по СО и по аэрозольным частицам. Далее вот там красное – это распределение давления. Мы видим, что красное повышенное давление фактически вот нашей территории Якутии завис циклон, вернее антициклон, ну там стрелочками показано, это вектор ветра, ну справа там аномальная температура. То есть анализ показывает, что 2021 год, особенно вот с конца июля, над территорией Якутии доминировали повышенные давления, то есть блокирующий антициклон, который не допускал западной воздушной массы, влагонасыщенной. Поэтому у нас вот такая крайне неблагоприятная, ну или благоприятная для лесных пожаров сложилась обстановка. То есть полностью чисто за счет атмосферной циркуляции это было обусловлено. Ну, это вообще характерно для нашей территории, это особенность, она у нас внутри континента. Западные циклоны, если и доходят, то они, как правило, уже влагонасыщенность очень низкая. Циклоны северных морей, они очень небольшие. С Охотского моря до нас уже ничего не доходит. Переключить бы надо на следующее. Не хочет. Будьте добры, переключите следующий слайд. Ага. Так, вот он заработал. Ну и здесь я хочу просто показать, что действительно вот это вот повышение пожароопасности наблюдаем вот последние 40-50 лет, в основном, конечно же, обусловлено глобальными факторами. Это потепление, которое наблюдается в планетарном масштабе. Но эти тренды потепления, они крайне неоднородны. Известно, что основные темпы, или самые высокие темпы наблюдаются в Арктике. Этот феномен, так он называется, арктическое усиление. И здесь вот приведена карта трендов за почти 70 лет, да, вот с 50 по 22. Мы видим, что основные высокие темпы нагревания – это причем север Сибири, Восточная Сибирь, ну и, соответственно, мы попадаем туда прекрасно. Справа там показан график роста или тренды температуры северного полушария, это синяя, ну и мы видим, что наклон красной линии – это тренд температуры по Якутии. И фактически вот максимальные значения, которые наблюдаются за последние 70 лет, на 4 градуса, это вот на северах, есть места, где резко вот такой тренд поднялся. Ну и то, что действительно повышение пожароопасности – это природный феномен, он, конечно же, обусловлен тем, что повышением солнечной активности. Здесь приводится график мощности полного солнечного излучения. Мы видим за последние 4 столетия он все время нарастает. Есть, конечно, небольшие изменения, но тренд повышения. И вот мы находимся в самом конце, там 2014 приводится, мы находимся на самом максимуме, когда мощность полного солнечного излучения была максимальной. То есть это потепление, в общем-то, природный фактор, но антропогенное воздействие тоже способствует. Здесь приводятся тренды пожароопасности, индекса пожароопасности по месяцам тоже вот за 40 лет. Мы видим, что точками отмечено то, что статистически достоверные тренды. Вот. Высокий тренд пожароопасности наблюдается в июне, начинается с мая, июль, ну и понижается. Мы видим, что как раз приходится в основном на территории Якутии, ну и Забайкалье, естественно, попадает. Ну и здесь, если продолжить эту тему насчет пожароопасности, мы видим здесь приведено начало сезона пожароопасности, далее конец и продолжительность. Видно, что слева это даты
Ну, это по некому пороговому значению отчитывается. Мы видим, что да, начало пожароопасного сезона имеет тренд смещения на более ранние сроки, окончание смещения на более поздние, соответственно, длительность пожароопасного сезона тоже возрастает. Также у нас есть данные о том, что граница пожаров начинает смещаться на высокие широты. Это связано тоже с общим, так сказать, арктическим усилением. Ну и далее с грозовой активностью. Известно, что за последние 10-20 лет грозовая активность несколько раз повысилась на высоких широтах. Вот. Ну и выводы, что да, наблюдается устойчивая тенденция роста количества пожарной активности. Наиболее горимые, то, что я говорил, это центральная Якутия, тренд смещения начала лесопожарного сезона, а степень загрязнения, безусловно, повысилась тоже. Ну и по сохранению текущих трендов у нас будут продолжаться повышаться риски пожарной опасности. Ну и институт уже за это время большое, то, что мы работаем по этой теме, накоплен достаточно большой опыт, навыки, как и создание информационных продуктов. Мы можем вполне, нам под силам решение таких задач, а именно создать модель краткосрочного прогноза с учетом уже наших данных по грузопеленгации, с учетом оперативных данных по спутниковым и наземным наблюдениям. Точно так же можно разработать алгоритм развития отдельно ситуативного очага. То есть там, давать прогноз на несколько дней, куда начнет развиваться очаг, с учетом уже рельефа и прочее, скажем, растительного покрова и некоторых других факторов. Ну и, в принципе, на основе вот этих вот двух задач можно решить задачу, скажем, обеспечить полевые группы, которые на месте, неким комплексом коммуникационных программ, так, чтобы они всю информацию всегда имели у себя под рукой и могли как-то прогнозировать или планировать свои действия. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Грозовая активность на территории Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, заведующий лабораторией радиоизлучений, ионосферы и магнитосферы ИКФИА имени Шефера Владимир Ильич Козлов. Добрый день, коллеги. Значит, наша лаборатория и наш институт, естественно, начал заниматься грозовой активностью с начала 90-х годов. Ну, мы пытались сделать с помощью, тогда в содружестве с Якутгидрометом, многопунктовую систему. То есть попробовали работать в двух пунктах. Один в Якутске, прямо на территории гидромета был поставлен. Второй в Алепинске, на территории станции гидромета. Но, к сожалению, многопунктовая система, опыт показал, что она не заработала, поскольку даже выделенная линия связи телетайпной, которая предложена была нам гидрометом специально, она давала очень большие помехи, и довольно часто случалось так, что мы дискету с данными из Алепинска с капитаном ракеты отправляли, она приходила раньше, чем две вычислительные машины умудрялись передать без помех данные. Поэтому мы пошли по пути, значит, создания тогда однопунктового грузопеленгатора. Но в 2006 году мы приобрели несколько однопунктовых грузопеленгаторов. Да, тот однопунктовый грузопеленгатор, он охватывал всю Якутию, и все было бы ничего, но у любого однопунктового грузопеленгатора есть одна плохая вещь. У него точность локации составляет по дальности, составляет 15% от дальности. Сами понимаете, это только вот, чтобы что-то такое общее создать карту, а для каких-то таких вещей, ну представьте, на 1000 километров это 100 километров, а на 1500 уже 150 километров. Вот, поэтому мы попытались сделать
Несколько однопунктов грузоперекатов в 2006 году поставлены были с радиусом действия 400 километров, 450 там может быть, вокруг Якутска, в Якутске стоял в Мирном и в Нерюнгре. Ну, в надежде, что 2006 год, сами понимаете, уже, казалось бы, связь у нас должна была работать хорошо, так сказать. Но вот с Якутска, естественно, все было хорошо, ну, чуть лучше, то есть чуть хуже с Нерюнгре, и довольно плохо было с Мирным. Несмотря на то, что, казалось бы, у нас такая связь должна быть, электронная почта работает. Ну вот, поэтому система такой многопунктовой, которую мы хотели стать, она откладывалась. И только в 2009 году мы вышли на систему грузоперегации, такую большебазовую многопунктовую, вошли в мировую сеть. Мировая сеть, она, конечно, хороша, она дает данные по всему земному шару, так сказать, это самое. Вы пока не переключайте, я это самое скажу так быстренько. Вот. Но, к сожалению, эффективность, поскольку это дальнебазовая система, эффективность ее регистрации грузовых разрядов не столь большая, меньше 50% составляет. И наконец-то, вот в начале прошлого года, благодаря, значит, благотворительному фонду Синацпарк, который выделил финансирование, мы нашли нашу российскую систему, которая, она в рамках Росгидромета, и станции поставлены были благодаря, так сказать, благожелательности Якутского гидромета на станциях Якутского гидромета на Приленском плато. Так. Вот, видите, вот здесь вот, то есть, вот предыдущий коллега показывал, где основные пожары. И вот видите, вот в этом вот междуречии, между Леной и, значит, Вилюем, как раз вот наиболее часто встречаются лесные пожары. Именно поэтому мы здесь и поставили эту систему. Конечно, мы выбирали в тесном контакте с Якутгидрометом, так сказать, огромное вам спасибо. Значит, вот, и были выбраны только те станции, на которых есть хорошая связь. Тем не менее, опыт работы одного года показал, да, система работает, все есть, но вот эти вот перебои со связью в Якутии продолжаются. К сожалению, то, что мы в начале 90-х годов видели, сейчас, конечно, все лучше, вроде бы все хорошо, но тем не менее эти есть. То есть вот такую вот систему, чтобы прям мгновенно все подавалось на все сайты, ну, пока для Якутии говорить, и это не только для Якутии. В августе месяце того же года, по нашему примеру, были поставлены 6 станций в Приморье, в Приморском крае. И система там заработала. И вот глядя, как отказы появляются на наших станциях, отказы на их, да, у них чуть получше. Ну и Приморский край, вот такая Якутия, и вот такой Приморский край. Казалось бы, те же 6 станций. Но тем не менее у них тоже случаются довольно часто отказы, если посмотреть по сравнению с европейской территорией России, на которой вот, и это вот Алвис, эта система Алвис установлена практически по всей европейской территории России, до Урала, ну даже на Ермаре есть. Ну и сейчас они вот двигаются. Надо сказать, что
есть еще система в Хабаровском крае, 6 станций. Там поставлены станции Вайсова. И это международная сеть такая, располагается в Финляндии. Она, конечно, но она намного дороже. Хотелось бы нам кто-нибудь такие же деньги выделил, как выделили хабаровчан. Вот. Ну и вот видите, вот мы поставили эти станции, все работает. Теперь вот это вид такой у них, значит, это слева антенна, справа сам прибор, так сказать, который ставится. И вот теперь вот обратите внимание на этот слайд. Здесь показано сравнение. Синеньким это Алвис, а там, красненький, по-моему, да? Это вот международная сеть, которая у нас работает давно. Видите эффективность насколько? Практически в 10 раз местами Алвис лучше регистрирует, то есть большую часть он регистрирует почти все разряды грозовые. Ну и хотелось бы дальше, чтобы это все расширилось. Ну это вот еще одна такая картиночка по эффективности. Вот видите, мы в июле месяце запустили. Теперь я хотел бы показать, как меняется межгодовая вариация гроз в Якутии. Это вокруг Якутска. Видите, с 2009 года по настоящее время идет нарастание. Ну, так оно, конечно, квази трехлетние вариации есть, квази 2-3-летняя вариация. Она так и есть. Причем эта вариация очень интересна тем, что вот мировая сеть данных позволяет нам смотреть грозы. Ну, мы смотрим от Урала и до, значит, Охотского моря. Вот. Есть таких два мощных центра грозовых. Один находится в Западной Сибири, а второй находится у нас и вот в Приморье больше. Так вот, эти два центра работают как определенные качели. Вот если у нас идет понижение, в этот момент у них повышение. Это все из-за перестройки циклонической и антициклонической активности происходит. Такая вещь. Поэтому это, в общем, мы с этим делом разобрались, но это было очень интересно для нас, что или у них, или у нас больше гроз. Может быть, вам это как-то пригодится, то есть для переброски формирований, так сказать, с Западной Сибири в Восточную. Вот теперь я хотел бы вам показать очень интересную карту, ну, которая показывает вот грозовую активность на территории, ну, скажем так, дальневосточного региона. Вот. И обратите внимание на верхнее, то есть низ понятен. Это вот у нас, значит, где идет Якутия, так сказать, вот там вот это вот у нас несколько ближе к Западной Сибири, так сказать, дальше там вот внизу. Ну и так, значит, с движением на восток грозовая активность, казалось бы, смещается, максимум грозовой активности смещается в южные регионы. Вот. Но интереснее всего другое. Посмотрите наверх. Видите 70 градусов? Это вот оно посредине карты. Специально мы так карту построили для вас, чтобы показать вам. Это у нас побережье, море, Лаптевк и так далее. А теперь обратите внимание на циферку 80, а наверху 90. 90 – это Северный полюс. И в последние годы, то есть начиная с 2019 года, на метеостанции, которые у нас на побережье, отмечают грозы длительностью до часа. То есть такое. А мы с помощью вот нашей системы показываем, что эти грозы есть чуть ли не на самом Северном полюсе. Ну, 10 градусов, так, 1 градус, 110 километров, 10 это, конечно... Началось 1 минута. Да, ага.
Вот, то есть я хотел бы обратить это внимание, что на севере в последнее время появились грозы. Причем они вот между, сказал бы, Енисеем и Леной, вот севере реки, здесь у нас наиболее часто грозы. Ну, это суточный ход, он стандартный, как за многие годы, как видите, один и тот же у нас идет. В 17 местного времени у нас наблюдается гроза. Так, в общем-то, это довольно по всему земному шару. Ну, и еще вот пару слайдов, таких быстренько, галопом по Европам. Это длительность, видите, начало и конец, значит, грозового сезона. Длительность грозового сезона увеличивается, количество гроз растет у нас, и грозы смещаются на север. Доклад окончен. Спасибо. Уважаемые участники, есть ли вопросы к докладчикам? У меня вот планируется применение беспилотных летательных аппаратов или дронов для мониторинга возникновения пожаров? Да, сейчас очень активно пропагандируется это направление. Мы уже применяем дроны, дроны небольшого размера, да, для того, чтобы мониторить лесные пожары уже 4-й год, наверное, да? Сейчас идет, скажем так, активная работа по большим летательным беспилотным аппаратам, которые пока в республике не так популярны, потому что для него все равно нужна инфраструктура, да? Как-то что-то его надо содержать, нужны специалисты и так далее, поэтому в этом направлении мы работаем. Но небольшие вот эти DJI мы уже давно используем, да, это уже 5-й или 6-й год, и по лесничествам используют, поэтому. Что касается это для мониторинга же, да, а для того, чтобы доставить силы и средства, все равно нужен вертолет, это однозначно. Поэтому здесь мы ставим, не только перед республикой, но и федеральным центром, чтобы автопарк у нас был расширен. Это же все идет по аукциону, то есть, чтобы условия были соответствующие. Здесь были пришлые компании, которые могли бы нам это обеспечить. Проблема у нас в основном по северным территориям. В центральной части, в принципе, большой проблемы нету. А вот на севере, Колыма, там, Верхоянск и так далее, там компании особо не хотят работать. То есть его доставить ГСМ – это очень большая проблема. Вот. Это мы утеряли за, не знаю, последние 20-30 лет, наверное, в целом. Добрый день. Данилов, Северо-Восточный федеральный университет. У меня тоже для Руслана Ивановича вопрос. Значит, говорили, и это общеизвестно, что профилактика дешевле и лучше, чем уже борьба, так? И у меня по этому поводу вопрос. Вот на территории особо охраняемых природных территорий запрещены хозяйственная деятельность, лесостроительные работы и так далее. И в конечном итоге там возникает очень пожароопасная ситуация. Как вы к этому относитесь? А из-за чего? Из-за того, что там валежник сухой, трава сухая, и при малейшей искре, как говорится, там могут возникнуть пожары. Вы считаете из-за сухих гроз, да? Скорее всего, из-за сухих гроз, там же людей-то мало. Если статистику посмотреть, у нас до 90% наших лесных пожаров не возникает из-за сухих гроз. То есть мы это констатируем.
Федеральный центр же говорит, что как бы не так, да? Нет, извините, я имею в виду, что то, что не проводятся лесоустроительные работы на ОТП, ну, на особых неактуальных территориях, по-моему, это усиливает частоту пожаров. Нельзя ли как-то на это реагировать? Ну, я как говорил, 254 миллиона гектаров, 40% это особо охраняемые территории. Тут никаких федеральных, я не знаю, там, мировых средств не хватит для того, чтобы все это упаковку делать. То, что касается ОПТ и ближайших территорий, которые прилегают именно к инфраструктуре, да, там работа ведется. А что касается в целом всего ОПТ, уборки лесостроительных мероприятий, это нереально. Да, боже, не надо столько много ОТП. Нам федерация выделяет, ну, не знаю, там, порядка 140-150 миллионов рублей на лесохозяйственные мероприятия, которые мы ежегодно проводим вот посредством автономного учреждения «Лесресурс». Это капля в море, надо сказать, капля в море для нашей территории. Поэтому я скажу, единственным способом для того, чтобы у нас ситуация 2021 года не возникла, это усиление лесопожарных формирований техникой, людьми, профессионалами. Все. И на площадях, малых площадях быстро ликвидировать эти лесные пожары. Где можно долететь, доехать и так далее. Вот единственный способ. На сегодняшний день технологии развились, и мы не знаем проблем по обнаружению этих лесных пожаров. Задача быстрой ликвидации. А для этого нужны профессионалы. Можно вопрос? У меня такой вопрос. Вот встает задача по лесопожарным полосам вокруг, скажем, вокруг поселков или даже вокруг отдельных строений, которые есть в лесу. Вот. И эта задача до сих пор не решена на самом деле. То есть, например, мы своими силами хотели, вот у нас есть полигон в тайге, я думаю, из других институтов тоже такое встречается. И вокруг него мы не можем, нам не разрешают сделать, то есть вырубить какую-то полосу, ее это... А кто не разрешает? Такие же пожары. Они говорят, что и самое главное... Да, есть такая проблема, да, немножко, не проблема, а как бы сдерживающий фактор, можно сказать, да. Все равно для того, чтобы вырубить лес, какие-то мероприятия надо проводить, это аукцион и так далее, и так далее. Но оно ничтожно мала по цене, во-первых, да. Это как бы процедура такая, федеральная, это не мы придумали, это не наши правила, да. Поэтому тут ничего страшного нету. Подаваться надо, и там 1,5 рубля за один куб леса, ничего страшного нету. Это касается и муниципальных образований, и хозяйствующих субъектов. Что касается муниципальных образований, на сегодняшний день процесс очень активно ведется, 3-й год. Нормативы именно по минполосам и вот этим разрывам, они увеличены. Да. Если раньше было там порядка 20 метров, там 10 метров, сейчас уже до 50 и больше необходимо вырубить. Процедура, она остается вот аукционом, но при этом мы очень ускоренно это делаем, лесничество я имею в виду. Тут проблем нету. Средства выделяются из республиканского бюджета, они эту работу проводят, потом заявляется Минфин, и им это возмещается. Мне не дадут соврать, наверное, процентов, наверное, сейчас 80-90 уже все подготовлено, да, Василий Ильич? Поэтому это один из моментов, когда вот, мы сами помним, вот Бесикуль, да, вот те пожары крупные, да, вот, это немножко сдерживает этот лесной пожар, но немножко, потому что есть моменты, когда лесной пожар перескакивает через наши реки. 500 метров для него это не преграда. Поэтому
чуть-чуть для того, чтобы оттуда, вот этого момента, вот, ну, полосы, отжечься и так далее, какие-то меры предпринять он обязательно нужно. А можно еще? Знаете, я хотела бы сказать... Можно микрофон? Там записывается, еще идет ВТС. Слышно, да? Ну, я вот хотела бы сказать по поводу, вот сейчас сказали, что причинами пожаров в 90% служат сухие грозы. Я уже на многих совещаниях говорила, у нас, знаете, по-моему, только в нашем регионе так часто употребляют такой термин «сухие грозы». Знаете, грозы бывают грозы, а как определить, что она сухая, у нас даже такого оборудования нет. Поэтому мне вот хотелось просто сказать о том, что есть грозы, но что она сухая гроза, определить никто не может. Вот вы даже ученых спросите. Вот. Вы подтверждаете меня, да? Потому что у нас все время такой термин употребляют – сухие грозы. Мы не употребляем. Нет, я не про вас говорю, я не про ученых, я говорю, что в нашем регионе все время говорят, и, кстати, ни в одном другом регионе это не употребляют, сухие грозы. Поэтому гроза, да есть гроза, определить, сухая она или мокрая, извините, у нас нет неправильная терминология. Тут, ну да, как бы простонародье, может быть, так называется, но мы их называем, потому что грозовые разряды идут, а дождя нету. Вот мы такой термин возник в итоге... Кто его наблюдал на нашей территории, что там был дождь или его не было? Давайте употреблять правильную грозу. Дождик никто сказать не может. Никто не может сказать. У нас только наблюдательных пунктов мало, и плюс такая территория большая. Давайте правильно говорить. Я за всю свою жизнь, работая спасателями, всего 2 раза видел вот такую сухую грозу. И на склоне Усть-Вилюйского хребта, и как раз ясный солнечный день был, и одна такая очень сердитая маленькая черная туча прошла, и она бомбила, как будто из пулемета стреляет. И после этого склонник загорелся. Ну, явно там людей никогда не было. Но вот это, конечно, этот процесс должен быть изучен. У меня вот вопрос есть, Владимир Степанович. Вот насколько у вас поменялось доступ к иностранным спутниковым снимкам и так далее, программам по вашей работе в последние годы? Ну, как-то не замечаем, что нас отключили. Хорошо. Пока нет каких-либо таких, мы не заметили, чтобы были отключены эти источники. Просто разные организации, у них же тоже на Западе не так, чтобы какое-то учреждение владело этим. Оно распространяется, скажем, часть данных, которые Европейское космическое агентство принимает, оно распределяет на штаты, куда-то посылает еще в другие дата-центры. Поэтому мы просто отслеживаем, где эти источники, откуда лучше брать. Например, берем со штатов, оно с запозданием идет, например, день-два, может быть. Мы стараемся брать непосредственно тех, которые являются владельцами этих данных. Вот. Ну, они там, мы списываемся, включаем логин какой-то, дают нам, и мы берем уже оперативные данные. Ну, например, вот здесь я просто не показал, а есть, вот если посмотреть, зайти на этот сайт наш, там есть данные по Сентинелу, это спутники достаточно высокого разрешения, до 20 метров. Если брать со штатов, там идут с запозданием 2-3 дня. А если брать непосредственно с европейских источников, там буквально может быть в течение дня получить это. Ну, пока не видели мы, что санкционные мероприятия коснулись вот этой стороны. Это касается данных, которые берутся с открытых сайтов. Если сказать по аппаратуре, то вот в прошлом году, когда Синет-парк появился, мы пытались, так сказать, подыскать аппаратуру, чтобы приобрести ее. Ну вот я вам сказал, что в Хабаровске приобрели вайсоловскую аппаратуру. Мы с вайсоловской списались, с их представителями в России, так сказать, созвонили и нам отказали. Второй момент. Мы пытались купить тогда канадскую. То, что я вам говорил, у нас есть сеть из 3 пунктов, там более совершенная есть, которая делает многопунктовую систему. Ее в свое время в Норильске была поставлена опытная аппаратура, такая, там, таким Акимовым Сергеем.
вот, проба для энергетиков их. Вот, мы попытались тоже ее найти, не смогли. Те коллеги, которые из оттуда и из Канады нам отказали, и их представители, которые по России разбросаны, тоже сказали нет. То есть сказать, что не коснулись, я не могу этого сказать. Есть. Спасибо за ответ. Коллеги, еще вопрос, да? Вот микрофон передайте, пожалуйста. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Королев Георгий Михайлович, заместитель начальника отдела космического мониторинга чрезвычайных ситуаций, управления космического мониторинга из центрального аппарата. Вот непосредственно выявление термических аномалий хотел бы добавить. У нас четырьмя спутниками выявляются термические аномалии до 8 раз в сутки по территории всей Российской Федерации. У нас наша система космического мониторинга, территориально распределенная по всей территории страны, с приемными комплексами, находящимися в Владивостоке, в Красноярске, в Москве, в Вологде, и совместными центрами с госкорпорацией Роскосмос в Мурманске и Дудинке. И вот уникальный проект у нас с Республикой Саха-Якутия, мобильный прием-передающий комплекс, который с 2020 года сюда переброшен, и в период весеннего прохождения паводка и пожароопасного сезона хорошо себя зарекомендовал. И в этом году он уже с 1 апреля работает. Ежедневно также получаем на него космическую информацию. Все данные по термическим точкам после пролета спутника в течение от 40 до 60 минут у нас доступны в портале и в мобильном приложении термические точки. Вот. Также информацию с российских космических аппаратов мы можем получать в ведомственной сети ГИС-обзор и атлас опасностей и рисков. И третий момент по зарубежным спутникам тоже был вопрос. Российская Федерация как юрлицо в МЧС России является членом авторизованной международной хартии по космосу и крупным катастрофам. Вот по чрезвычайной ситуации, которая происходила в Сирийской Арабской Республике и Турецкой Республике, наша группировка сил и средств была задействована, и мы активировали международную хартию. С более чем 78 космических аппаратов получали данные и оперативно передавали нашим группам. Также по любой крупной чрезвычайной ситуации мы можем активировать международную хартию и будем получать космические снимки от наших международных партнеров. Спасибо за информацию. Так, коллеги, давайте мы все-таки, у нас уже обед, мы начнем работу в 14:15, так что, наверное, делаем сейчас перерыв обеденный. Спасибо большое за участие. Ждем всех 2:15.
жилья на вторичном рынке. Выплаты начнутся уже в этом году. На федеральном уровне инициирован проект «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики». Значимость проекта заключается в сохранении на цифровых носителях самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Ведется разработка подпрограммы «Дети Арктики», которая станет составной частью федеральной госпрограммы социально-экономического развития Арктики. Она включает оздоровление и отдых детей Арктики, участие одаренных детей во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и творческих конкурсах, издание учебной литературы по родным языкам, а также субсидирование обеспечения доступа к сети интернет через спутниковый канал. Для преодоления цифрового неравенства в этом году в рамках соглашения между правительством Якутии и компанией Ростелеком завершится строительство первой арктической волоконно-оптической линии связи по маршруту Удачный-Харьялах-Оленек. Якутия – лидер среди российских регионов в защите прав и интересов коренных малочисленных народов Севера. В регионе действует закон об этнологической экспертизе и активно ведется работа по его реализации. На сегодня общая стоимость возмещения от недропользователей составляет более 500 миллионов рублей. Развитие арктических территорий напрямую зависит от социальной ответственности бизнеса. Например, Анабарский и Оленекский районы, входящие в состав Алмазной провинции, дивиденды, поступающие в рамках заключенного соглашения между правительством республики и акционерной компанией «Алроса», направляют на развитие социальной инфраструктуры. В арктических районах сохранился большой пласт культурных традиций коренных народов Севера. В местах компактного проживания ведут традиционную хозяйственную деятельность ивенки, ивены, юкагиры, талга. Ежегодно проводятся мероприятия для поддержки устойчивого развития, сохранения культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера. Спасибо. Так, продолжаем работу круглого стола. У нас начинается отдельный блок. Это по вопросу цифровые технологии в Арктике, развитие системы связи в Арктике. Я хотел бы еще раз повторить регламент работы выступающих 10 минут. После 3 выступлений у нас, если будет время, есть время на вопросы, ответы, пожалуйста, можете подойти к микрофону в центре и задать вопрос. Предоставляю слово для доклада Петухову Артему Станиславовичу, коммерческому директору ООО «Smart Unit» по теме информационной системы для обеспечения безопасности населения в режиме ЧС на территории Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Слышно? Всем добрый день. Я расскажу очень кратко историю про то, как у нас проходит цифровизация в Якутии. То есть наша компания является основным разработчиком, который работает в этой сфере. И сейчас я расскажу про 3 крупных проекта, которые уже внедрены в промышленную эксплуатацию. Так, а что-то не выставляется? Ну, первая система, про которую я расскажу, это система Сильванс, система противодействия лесным пожарам. То есть, как вы все знаете, у нас несколько лет назад, в позапрошлом году, была очень серьезная обстановка противопожарная. Поэтому, собственно, главой республики была поставлена задача о разработке и внедрении системы противодействия. Система создавалась при непосредственном взаимодействии гинекологии и авиалесохраны. То есть, на самом деле, реализация этой системы – это слепок той аналитики, той работы, которую осуществляет авиалесохрана. То есть, максимально мы постарались все это дело автоматизировать. То есть, на сегодняшний день система решает целый ряд вопросов и является, по сути, единым продуктом, который решает все задачи, которые стоят у авиалесохраны. То есть, это в первую очередь обнаружение очагов пожара на ранней стадии на основе спутникового мониторинга. Это управление силами и средствами, это интеграция с климатическими сервисами, с экологическими сервисами, то есть это и погода, и осадки, и давление. То есть
полный комплекс. В том числе там есть понятие динамики пожара, то есть развитие площади, кромки пожара, нахождение на объекте сил и средств, то есть какие бригады, сколько техники находится, формирование отчетов в автоматическом режиме. То есть, по сути, это полностью готовая система для полной автоматизации авиасохраны. То есть система сейчас на самом деле активно развивается, внедряем новые фишки. Например, сейчас стоит задача по предиктивным действиям уже, то есть прогнозирование развития, во-первых, пожаров, а во-вторых, это корреляция с грозами и, собственно, построение моделей пожара распространения. То есть, на самом деле, по цифрам видно, что ситуация в прошлом году и позапрошлом у нас разительно отличается. То есть это, естественно, не заслуга внедрения одной системы, это как бы наивно предполагать было бы. Это вообще показатель, что в прошлом году к тушению лесных пожаров у нас в республике подошли максимально собрано, было сделано много, то есть для того, чтобы в 13 раз сократить площадь пожаров. В настоящий момент, система Сильван уже работала в прошлом году, показала себя хорошо, и на самом деле сейчас мы продолжаем продвижение этой системы по российским регионам и в том числе за границей. То есть на самом деле проблемы везде одинаковые. Общались с африканскими странами, у них там тоже очень серьезные проблемы с пожарами, в том числе Мадагаскар, например, у них в прошлом году выгорел полностью юг острова, и из-за этого в стране голод начался. Немножко расскажу вообще про архитектуру. То есть вот эта система Сильван — это всего лишь один из маленьких модулей огромной системы, которая называется опермониторинг. То есть главная фишка этой системы — это закрытие разных важных направлений и объединение и обмен данными. То есть, например, система Сильван у нас обменивается данными с Северным завозом и системой техногенные пожары. То есть, обмен данными идет следующим образом. То есть еще одна система, про которую кратенько расскажу, это система планирования действий при чрезвычайных ситуациях. То есть система, по сути, является агрегатором данных по силам и средствам, по местам временного пребывания, больницам, пожарным, по этим частям, по всей Якутии. То есть там также есть богатая картография, то есть там у нас есть все покрытия связью, например, где какие дороги проходят, где судоходные пути, порты, там, гостиницы, все вот это вот собрано в одном месте, причем эта вся информация актуальна. Раньше это делалось все вручную, и на самом деле данные оставляли желать лучшего, потому что обновление шло очень медленно, теперь это дело все автоматизировано, и на самом деле это огромный объем работы, потому что такие планы, они создавались на уровне каждого населенного пункта, потом на уровне района и на уровне республики сводный план. То есть это на самом деле огромная работа. Следующий шаг по развитию этой системы — это на самом деле уже работа по скриптам, это автоматизация самих процессов, то есть это система поддержки принятия управленческих решений. Так, вот это я уже рассказал. И третий проект, которым мы сейчас тоже активно занимаемся, и он на стадии тиражирования находится, собственно, это система противодействия уже техногенным пожарам, Феникс, ее называем рабочее название. То есть это тоже система автоматизации по работе уже пожарных подразделений, огнеборцев, которые работают в населенных пунктах. То есть, по сути, полный комплекс работы, то есть это строевая записка, боевка, учет, выезд на пожары, отчетность вся, агрегация всех пожарных извещателей воедино. То есть, если раньше там использовались несколько систем, то теперь данные с этих систем стекаются в одно, и можно их видеть в удобном виде на карте. Там же пожарные гидранты, места забора воды и прочее. То есть, это тоже первая очередь системы. На сегодняшний день она внедряется в 5-м отряде. Следующий этап у нас внедрение в Хангаласском УУСе. А вообще система должна охватить всю Якутию в ближайшее время. То есть никаких дополнительных затрат на это не потребуется. То есть просто обучение и вовлечение людей, собственно, в работу. Собственно, вот очень кратко рассказал. На самом деле, конечно, интереснее было бы показывать. То есть, если у кого-то есть интерес, вы можете всегда со мной связаться, я вам покажу все это дело наглядно и расскажу. Если есть вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу. Спасибо. Вопросы будут чуть попозже, сейчас здесь... Послушаем. Пожалуйста, развитие системы связи в Арктике.
выступает заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Андрей Владимирович Суслов. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Я вкратце доложу, что сделано на сегодняшний день. На сегодняшний день в Республике Саха-Якутия построены волоконно-оптические линии связи в 373 населенных пунктов, в которые проживает порядка 91% населения всей нашей республики. И за период 2012 года по 2022 год построено порядка 13 тысяч километров волоконно-оптических линий связи. Если говорить про Арктику, то одним из основных сдерживающих факторов это доступность услуг связи в Арктике. Учитывая вот эти вот факторы, разница стоимости того же безлимитного доступа к сети интернет в условиях пропускной способности 1 мегабит для населения арктических и центральной зоны республики имеет многократное значение, более 600 раз. Если у нас в центральных регионах Якутии порядка стоимость 1 мегабита это 600 рублей, то в арктических это уже 10 тысяч рублей и выше. Но в целях или в рамках устранения цифрового неравенства нами, Министерством, разработан социально ориентированный проект «Синергия Арктики». Данный проект предусматривает строительство в экстремально природно-климатических и географических условиях. Протяженность данного проекта ВОЛС магистрального это порядка 7 тысяч километров. ВОЛС придет в 11 арктических районов. Данный проект у нас рассчитывается на 3 года, это с 2023 и по 2025 год. На сегодняшний день уже в 2 арктических района волоконные линии высокоскоростного интернета уже пришли. Это Оленевский район и Анабарский район, где сейчас люди пользуются и интернетом, и мобильной связью. Также в рамках строительства магистральных линий также организуется строительство локальных сетей связи, так называемая последняя миля. Будет строиться по технологии GPON, оптика в каждый дом, который предоставит возможность подключить 72 тысячи жителей Якутии к неограниченным цифровым сервисам на территории 86 населенных пунктов. Исполнителем данного проекта у нас будет выступать это наш региональный оператор, это компания Arctic Telecom. И с 4 октября 2022 года подписано соглашение между Республикой Саха-Якутия и Министерством цифрового развития Российской Федерации о софинансировании данного проекта со стороны федерального бюджета это 50%, и государственного бюджета Республики Саха-Якутия тоже 50%. Стоимость проекта будет составлять 12 миллионов 663 миллионов рублей. В равных долях это от республики 5,6 миллиардов и 5,6 миллиардов от федералов. Также у нас имеется еще один значимый проект, который сейчас строится, это федеральный проект. Это проект, называемый «Полярный экспресс». Его строит компания «Морсвязь Спутник». Между правительством республики и Морсвязь Спутник и Arctic Telecom в апреле 2022 года подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в развитии телекоммуникационной инфраструктуры арктической зоны. По проекту прокладка это магистральная подводная ВОЛС вдоль трассы Северо-морского пути от Мурманска до Владивостока. В 2025 году планируется приход ВОЛС, будет подключен поселок Тикси. Далее Arctic Telecom планирует строительство
ВОЗ Стикси до поселка Усть-Куйга, поскольку в Усть-Куйге сейчас разворачивается большой горнорудный кластер, и там зашла компания госкорпорация «Росатом», и уже с этого года начаты работы по строительству атомной станции малой мощности, предназначена для обеспечения электроэнергии горнорудного кластера. Также очередной вопрос развития спутниковой связи в Арктике остаются актуальными. И в рамках Федеральной космической программы госкорпорации «Роскосмос» для обеспечения спутниковой связи в Арктике срок до 2025 года планируется создание 2 российских орбитальных группировок спутниковой связи. Это низкоорбитальная группировка связи, это сфера. Запуск первого спутника состоялся в декабре 2022 года из космодрома «Восточный». В общей сложности планируется запустить порядка 600 спутников. И вторая группировка – это высокоэллиптические орбиты связи, это называется «Экспресс-РВ». Планируется запуск еще 3 спутников. Реализация Федеральной космической программы позволит обеспечить высокоскоростной доступ к сети передачи данных для организации населения в отдаленных труднодоступных местностях арктической зоны Российской Федерации, в том числе арктических районах Якутии. Для прикрытия 12 районных центров арктических районов средствами радиосвязи нами Мининновации внесены предложения главе республики о необходимости приобретения стационарных радиостанций КВ диапазона радиочастот в случае возникновения нештатных ситуаций по спутниковой связи. Данное предложение поддержано главой республики. В настоящее время Министерством прорабатываются вопросы определения источников финансирования для реализации данного проекта. Таким образом, в период до 2025 года планируется развитие телекоммуникационной инфраструктуры в арктической зоне, как наземной сети, так и средства спутниковой связи. Соответственно, будет изменена схема организации связи в Арктике, в том числе используемая для функционирования системы оповещения, системы РСО и Ксион. Ну, если брать сведения, то в настоящее время в арктических районах по спутниковым каналам функционирует система оповещения населения в 13 районах, установлено оконечное оборудование РСО, 19 комплектов и 9 районах. Оборудование Ксион установлено в 41 населенном пункте. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Если есть какие-то вопросы, тоже готов ответить. Спасибо, Андрей Владимирович. О возможности создания системы оптического мониторинга трассы вывода спутников с космодрома «Восточный» на территории Республики Саха-Якутия слово предоставляется заведующему лабораторией оптики атмосферы Института космофизических исследований и аэрономии имени Шафера, кандидату физико-математических наук Игорю Иннокентьевичу Полтавскому. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Доклад должен был прочитать замдиректора Николай Константин Викторович, так как он присутствует. Суть заключается в том, что создать оптический мониторинг, да, посредством каждого дела. Раз. Ага. Так, а как перелистывать? Ну, цель работы вот создания системы автоматической дистанционной регистрации оптических явлений, да, вот это естественные, например, падение метеоритов, болитов, регистрация полярных сияний, да, комет, спрайтов и других вот, явлений природы, да, так и искусственного происхождения. Например, вот запуски ракет, вообще пролет ракет, да, вот, падение второй ступени, сход с орбиты спутников, да, и так далее. Вот. Для этой цели вот,
ставятся вот, следующие задачи. Вот это мониторинг окружающей среды и информирование населения и госорганов о произошедшем событии. Да? То есть вот, мониторинг дал бы вот, слежение, так скажем, вот, оперативное. Ну и вторая задача вот, исследование полярного сияния, волновых процессов в верхней атмосфере. Это вот наша вот, фундаментальная работа нашей лаборатории, нашего института. Ну и третий, это, скажем так, популяризация науки, да? То есть приобщение школьников старших классов, преподавателей можно, ну и интересующих людей к исследовательской работе. Ну, если сказать вот про естественные космические явления, то это вот первым идут, конечно же, вот полярные сияния. Ну вот про них я рассказывать не буду, все, наверное, в курсе, знаете. Буквально 2 недели назад вот, сияния дошли вплоть до нашего города, то есть с окраин города Якутска можно было наблюдать полярные сияния. Помимо полярного сияния есть еще понятие свечения ночного неба. То есть вот в результате фотохимической реакции, да, вот в верхней атмосфере. То есть если очень простыми словами сказать, за день атомы и молекулы заряжаются далеко в атмосфере, а ночью они испускают свою, вот, скажем так, тепло, ну, испускают свет и происходит свечение ночного неба. Вот эти вот вещи мы регистрируем, то есть приборами фактически мы регистрируем, и там мы можем увидеть прохождение различных волновых возмущений, в том числе и внутренних волн. Источником которых являются вот, такие вещи, как атмосферные циклоны, землетрясения, там, цунами, да, и вот вылет, пролет космических ракет тоже может вызвать такие волновые возмущения, которые мы можем зарегистрировать и уже, скажем так, вот, научно их уже анализировать. Третье явление, ну, группа явлений, да, это очень редкие природные явления, такие как вот спайки, эльфы, голубые струи, да, вот, видите, и как они выглядят. Они вот появляются где-то на высотах 50-60 километров. Очень редкие явления, я сам вот тоже никогда не видел ее, но очень хотелось бы зарегистрировать. Если бы у нас был бы вот по всей республике Саха-Якутия, ну или там несколько точек вот, оперативного мониторинга, да, ну как, то есть камеры сегодня бы были бы, мы бы могли бы такие вещи зафиксировать, как бы увидеть. Ну и космические гости наши, да, то есть это разные вот метеоры, болиды, метеориты, да, вот для сравнения хочу сказать, что написано, что вот, например, космический гость с диаметром, вот, например, 1 километр, да, ну, то есть такая достаточно большая комета, да, она вот сразу нашу планету уничтожит. Но вероятность, конечно, это очень маленькая, но все равно, вот, как говорится, существует. А если вот метеорит с размером вот где-то в диаметре 100 метров, да, то есть она может разрушить вот целую страну. Для сравнения, вот Челябинский метеорит, который вот упал, да, наверное, все в курсе, у него был диаметр где-то 15 метров. И если бы он попал в центр города, то от города бы ничего не осталось. Но у нас есть вот природный щит, защита, это верхняя атмосфера. То есть мы все знаем, что когда метеориты, болиды проходят, вступают в верхнюю атмосферу, они начинают гореть, разрушаться. И большинство, на самом деле, это каждый день. Ну, можно сказать, ежесуточно там, эти болиды, метеоры наблюдаются, и они вот все сгорают в верхних слоях атмосферы. Вот, и вот этот оптический мониторинг, да, который хотел мы создать, при помощи вот этого наблюдений этих можем регистрировать, наблюдать за вот такими вот вещами. Ну и искусственные космические объекты, да, ну это ракетные пуски. То есть это фотографии все с интернета взятые, да. Но суть в том, что при
вылетах ракет, да, ну, разных, не только вот с космодрома воздушных, даже которые вот пролетают, да, на высоких высотах, могут вот такие вот оптические, ну, скажем так, ну, картинки, вот, видите, да, разные на небе могут нарисоваться, да, видеть. Вот недавно, по-моему, в прошлом году, когда вот с космодрома Восточный как раз тоже вот спутник, ну, тяжелая ракета вылетела, и там население, ну, много было фотографий, типа такого, там прям грибок был, и народ, население прям по WhatsApp все это распространилось быстро, и думали, что, не знаю, началась война или конец света и так далее. То есть мы можем регистрировать, ну, оперативно тоже вот обрабатывать такие фотографии и, не знаю, дать справку или успокоить население, или как, ну, то есть уже научный выводы делать, да, что, от чего, зачем, как, почему там такие следы появляются в верхней атмосфере, да? А это уже вот кадры вот уже либо наши, либо жителей Якутии, вот распад вот, фрагментов, ну, которые, ну, типа спутник, когда его уничтожают, они его этот ну, сажают в океан, да, и когда тоже она падает, начинает вот распадаться, взрываться, гореть и так далее. Тоже вот люди частенько все это вот фотографируют, смотрят и говорят, думают даже, что это инопланетяне, атака началась, вот, и так далее, и так далее. Также вот мы с экологами, да, несколько раз вот приезжали на падение второй ступени ракет, которые вот, запускаются с космодрома Восточный. Пару раз даже вот устанавливали пробную камеру всего неба, да, автономную, ну, так называемую мобильной. И вот тут ее кадры, можно сказать. Ну, первый раз было облачно, к сожалению, там с погодой, с атмосферой договоренности нету, обычно бывает вот облачно, либо день, ночь тоже там многое, решающий фактор много делает. А вот последний раз вот мы, вот видно, как она прямо сюда упала, вторая ступень ракеты, и остатки вот, горючего начали вот гореть, возгораться. Вот прямо видите, дым идет там. То есть наша камера вот это вот дело вот зафиксировала. То есть это говорит о том, что в принципе вот такой вот мониторинг нужен, и вот такие вот результаты мы можем получить. В принципе, там, если подробно сказать, там Роскосмоса, там известны точные координаты, да, там прямо эллипс, вот район примерного падения второй ступени. И прямо там можно даже вот на нескольких уголках поставить несколько камер автономных, которые работают там 2-3 суток, да, ну, то есть за день на вертолете прилетели, все установили, поставили и улетели. Потом бывает, там иногда сдвигают на день, ну, на сутки. И поэтому вот система должна автономно работать несколько суток. Вот. И таким образом можно вот прям зафиксировать падение и как она вот нам, например, вот очень интересно, как она падает, как камень падает или как перышко падает. Судя по фотографиям и судя по целостности этих ступеней, да, мы думаем, что она все-таки падает как перышко, не знаю, либо очень медленно, либо как-то так балансируя. Ну, обычно она почему-то вот падает с целостью и сохранностью почти. Поэтому вот ну, несколько слов о камере сегодня, да? Ну, камера полного обзора неба называется. Мы хотим вот на начальной стадии вот из трех камер вот, сделать. Это тоже
фотографии других камер всего неба. Например, вот полярное сияние в Финляндии. Какая хорошая у них камера, хорошее разрешение, цветная и так далее. Вот такие вот фотографии они получают. Падение болидов, вот они вот фиксируют. Ну и запуски. Это уже томские коллеги, у них тоже камеры всего неба. Они вот запуск там тополь зафиксировали, например. То есть, если бы у нас тоже такие же камеры были бы, и мы могли бы такие же снимки получать. Хорошо. Ну вот тут уже техническая характеристика, камеры, когда вот не будут устанавливаться. Мы планируем разместить, например, если вот с космодрома с отклонением 98 градусов вылетает, да, он будет через Левенгрии и через город Тбилиси вылетать. И мы можем установить вот, в этих городах вот эти камеры. Там интернет есть, широкополосный и так далее, то есть мы можем следить, наблюдать. Там, в принципе, камеры вот, и полностью автономные, там, в принципе, вот, школьники даже могут обслуживать ее, то есть, ну, мы, например, устанавливаем, потом они вот следят за этими камерами, чтобы электричество не отключалось, чтобы интернет был и так далее. А вот другое наклонение есть уже через Сангар, там тоже вот можно установить камеры. Также у нас мультимасштабная телевизионная система, да? Это вот из трех система из трех, скажем так, камер, видеокамер. И вот прямо во время пролета мы знаем, когда ракета вылетает, когда пролетает, и прямо можем, если, конечно, оптические вот, частота будет, то есть не облачная, там дневное время сутки, мы можем все это вот зафиксировать. Ну и вот выводы, да, результаты. Вот. Как я уже сказал, систему оптического мониторинга надо сделать. По полученным данным будет отслежена траектория полета ракет. То есть прямо даже вот разделение ступеней можно увидеть, и падение можно увидеть. Будет создан информационный фотоотчет, да, вот, либо для заказчика, либо для населения, либо для заинтересованных людей. Ну и это базовые наши научные задачи, ну и просветительская работа будет сделана. На этом у меня все. Вот, спасибо за внимание. Уважаемые участники, есть вопрос к докладчику? Можно тогда мне, я один спрошу вопрос, да? Вот меня очень заинтересовало то, что, как вы говорите, камера полного обзора неба, да? Ага. А вы с Роскосмосом или с нашей службой спасения имеете контакты, нет? Ну, с Роскосмосом, вот когда вот только-только начали вот с космодрома Восточный вылетать, мы с ними тоже вот летали, видели, тогда еще у нас камер не было, а у них таковой камеры нету. То есть у них есть радар, ну, то есть радарная система, и они вот этот район нацеленно смотрят, и прямо падение вот этого второй ступени прямо видят. И по координатам примерно вот говорят, ну, с погрешностью, например, 5 километров, говорят, вот примерно туда упало. А так вот оптического наблюдения у них нет. Есть у них квадрокоптеры, но они во время... Это ясно. Да. И еще один вопрос, да? У вас есть архив ну, падения, скажем, космических объектов? Нет, у нас вот одна только камера есть, которая вот стационарно установлена на нашем оптическом полигоне. Это вот возле поселка Маймага, Намский улус. Она работает там с 2000-х годов, но на ее территории или рядом ничего не падало, ничего не, мы пока ничего не видели. Ясно, спасибо. Так, и вопрос, наверное,
ну, Андрею Владимировичу, вот когда появится наш российский аналог, скажем, Starlink связь или подобный, спутниковый? Здесь не берет, а вот берет. Спасибо за вопрос, Мугас Александрович. Но вопрос, конечно, такой риторический. На сегодняшний день, конечно, у нас своя группировка только создается. И вот сейчас как раз вот на днях готовится план развития всей отрасли связи в Российской Федерации. И как раз там рассматриваются вот эти вот все вопросы по спутниковой группировке и по наземным линиям связи, по воздушным линиям. Полностью это все должно лечь на стол главы государства к июлю месяца, где как раз эти все вопросы и будут рассмотрены. Ясно, я хотел узнать, сколько нам продержаться надо. Ну, года 4-5, наверное, да? Пока определиться. Я так думаю, да, потому что времени нету на раскачку, это, думаю, даже быстрее будет это все идти, потому что задачи стоят серьезные. Это безопасность не только как бы страны, но и вообще на сегодняшний день, если же, ну, если брать сейчас то, что происходит, у нас тот называемый наш спутниковый ресурс, который был Global Star, как мы его все знали, американцы взяли и заглушили наши наземные станции. На сегодняшний день спутниковая связь в Арктике, ну не только в Арктике, она вообще не работает. На сегодняшний день у нас только остался один, опять же, американская связь, это Iridium, но полностью как бы за счет спутников высокоорбитальной, то есть наземного нету. Есть у нас примеры, и мы вот выходили тоже, искали, нам была поручена задача определиться и найти. Мы нашли, это израильский, да, проект, но покрытие именно нашей восточной части, ну, не берет. Поэтому пока сложно, поэтому как решение вот мы сейчас хотим вернуться, и с вами тоже, Николай Александрович, встречались, обсуждали, это как раз КВ-радиостанции. Ясно. Спасибо. Можно тогда? В связи с этим вопрос такой. А гонец работает? Гонец он работает, да. И мы тоже его тоже рассматриваем, но там есть свои тоже нюансы у этого гонеца, более как бы военный, и плюс там самостоимость его такая. Он же редко там, где-то через час прилетал, через 20. Ну и вот и поэтому вот есть проблема, то, что вот его именно уловить, ну, и свои нюансы. Тоже, эти тоже вопросы тоже смотрели. Ну хоть на. Ну, наш. Мы тоже все думали, что много чего нашего, но видите, оказалось, оказывается, не нашего. Также Global Star тоже наш полностью. Мы двигаем еще вопрос есть по связи в Арктике. Ну, двигаемся тогда дальше. У нас следующий блок. Транспортная доступность в Арктике. У нас 4 выступающих. Первое выступление — роль работы межведомственных рабочих групп по регулированию режимов работы водохранилищ в зоне деятельности Ленского бассейнового водного управления по обеспечению северного завоза на территории Республики Саха-Якутия. Петр Михайлович Аргунов, руководитель Ленского бассейнового водного управления Росводресурсов. Добрый день всем участникам круглого стола. Значит, у меня регламент выступления сколько минут? 10 минут, да? Надо засечь. Хорошо. Я попытаюсь тогда в этом докладе вам довести информацию, чтобы вы как-то примерно поняли роль непосредственно работы межведомственной рабочей группы
по регулированию режимов работы крупнейших водохранилищ на территории Российской Федерации. Именно в Республике Саха-Якутия это Вилюйское водохранилище, и на территории Магаданской области это Колымское водохранилище, которое расположено в верхнем течении реки Колыма. Ну, как оно туда попало, это у нас территориальное распределение по территории Российской Федерации бассейнового водного управления. Всего у нас 14 водных управлений Росводресурсов. И мы одна из них, у меня, значит, зона деятельности Республика Саха-Якутия и Магаданская область. Далее, значит, информацию. Сперва я расскажу на основе нормативно-правовых актов и что такое МРГ, немножко про Вилюйское водохранилище информацию, про Колымское и как у нас работа ведется. И в конце как-то вот вы поняли, какая именно роль в этом МРГ для северного завоза. Какая-то роль она должна иметь. Вы потом поймете. Хорошо, дальше следующий слайд. Так, у нас это по нормативной части, да? Как я сказал, значит, есть межведомственные рабочие группы. Основной задачей таких групп является подготовка согласованных рекомендаций по установлению режима пропуска паводков, специальных пропусков, наполнения и сработки водохранилища в целях. Первое. Для обеспечения комплексного использования водных ресурсов водохранилищ и максимально возможного удовлетворения потребностей водных ресурсов всех отраслей экономики. Ну, понимаете, да? Отрасли экономики у нас энергетика, судоходство туда входит, население, сельское хозяйство. Эта центральная часть России очень актуальна, да? Потому что вокруг водохранилища расположены все крупные населенные пункты. А у нас как-то вот немножко не актуально, потому что у нас Вилюйское водохранилище, вокруг Вилюйского водохранилища, значит, нет населенных пунктов. Это отпадает. Первая задача, первостепенная, это энергетика. И остается транспортная доступность, вот как раз в Арктике. Так, и промышленность. Как формируется состав МРГ? Значит, в этот состав входят должностные лица территориальных подведомственных организаций, наши коллеги вот, с Главного управления МЧС, Минсельхоз, Минэнерго, Ростехнадзор, Росгидромет. Вот Алексей Шакиров сидит, вот товарищ Никифоров, полковник. Вы же у нас член МРГ? Да, член МРГ как раз присутствует. Росрыбвод, Росморречфлот и органы исполнительной власти субъектов. Так, основная, значит, задача интересная, да? Здесь есть лазерная указка. Я боюсь нажать не туда, да? Ну, нет, не дойдет. Давайте посмотрим, что здесь есть. Значит, вот смотрите сверху. МРГ. Все-таки здесь должна быть указка. Почему ее нет-то? Вот она. Все, нашел. Значит, смотрите, здесь межведомственная рабочая группа. Она, значит, у нас всего лишь две. Это Вилюйская и Колымская. А в других бассейново-водных управлениях их много. Ну, там крупнейшее водохранилище Российской Федерации имеется в виду. Потом, значит, они что делают? Специально устанавливают режимы работы. Вот попуски, сбросы, кто родом из Вилюя, из Колымы, это очень точно знают. Например, один день вышел, например, июня, да, летом почти на Сахе, река вот где-то там, да, где-то уровень тут, а на следующий день пришел, а уровень везде вот так. Это значит, были осуществлены соответствующие попуски.
Значит, что имеется в виду этим? Комплексное использование, я сказал, для нужд электроэнергии. Также у нас минимизация негативного воздействия вод, безаварийный пропуск половодья и паводков через вот эти опасные сооружения. Если, не дай бог, прорвет эта дамба на реке Вилюй, буквально, значит, вся Вилюйская группа Улуса будет под водой, да, в течение там волна добегания до Сунтара где-то 3 часа, потом до Нюрбы, до комиссионера выйдет. И с Колымой тоже очень, значит, опасно, да, там где-то через сутки дождет, наверное, до Верхнеколымска. А здесь что у нас написано? Ну, совещательный орган, значит, здесь присутствуют все наши заинтересованные органы и состав. Далее, следующий слайд. Наверное, про Вилюйское, да? Там у нас следующий слайд. Включите. Коллеги, давайте смотрим. Вот здесь расположена Вилюйская, здесь Колымская. Да? Немножко ликбез. Что из себя представляет Вилюйское водохранилище? Ну, плотина с соответствующим уровнем, ФПУ, НПУ, УМО. Ну, для тех, кто не знает, да? Ну, большинство знаете, наверное. НПУ — это нормальный подпорный уровень. Это вот нормально. Чтобы он нормально работал, нужен нормальный НПУ. Как достичь этого? С учетом, здесь же его бассейн же большой, вот так оно рисовано. С учетом прогноза от Гидромеда, вот как раз Шахиров вы дали нам приток во втором квартале, сколько там, 1800, да? 2000, да, кубов в секунду. Это очень много, выше нормы они прогнозируют. И нам необходимо удержаться в этом уровне НПУ, чтобы вода, ну, не перехлестнула через тело плотины, да? Ну, понимаете, да? Если что, мы включаем, если уровень дойдет до сюда, то форсированный подпорный уровень. И мы не должны достичь УМО. Если сюда дойдет уровень, здесь выработка идет все лето. Значит, электричество работает в режиме онлайн, понимаете, да? Турбина, значит, крутит, вырабатывается ток, гидротурбина, обеспечивается работа всей компании «Авроса», это, значит, вся Вилюйская группа Улусов и Южные Якутии, там Ленинский, Алекинский. Турбина останавливается, буквально свет уходит, например, зимой, да, представьте, минус 50. А насос останавливается, школы, сособъекты замерзают. Типа. Значит, у него характеристики: полезный объем, уровень нормальный и уровень мертвого объема. И, соответственно, такие же данные по Колымскому водохранилищу. А вот эта фотография непосредственно Вилюйского водохранилища, уникальное сооружение на земном шаре. Уникальность в чем заключается? Первое, то, что оно построено многолетнее в мерзлых породах. И оно имеет, значит, 2 гидроэлектростанции. ГЭС-1 и ГЭС-2. Такого нет в других субъектах Российской Федерации. У нас только это. Еще плюс он на мерзлоте, и плюс еще у него 2 ГЭС. Ну, Что? Нет, оно, значит, компоновка имеется в виду. Да. Вот. Дальше будет фотография Колымской ГЭС, к ним мы тоже посмотрим. Да? Вот такие же данные. Главное не достичь УМО. Если УМО, то уровень мертвого объема это плохо. Может образоваться воронка. Так, что за интересного? Хорошо, у нас 1 минута. Минута, да? Давайте дальше. Следующий слайд. Значит, что было интересно? Конкретный пример. В прошлом году, значит, в 2022 году
воды было мало, и поэтому мы решили выработать МРГ решение таким образом, чтобы выработать не более 1,5 миллиарда 530 миллионов киловатт-часов. Это очень мало. И в связи с этим единый оператор решил, значит, организовать переток электроэнергии, чтобы Алроса не остановились, Блюзская группа УЗов не осталась без электричества из других субъектов Российской Федерации. И было что аномальное, да? Значит, и что вот, смотрите, это объемы северного завоза и транспорта, то, что доставляется благодаря судоходным попускам с Вилюйского и Колымского водохранилища. И здесь идет ход уровней, и благодаря работе МРГ обеспечена экономия электроэнергии, организация минимальных судоходных попусков и координация действия судоходных компаний, чтобы транспортная доступность была и северный завоз. Следующий слайд. Так, про Колымское водохранилище. Значит, здесь вот как раз только один машинный зал. Здесь такого нет. Значит, на Колыме у нас тоже проблемы бывают. И бывает так, что уголь к Зырянке доставляется до Чукотки, и необходимо, чтобы июня-июля международный период, необходимо соответствующее поддержание уровней. И, соответственно, бывает, мы осуществляем холостые сбросы, открываем здесь сбоку шлюзы, вот здесь кран стоит, он открывает большой шлюз, и отсюда вода холостым ходом пускается на реку Колыма, верховье Колымы, и где-то в Зырянке между Среднеколымском поддерживается определенный уровень воды, и тем самым доставляется жизнеобеспечивающие груза. И как раз по теме выступления это именно роль работы МРГ в данном контексте для у нас секция, как называется, транспортная доступность, да? Да, вот как раз в этом контексте транспортная доступность через речной транспорт, имеется в виду, обеспечивается для Арктики. Вот арктические районы. Среднеколымск, Нижнеколымск и Верхнеколымск. По Колыме. Как-то вот так раскрыл тему. Спасибо. Спасибо большое. Ну, вопросы еще будут, наверное. Так, у нас подошли студенты транспортники, да? Вот, ребята, да? Как расшифровывается? Автодорожный факультет. Хорошо. Так, спасибо. Мы вопрос еще в конце еще зададим. Пожалуйста, присаживайтесь. Далее у нас выступление по теме автономный модуль как для межсменной стоянки техники в условиях Арктики. Выступает Евсей Евсеевич Анисимов, старший преподаватель кафедры эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники круглого стола. Разрешите предоставить доклад на тему «Автономный модуль для межсменной стоянки техники в условиях Арктики». Данная разработка имеет прикладного характера. Принцип работы его заключается в ее автономности, в котором в комбинации существующих технологий оно образует именно вот такое устройство, и технический результат подтверждается полученными нами патентами, которые разрешите показать. Но актуальность проблемы поддержания работоспособного состояния любой техники в условиях Крайнего Севера и в условиях Арктики – это остро стоящий вопрос, независимо от юридического лица, физического лица, частного человека и непосредственно той деятельности, которой занимается. Там могут возникнуть проблемы с охотниками, сельским хозяйством, производственными предприятиями, дальнобойщиками и так далее. Данная проблема, она до сих пор стоит очень остро в связи с тем, что децентрализованность арктических регионов на сегодняшний день, опять же, проблема, она острая, поэтому мы начали прорабатывать такую концептуальную работу, в котором обеспечивается его автономность. Но цель работы непосредственно это обоснование технологий и разработка автономного модуля
для межсменной стоянки. И для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи. Это, конечно, как университет мы должны рассматривать научную основу, это то есть теоретически обосновать, экспериментально проверить. И второе – это разработать экспериментально действующий прототип и рассчитать и конструировать данное мобильное теплообменное устройство. Вот принципиальная схема пилотного проекта модуля, она изначально была ориентирована для сельскохозяйственной техники, но в связи с тем, что здесь любая техника она подвергается к экстремально низким условиям, принцип такой, что имеется вид топлива, в данном примере это газовый баллон, обогревательное устройство, на котором у нас имеется патент на полезную модель, каркас модуля защитным чехлом, на который тоже имеется авторское право, и мобильное теплообменное вентиляционное устройство, которое выполняет несколько функций, и непосредственно эта техника. И данную технику вообще влияют несколько факторов. Эти факторы, первый, это неуправляемые факторы, которые мы никак не можем управлять. Единственное, мы должны адаптироваться, приспосабливаться. И, конечно, это температура окружающей среды. Частично управляемые – это свойства защитного чехла, в котором в зависимости от свойства материала тоже разные. И управляемые факторы – это энергозависимость от внешних источников и температура внутри закрытого модуля. Вот средства измерения приборов, приборная база, которую мы использовали при проведении экспериментальных исследований, здесь показано на слайде. Дальше, всем известный портативный гараж, как раз таки на сегодняшний день очень много производителей, в том числе и в данном мероприятии Hot представляет многообразие своих разработок, но по сути это трехслойный теплоизоляционный материал, который аккумулирует теплоту. И совместно Институтом физико-технических проблем нами было проведено определение коэффициента теплопроводности, в которой мы установили 0,356, но здесь непосредственно имеет конструктивную особенность в том, что при использовании различных материалов теплопроводность оно имеет определенные разные значения, поэтому экспериментально надо было его подтвердить и посмотреть, как меняется процесс. И здесь, конечно, тоже имеет значение, каким образом мы должны его использовать. Плотно прилегающий, или же обеспечение воздушной прослойки, или же защита с нижней части утеплить и так далее. То есть в различных комбинациях получилось разные температурные значения, в которых очень сложно было улавливать экспериментальным образом. Это связано с тем, что неуправляемый фактор этой температуры имеет определенное значение, которое по результатам процесс меняется в разы. И поэтому нами была разработана вычислительная программа для численного прогнозирования охлаждения картера двигателя. Почему мы картеры взяли? Потому что моторное масло, конечно, это основной показатель, основное свойство любого транспортного средства. Если масло замерзнет, машина просто-напросто откажет. Поэтому здесь мы ориентировались на именно то, что охлаждение картера можно спрогнозировать с учетом его габаритных размеров. И получили соответствующие верификации мат-модели, которая нами была разработана численным методом конечных элементов. И этот результат показал то, что экспериментальная и расчетная часть они сопоставлены, то есть они одинаковые. И это говорит о том, что данная программа, она может спрогнозировать принцип, процесс охлаждения в узлах транспортного средства. Багажное устройство, на данное устройство, то есть ориентировано на то, что он уже автономный модуль, соответственно, багажное устройство должно устанавливаться на крыше техники, непосредственно оно в собранном виде должно находиться непосредственно с транспортным средством, потому что нестационарным использованием это передвижное, поэтому разработка имеет 2 патента на полезную модель, в котором мы тоже использовали при экспериментальных исследованиях. Дальше, нами была разработана переносное и быстровозводимое устройство.
особенностью данной конструкции являются раздвижные ножки, которые обеспечивают пространство, и при поломке техники любой тракторист, водитель может самостоятельно в условиях экстремальных низких температур, находясь внутри этого модуля, безопасно провести ремонтные работы или же дождаться непосредственно, ну, скажем, МЧС за считанные минуты. Да? И дальше в качестве обогревательного устройства нами было тоже разработан переносной газовый обогреватель. Но здесь концептуально, здесь данная конструкция, она многофункциональна. Она имеет форму санки для того, чтобы спокойно передвигать внутрь модуля. Далее имеется непосредственно теплообменно-вентиляционная плита, которая функционирует как обогревательный теплообменник, и далее непосредственно оно функционирует как вентиляционная вытяжка, в котором отработавший угарный газ, чтобы не скапливался внутри этого модуля. И, соответственно, вот этот модуль, и на поверхности этого же модуля, вот этого модуля можно подогревать пищу или же приготовить пищу для того, чтобы обеспечивать именно безопасное нахождение внутри этого модуля. Дальше. Ну, принципиальная схема работы мультитопливного обогревателя, потому что изначально нами было разработано устройство, которое работает на газу, то есть это пропан-бутан. И здесь мы рассматриваем данную установку, что она будет работать на биогазе, но пропан, то, что при минус 40, ниже 40 градусов, этот газ начинает не работать, то есть сбой просто-напросто замерзнет, а метан, он работает, соответственно, до минус 70 градусов. И третий вид топлива – это древесный уголь. При изменении конструктивных особенностей, в частности, установки компактной топки, можно использовать древесный уголь как источник теплоты. Вот такая конструктивная особенность нами была разработана. И здесь экспериментальный пилотный проект под трактор мы соорудили. Это чисто для того, чтобы проверить на работоспособность данной системы. Действительно, она получилась очень многофункциональная и мобильная. И здесь мы провели экспериментальные исследования. Это исследования были проведены при минус 50 градусов. И здесь данные показали то, что начальная температура обогрева за считанное время, практически за 50 минут устанавливается до установившейся температуры. Но вот результат был удивительный. При минус 50 градусов температура внутри модуля составляла плюс 20 градусов. И эта температура устанавливалась, то есть поддерживалась, и в конце, когда в газовом баллоне газ закончился, и, кстати, баллон на 12 литров при минус 50 градусов, при мощности горелки 3,65 киловаттов, она отработала 10 часов бесперерывно. И, соответственно, это говорит о том, что данная система действительно работает, данная система, она может использоваться как именно один из альтернативных способов поддержания температуры. И вот время, то есть то, что я говорил, теплообменная вентиляционная плита обеспечивает выброс, то есть, скажем, мониторинг выброса моноксида углерода без дымохода показало то, что все равно отработавшие газы скапливаются и угарный газ образуется, в результате практически внутри модуля невозможно находиться. А при использовании вот этой теплообменной вентиляционной плиты, то есть с дымоходом, то есть образование угарного газа абсолютно исключается. И вот то, что я говорил, вот здесь нагрев самой теплообменной вентиляционной плиты дает возможность приготовить пищу в связи с тем, что температура, установившаяся температура была плюс 285 градусов по Цельсию, именно на поверхности теплообменной вентиляционной плиты. И вот в связи с этим стоимость данной установки полного комплекта по сегодняшним данным составляет 109 400 рублей.
Это с учетом того, что защитных чехлов будет утепленным исполнением и неутепленным исполнением. Это уже по стоимости на сегодняшний день. И вот выводы. Разрешите не зачитывать. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо за информацию. Алексей Алексеевич, вы вопросы зададите чуть попозже, пожалуйста. Повышение эффективности эксплуатации трансмиссии пожарных автомобилей в низкотемпературных условиях. Борисов Амилхан Любомирович, старший преподаватель кафедры техносферной безопасности, Северо-Восточный университет имени Максима Кировича Мосова. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники конференции. Перед тем, как доложить результаты научно-исследовательской работы, разрешите представить вам короткий видеоролик, приветственный видеоролик от сотрудников СВФУ. Можно, пожалуйста? Пожары являются одним из тяжких бедствий, негативно влияющие на социально-экономическое развитие страны. Наибольший экспортный потенциал России сосредоточен на территориях, расположенных на холодной климатической зоне. Именно здесь находится подавляющая часть месторождений нефти, природного газа, угля и других полезных ископаемых. В осенне-зимний период показатели потерь от пожаров на таких территориях выше средних по России в 1,3 и 1,5 раза. Таким образом, существует проблема, которая состоит в необходимости повышения приспособленности пожарных автомобилей и пожарно-технического вооружения к низкотемпературным условиям для эффективной борьбы с огнем. Над изучением вопросов в данной области занимаются сотрудники Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Существенное влияние на работоспособность элементов пожарного автомобиля оказывает их тепловое состояние, обусловленное воздействием окружающей среды, время, регламентированное нормативами пожарно-сырьевой подготовки для оперативного выезда пожарного автомобиля из гаража, не превышает 1 минуты. Поэтому в начальный период следования в силовой агрегат трансмиссия пожарного автомобиля работают в режиме прогрева и не обеспечивают подведение полной мощности к ведущим колесам. Это приводит к ухудшению тягово-скоростных, ресурсных и экологических параметров пожарного автомобиля, а также перерасходу горюче-смазочных материалов. При продолжительном внегаражном пребывании пожарного автомобиля зимой температура массового агрегата силовой передачи пожарного автомобиля может понизиться до значений ниже предельно допустимых. Это может привести к невозможности следования пожарного автомобиля в подразделении либо к месту следующего вызова, задержкам тушения пожара, срыву выполнения боевой задачи. Следовательно, от температуры узлов трансмиссии пожарного автомобиля зависит время прибытия пожарных подразделений к месту вызова, время свободного развития пожара и продолжительность его тушения, а следовательно и величина ущерба от пожара. В связи с этим появляется необходимость адаптации агрегатов трансмиссии пожарных автомобилей к низкотемпературным условиям для повышения их эксплуатационных качеств. Типовые системы смазки агрегатов силовых передач не содержат терморегулирующих элементов. Прогрев трансмиссии пожарного автомобиля происходит в основном только за счет энергии, затраченной на преодоление сил трения. Таким образом, для обеспечения теплового баланса трансмиссии пожарного автомобиля предлагается два способа. Активный способ заключается в подводе теплоты к агрегатам трансмиссии от дополнительного источника, например, трубчатого электронагревателя. И пассивный способ заключается в минимизации отвода теплоты в окружающую среду посредством эффективной теплоизоляции. Резиновые уплотнители пожарных рукавов разработаны на основе морозостойкой резинной смеси с температурным диапазоном эксплуатации от минус 70 до плюс 100 градусов. Для испытания были сделаны уплотнители на гайке КН-50, КН-70, КН-80, применяемые для соединения пожарных рукавов и переданы для испытания в первой пожарно-спасательной части города Якутска и специализированной пожарно-спасательной части Республики Саха-Якутия. Опытные образцы морозостойких уплотнителей пожарных рукавов были изготовлены по причине низкой морозостойкости в некоторой части штатных уплотнителей, вследствие чего во время соединения пожарных рукавов при низких отрицательных температурах ниже минус 45 градусов происходит замерзание уплотнителей и потеря эластичных свойств, что затрудняет их соединение, увеличивая время сбора рукавов. Также после тушения пожара во время разбора рукавов происходят сломы уплотнительных изделий. Рецептура морозостойкой резиновой смеси для создания уплотнительных колец была разработана на базе учебно-научной технологической лаборатории технологии полимерных нанокомпозитов Института естественных наук при Северо-Восточном федеральном университете. Особенностью рецептуры резиновой смеси является широкий температурный диапазон эксплуатации без потери основных резинных свойств при контакте с водой.
целью получения новых углубленных знаний и установления закономерностей влияния низких температур на работоспособность и надежность агрегатов трансмиссии и пожарно-технического вооружения пожарного автомобиля. Просим заключить договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на базе Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Таким образом, разработанные технические решения позволят повысить уровень пожарной безопасности населения, объектов экономики и инфраструктуры на арктической зоне, а также способствовать развитию импортозамещения в нашей стране. Спасибо. Теперь можно перейти к презентации. Так, таким образом, целью исследования является уменьшение количества жертв и материальных убытков от пожаров на основе сокращения времени прибытия пожарного автомобиля к месту вызова в осенне-зимний период, который можно достигнуть путем прогрева трансмиссионного масла и максимальным сохранением теплоты в агрегатах трансмиссии. Методами исследования являются сравнительные ходовые испытания, методика количественной оценки приспособленности пожарного автомобиля, разработанная профессором Леонидом Григорьевичем Резником, и использование также положений теории теплофизики. В соответствии с методикой Резника применялся коэффициент приспособленности К. В настоящей работе в качестве базового значения применялись данные, полученные на пожарном автомобиле типовой комплектации, затем производились сопоставления указанного значения с данными, полученными после применения предложенных технических решений. Коэффициент приспособленности оценивались по двум критериям: по сокращению времени следования пожарного автомобиля к месту вызова и по коэффициенту приспособленности по темпу охлаждения. Комплексный показатель эпсилон учитывает два вышесказанных коэффициента. Если эпсилон будет больше единицы, то адаптивность пожарного автомобиля выросла, а если меньше единицы, то приспособленность ухудшилась. За последние 10 лет по близкой проблематике защищены работы докторской диссертации Долгушина Алексея Александровича и кандидатские диссертации Курносова Антона Федоровича и Рязапова Махмуда Махмудовича. В данных работах рассматривались автотранспортные средства общего применения. В целом можно сделать вывод о том, что автотранспортные средства сельского хозяйства и пожарные автомобили выполнены на одинаковых базовых шасси, но из-за различий в режимах работ пожарных автомобилей и некоторых нормативных требований к содержанию пожарного автомобиля, результаты данных исследований не позволяют в полной мере распространить их выводы в государственную противопожарную службу. Для обеспечения теплового баланса, как вы сказали, есть активный и пассивный способ. Пассивным способом предлагается техническое решение по теплоизоляции агрегатов трансмиссии. Задачей пассивного способа является обеспечение усиленного самоподогрева масла, находящегося в агрегатах трансмиссии мобильной машины, теплотой, выделяющейся при их работе в условиях низких температур при минимальных конструктивных доработках. Для решения этой задачи были разработаны прототипы съемных теплоизолирующих чехлов. Данные чехлы состоят из 4 слоев. Слой, расположенный ближе к агрегату, выполнен из алюминиевой фольги для высокоэффективного отражения излучаемой теплоты. Следующий слой выполнен из композитного материала и выполняет роль прочного каркаса. Далее идет слой теплоизоляции толщиной 50 мм. Теплоизоляция потом покрывается защитным слоем, выполненным из писанного теплоотражательного костюма ТОК-200. Для первого варианта, а для второго варианта материала из писанного боевой одежды пожарного. На слайде отражены этапы создания чехлов. Предложенная конструкция съемных теплоизоляционных чехлов не ухудшает параметры профильной проходимости пожарного автомобиля. Кроме того, кроме мостов, также утепляли коробку переменной передач и раздаточную коробку. Данные агрегаты укутаны утеплением в виде одеяла, выполненным из материала ТОК-200, набитый минеральной ватой толщиной 50 мм. Для активного способа применяется ТЭН, трубчатый электронагреватель, подключенный к портовой электросети. ТЭН устанавливается вместо маслосъемных пробок в редукторах всех мостов и раздаточной коробки. На слайде видно основные технические характеристики ТЭНа. Для подогрева трансмиссионного масла в коробке переменных передач применялся гибкая пластина, греющая пластина марки Кинова с термостатом на 150 градусов. Блок управления системой нагревания состоял из предохранителя и тумблера. Натурный эксперимент проводился на базе второй пожарно-спасательной части Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Данная часть отличается высоким уровнем профессионализма и сплоченностью коллектива. Настоящая методика проведения эксперимента была утверждена начальником управления организации пожаротушения, подполковником внутренней службы Денисовым Максимом Владимировичем и начальником подразделения полковником внутренней службы Мироненко Владимиром Ивановичем. Выражаем им огромную благодарность.
Анализ парка пожарных автомобилей в Республике Саха-Якутия показывает, что самым распространенным пожарным автомобилем используется на базовом шасси «Урал». Поэтому передвижная лаборатория была создана на АЦ-6040 «Урал 5557». На данном пожарном автомобиле измеряли температуру трансмиссионного масла мостов, КПП и раздаточные коробки. Для этого на всех узлах устанавливали беспроводные температурные регистраторы, а также на переднем мосту использовали проводной температурный датчик. Показывающий прибор был установлен на кабине водителя. Средний радиус выезда подразделений пожарной охраны по первому рангу выезда за последние 5 лет в среднем 12 километров. Поэтому маршрут был 12 километров. Регистрация температуры происходила по наиболее худшему имитированному сценарию. По полученным результатам были построены графики. Итак, после применения при исследовании к месту вызова температура масла в переднем мосту типового исполнения за время езды 19 минут 40 секунд достигла 3 градусов, а температура масла в раздаточной коробке возросла до 38. Второй мост до 14 градусов, а температура КПП стабильная около 20. После применения предложенных технических решений температура в КПП выросла до 31 градусов, температура раздаточной коробки 38 градусов, первые и третьи мосты достигли отметки 33 градусов, то есть увеличились в 2 раза. На втором мосту, обозначенный красным цветом, чехол не применялся для того, чтобы оценить работу теплоэлектронагревателя. Потом при стоянке на месте вызова температура масла в переднем мосту типового исполнения уменьшается от 0 градусов до минус 30 градусов за 3 часа. Да? После применения технических решений на переднем мосту можно посмотреть от плюс 32 уменьшается до плюс 14 градусов. Таким образом, теплоизоляция агрегата трансмиссии обеспечила длительное сохранение стабильности температуры масла, тем самым пожарный автомобиль продолжительное время позволяет пожарному автомобилю находиться в положении, готовом для следования. Из таблицы видно, что комплексный показатель приспособленности увеличился. Таким образом, проведенные исследования по 2 способам снижения потерь мощности в трансмиссиях мобильных машин являются весьма актуальными. Кроме того, целесообразно продолжить эмпирические исследования по повышению адаптации парка пожарных автомобилей исполнения УК к суровым климатическим условиям севера. Благодарю за внимание. Борис Валухан. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы будут? Да, слово предоставляется Сергею Вадимовичу Копылову, доценту кафедры автомобильной дороги аэродромы СФУ имени Максима Кирилловича Амосова. Тема повышения транспортной доступности на сети автомобильных дорог республики, использование беспилотной, для дорожной сети. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. У меня доклад короче, чем у моих коллег. Так, основная суть проблемы повышения транспортной доступности в Республике Саха-Якутия и в Арктике, она лежит на автомобильных дорогах. У нас территория республики свыше 3 миллионов 200 тысяч квадратных километров, автомобильных дорог около 36 тысяч, включая муниципальные, региональные и федеральные дороги. Я сегодня буду говорить о региональных автомобильных дорогах, потому что в арктической территории находятся только региональные автозимники. Региональными автозимниками занимаются 2 заказчика. Это первое управление автомобильной дорог Республики Саха-Якутия и второе КП дороги Арктика. В общей сложности протяженность зимников у нас составляет свыше 10 тысяч километров. А автозимники подразделяются на 2 вида. Первый — это ледовые автозимники, второй — сухопутные автозимники. Повысить транспортную доступность путем пробивки ледовых автозимников, оно, на мой взгляд, имеет такой минимальный смысл, да, оно ежегодно пробивается по одному и тому же маршруту. А вот что касательно зимников сухопутных, они вполне могут быть большой такой подспорьем, да, для повышения транспортной доступности населения.
И в чем заключается проблема? На сегодняшний день, вот отступлю чуть-чуть в бюрократию, закон и приказ Минтранса РФ не позволяют проводить какие-либо ремонтные работы на сухопутных автозимниках. То есть вот наши два заказчика, да, если они проведут работы по отсыпке или по ремонту сухопутного автозимника, то это будет большая проблема для них, потому что закон и классификация дорожных работ не позволяют такие виды работ проводить. Вот сейчас покажу фотографии сухопутных автозимников, вот посмотрите. Вполне себе проезжаемая дорога, да, в сухую погоду. Если мы здесь проведем так называемый текущий ремонт, да, легкий ремонт по отсыпке земполотна, то мы можем повысить транспортную доступность относительно текущего состояния в год на 10-15% ежегодно. Почему? Откуда эти цифры? Да? Потому что сейчас республика может строить в год около, максимум 20 километров дорог капитального строительства вести. Почему 20 километров? В среднем 10-15 километров. Это все зависит от финансирования. Финансирование в год выделяется на строительство от 1 миллиарда до 1,5 миллиарда рублей всего. То есть 1 километр автомобильной дороги самой низшей категории, 5-й категории, у нас может стоить от 60 миллионов рублей, 1 километр. А если мы можем построить зимник, так условно построить, да, отремонтировать зимник, чтобы транспорт мог по нему проехать в любую погоду, мы это можем сделать максимум до 20 миллионов рублей. От 10, в сложных участках 20, в среднем там 12 получается миллионов рублей. И видите, да, какая разница? Если у нас законы и документы не могут позволить за те же деньги проводить ремонтные работы на зимних, то о какой речи может идти, да, повышение транспортной доступности населения? Такой вопрос нужно очень серьезно поднимать, потому что оно кроется вот в такой маленьком приказе, но это приказ Минтранса РФ, и там нужно включить такую оговорку, что необходимо проводить ремонтные работы на сухопутных зимниках, именно на арктических территориях. А зимников-то не так уж много. По России наша республика является лидером по протяженности зимников, второй идет Красноярский край, и дальше Тюмень, Омск и так далее. Чукотка еще есть. Вот. И возвращаясь к стоимости содержания, да, вот смотрите, это стоимость содержания 1 километра автомобильной дороги 319 тысяч рублей. Вот этот норматив был разработан в 2009 году. Сейчас, по нашим расчетам, да, этих средств хватает, если сравнивать с федеральными дорогами, да, то составляет где-то 22% от 100%. Это текущее содержание. Вот. Поэтому вообще нам, университету, республике, Минтрансу, в том числе, может быть, МЧС, да, нужно поднимать такой вопрос, чтобы обеспечивать, именно разрешить проводить ремонт на зимниках. Это вроде как очень маленький вопрос, да, но оно решило очень много вопросов на самом деле. Вот. Так. Вот те же зимники, которые можно проехать спокойно. Вот эта автомобильная дорога какая? Сейчас она круглогодичная, но ее сколько лет строили? 20 лет строили. Там разрыв зимника, да, 60 километров было всего лишь, 60 километров. Денег мало,
если бы мы построили бы по пути зимника с продленным сроком действия, то мы бы это за 2 года бы построили. Ну, это часть ледового автозимника. И можно вот вторую презентацию включить, там немножко про БПЛА покажу. Второй слайд. Вот группа студентов и кафедрой, да, вот сейчас с прошлого года идет, так сказать, углубленное изучение беспилотных летательных аппаратов, и как бы казалось, да, где БПЛА и где наши дороги, да, но мы нашли применение, да, пока что на дорогах с твердым типом покрытия, то есть на круглогодичных дорогах мы можем с помощью БПЛА, там, вторая презентация была с надписью БПЛА, мы можем отснять за 10 минут, грубо говоря, несколько кадров, чтобы сделать цифровую модель местности. Когда как сейчас традиционным способом, да, вот спутниковым тахеометром и спутниковой съемкой можно это делать, ну, долго это делается. Где-то, если на 1 километр дороги мы с помощью БПЛА тратим 10 минут, а традиционным способом там, до 5 часов можно потратить. Вот. И также мы сейчас планируем испытать беспилотные летательные аппараты именно для... Нет, это другое. Для других автозимников, чтобы узнать толщину снега. Выпал ли там снег? Потому что сейчас контракты на содержание автомобильных дорог, они включают в себя дежурные выезды на зимники. А зимник у нас, как понимаете, от 100 до 500 доходит до 1000 километров. И на таком протяжении выводить технику, да, вот дорожную, дежурную, оно затратно. А сейчас, благодаря вот этой технике, да, БПЛА есть, ну, отечественные БПЛА с протяженностью там, до 100 км в час, ну, до 100 километров могут летать. Да. И мы планировали такой один аппарат закупить, но цена почему-то подорожала, потому что там лидар, он оказывается зарубежный, да, и стоимость она подросла на 5 миллионов. Вот. Да, Сергей, к сожалению, время закончилось. Все. Давайте вашу презентацию мы сможем получить и разместить на сайте вот Arctic Innovation, и там более подробно ознакомиться с вашими разработками. Да, да, нужно. Спасибо. Да. Дорогие коллеги, у нас на вопросы очень мало осталось времени, да? У кого будет вопрос, давайте на один вопрос ответим. А остальным я скажу, да, доклады очень интересные, заинтересовали. МЧС вас взяла на крючок, мы с вами законтачим. Добрый день. Владимир Лазарев, помощник сенатора Акимова. Вот на улице стоят, вездеходная техника стоит, да? И они все без номеров. Вот вопрос такой, поскольку здесь находятся представители Северо-Восточного федерального университета, мы на днях были с сенатором в районе, и там один, как говорится, Кулибин попросил задать такой вопрос на нашем круглом столе. Можно ли на базе Северо-Восточного университета создать лабораторию для последующей сертификации вездеходной техники, ну, на шинах низкого давления? Поскольку у нас они изготавливаются и в городе Якутске, и в районах, и где-то в других регионах, но они порой не сертифицируются. А для того, чтобы получить сертификат, их надо везти в город Москву или там в европейскую часть страны. Это очень трудно и ресурсно затратно. Поэтому просят здесь, в регионах, хотя бы, ну, может быть, в Якутии, или сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке, говорят, нигде нету. Вот, можно ли вот такое предложение от нашего круглого стола поставить перед Северо-Восточным федеральным университетом или перед правительством? Спасибо.
Спасибо. Действительно, очень важный вопрос. Ближайшая сертификационная лаборатория, по-моему, у нас где-то на Урале находится. Поэтому в решение круглого стола мы это включим, а вы подготовьте, пожалуйста, предложение. И дальше пойдем. У нас много работы, времени. Да, приступаем у нас к блоку «Экологическая и энергетическая безопасность». Пожалуйста, приглашается Изабелла Карловна Иванова, доктор химических наук, Якутский научный центр Института проблем нефти и газа СОРАН, с темой перспективы подземного хранения природного газа, гидратное состояние для стратегического запаса и возможность его без трубопроводного транспорта в отдаленные районы. Пожалуйста. Добрый день, уважаемая аудитория. Название доклада прозвучало, поэтому перехожу к самому докладу. В нашей республике 13 улусов включены в арктическую зону Российской Федерации. Общая площадь этих территорий составляет более 50% от площади нашей республики. Плотность населения составляет от 0,01 до 0,1 человека на квадратный километр. Среднегодовая температура изменяется от 12 до 16 градусов, что обуславливает длительность отопительного сезона в арктической зоне, которая составляет более 9 месяцев в году. Поэтому существует необходимость бесперебойной доставки топлива для жизнеобеспечения населенных пунктов и арктических объектов и промышленных объектов в арктической зоне нашей республики. Доставка топлива осуществляется наземным, речным и морским путями. Рассмотрим наземную транспортировку топлива. Здесь представлена карта транспортная схема республики. Видно, что в зоне круглогодичной доступности, то есть круглогодично функционируют федеральные автодороги в центральных и юго-западных улусах. Просто здесь, я не знаю, указки нету, да? Не смогла, ладно. Доставка топлива в арктические улусы осуществляется по автозимникам. Таким образом, в зоне круглогодичной доступности находится всего 8,7% от основной нашей площади, а 90% только в сезонной доступности. Основной газопровод охватывает тоже только центральную и юго-западную часть республики. Газификация арктических улусов экономически нецелесообразна ввиду низкой плотности населения. Поэтому необходим поиск новых экономически эффективных вариантов для энергоснабжения арктических регионов с учетом холодного климата и транспортных схем. В мировой практике существуют следующие виды альтернативные трубопроводному транспорту технологии доставки газа до потребителя. Это сжиженный природный газ, синтетическое жидкое топливо, компримированный и гидратный газ. Каждая из этих технологий имеет свои недостатки и преимущества. В этих работах приведена сравнительная экономическая характеристика каждой из этой технологии. И, как показал анализ, гидратная транспортировка газа ориентирована на локальное снабжение удаленных от основного газопровода небольших населенных пунктов. И как раз таки с учетом климатических условий в этом случае получение гидратов, их транспортировка и хранение как раз играют благоприятную роль. Соответственно, встает вопрос, что такое газовые гидраты? Газовые гидраты – это кристаллические соединения, образующиеся при определенных термобарических условиях из газа и воды. В структуре газогидратов вода образует ажурный каркас, полости которого заполнены газом. И благодаря этому происходит высокая концентрация газа этими соединениями, вплоть до 190 объемов газа на 1 объем гидрата,
что позволяет эти соединения использовать для хранения и транспортировки природного газа. А также здесь следует отметить, что в суровых климатических, что природный газ в нашей республике является одним из основных источников энергии. И суровые климатические условия и наличие многолетних мерзлых пород благоприятствуют образованию гидратных пробок, вот там на фотографии приведено, гидратных пробок в магистральном газопроводе, что может привести к возникновению аварийных ситуаций. Поэтому для повышения надежности энергосберегающих систем необходимо создание также подземных хранилищ газа в гидратном состоянии, в подмерзлотных водоносных горизонтах, где существуют термобарические условия для образования и хранения гидратов. Как я говорила, для получения гидратов необходим газ и вода. Наша республика обладает достаточными ресурсами для получения гидратов. В прошлом году добыча газа составила 17 миллиардов кубометров природного газа. Что касается водных ресурсов, то воды рек и озер Якутии относятся к гидрокарбонатному классу. Подземные воды имеют пестрый химический состав, и их минерализация варьирует в широких пределах. А пластовые воды месторождений Якутии относятся к двум генетическим типам. Это гидрокарбонатно-натриевый и хлоридно-кальциевый. И в нашей лаборатории проведены экспериментальные работы по изучению процессов образования и разложения гидратов природного газа, средневилюйского газоконденсатного месторождения в растворах солей, имитирующих пластовые и поверхностные воды Якутии. И установлено, что при образовании гидратов сухим газом происходит перераспределение компонентов. Вследствие этого газ из сухого превращается в жирный и высокожирный. И для важнейшей характеристики оценки топлива это есть его теплота сгорания. И в качестве базовой принята теплота сгорания одной единицы условного топлива, которая составляет 29,3 мегаджоуль на кубический метр газообразного топлива. И наш сухой природный газ в 1,2 раза превышает эту единицу, а гидратный газ уже больше этого значения в 1,6 раза. Таким образом, проведенные исследования показывают эффективность перевода газа в гидратное состояние для его дальнейшей транспортировки и использования. Кроме этого, в нашей лаборатории проведены экспериментальные работы по изучению процессов образования и разложения гидратов в пористых средах. Это проделано для оценки возможности создания подземных хранилищ газа в гидратном состоянии. Были использованы две пористые среды, это бидисперсные и полидисперсные кварцевые пески. И видно, что эти среды, засоленные раствором гидрокарбоната натрия с низкой концентрацией, в этом случае образуется больше всего гидрата. Были рассчитаны степень превращения воды в гидрат. Видно, что в пористых средах, засоленных 0,25% раствором гидрокарбоната натрия, степень превращения воды в гидрат самая высокая, и затем уменьшается с увеличением концентрации раствора. И в этих пористых средах получены одинаковые зависимости, однако видно, что в полидисперсном песке образуется больше гидрата по сравнению с бидисперсным песком. И 0,25% раствор гидрокарбоната натрия можно рассматривать как кинетический промоутер гидратообразования. Здесь представлена фотография гидрата природного газа, полученного в пористой среде. То, что это не лед, доказывает следующая фотография, это то, что он горит, лед не горит. Также были изучены стабильности полученных гидратов и рассчитаны средние скорости их разложения, и установлено, что самые устойчивые гидраты образуются в пористых средах с пресной водой, самые неустойчивые в пористых средах с растворами хлорида натрия, гидраты, полученные в пористых средах с раствором гидрокарбоната натрия, занимают промежуточное положение в этом ряду.
И на основе проделанных экспериментов основные выводы заключаются в том, что использование газогидратных технологий для энергоснабжения арктических районов Республики Саха-Якутия представляет собой вполне реализуемую задачу. И для создания подземных хранилищ газа в пористых средах подходят полидисперсные грунты, заселенные водами гидрокарбонатно-натриевого типа с низкой концентрацией. Спасибо за внимание. Это вот фотографии гидратов. Левее расположен гидрат, полученный в нашей лаборатории. И дальше фотографии его горения. А в середине это природный гидрат метана, полученный со дна озера озера Байкал. У меня все. Спасибо за внимание. Так, пожалуйста. Разработки Института нефти и газа, СОРАН в области ликвидации нефтезагрязнений в зонах распространения личной мерзлоты. Юлия Станиславовна Глезнецова, исполняющий обязанности заведующей лабораторией геохимии Каустова биолитов Якутского научного центра Института проблем нефти и газа СОРАН. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Наше сообщение как раз вот о разработках института в области защиты окружающей среды от нефтяных загрязнений. В настоящее время нефть и нефтепродукты являются приоритетными загрязнителями окружающей среды. Интенсивное развитие нефтегазового комплекса республики в перспективе добычи углеводородов на арктическом шельфе, также эксплуатация объектов нефтепродуктов обеспечения могут сопровождаться различного рода разливами, утечками, иногда крупномасштабными авариями, достигающих масштаба экологических катастроф. Отчасти это связано, конечно, с суровыми климатическими условиями, но последним таким ярким примером аварийного разлива это было в 2020 году в Норильске, когда произошла утечка 20 тысяч тонн дизельного топлива. На слайде показаны те объекты, где случились наиболее крупные аварии, связанные с разливом нефти, в которых восстановлении и мониторинге которых принимал участие наш институт. По данным Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, за последние 12 лет количество разливов нефти и нефтепродуктов составило более 290 случаев. Причиной, конечно, является в основном дорожно-транспортные происшествия, но также происходят разливы при перевозке, переливе, перекачке нефтепродуктов, а также вследствие природных и техногенных катаклизмов. Это наводнения, пожары, взрывы. В условиях Арктики нефтезагрязнение очень трудно поддается восстановлению вследствие экстремальных климатических условий, низких температур, полярной ночи, низкой биологической активности. Поэтому поиск и разработка наиболее экологичных, эффективных способов очистки нефтезагрязненных объектов окружающей среды является очень актуальной. Удаленность многих районов республики от центра, а также сложная транспортная доступность не всегда позволяет оперативно осуществлять сбор развитых нефтепродуктов и ликвидацию последствий нефтяных разливов. Согласно постановлению правительства, время на ликвидацию должно превышать 6 часов с момента получения информации о разливе. Но в условиях Якутии, в наиболее удаленных районах, продолжительность данного периода может составлять несколько дней, и, соответственно, время на ликвидацию тоже увеличивается. И в связи с этим растет нагрузка на экосистему. Кроме того, почву, пропитанную нефтью, необходимо собирать и вывозить на специальные полигоны для обезвреживания, что также представляет собой проблему, потому что во многих отдаленных улусах республики на объектах размещения отхода такие полигоны просто отсутствуют. Кроме того, не секрет, что существует проблема сокрытия хозяйствующими субъектами фактов разлива. И виновники загрязнений, пытаясь скрыть следы разлива, засыпают эти места песком или грунтом, что в принципе недопустимо и наносит дополнительный ущерб окружающей среде,
потому что вообще распространение миграции нефтепродуктов в наших условиях при наличии вечной мерзлоты, оно, конечно, отличается от регионов с более благоприятными климатическими условиями, поскольку мерзлотный слой, он хоть служит геохимическим барьером, и нефтепродукты вовремя, если их не собрать, они проникают по почвенному профилю до мерзлотного слоя, начинают распространяться там латерально, расширяя границы загрязнений. И при сезонном оттайке грунта нефтепродукты начинают мигрировать вертикально по почвенному профилю и служат вторичным источником загрязнения. В нашем институте на протяжении уже многих лет ведутся работы по экологическому сопровождению деятельности объектов нефтегазового комплекса. И эти работы направлены на разработку новых технологий восстановления нарушенных территорий и, с учетом, конечно, климатических условий, и, научное сопровождение этих мероприятий. Сотрудники института ежегодно участвуют в различных экспедиционных работах, в том числе и в Арктике. Объектами исследований являются различные предприятия нефтегазового комплекса в республике, так и за ее пределами. И нашими заказчиками являются различные компании, как в республике, так и в других регионах. Институтом подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве с компанией «Транснефть». И также существуют и рамочные соглашения с различными предприятиями на случай необходимости ликвидации последствий разлива, восстановления нарушенных земель. Вообще разработка технологий восстановления нефтезагрязненных территорий у нас начинается, вообще основана с изучения и выделения в аборигенах углеродокисляющих микроорганизмов, которые служат основой для создания биопрепаратов для очистки нефтезагрязненных объектов окружающей среды. Но все разработки способов очистки требуют одного из основных показателей – это эффективность очистки, которая складывается из нескольких параметров. Главный из них – это снижение содержания нефтепродуктов и изменение химического состава нефтяных углеводородов. Для этого в лаборатории имеется современное аналитическое оборудование для исследований, и все эти разработки сопровождаются детальными анализами химического состава. Вообще методы очистки почвы от нефтезагрязнения разделяются на несколько групп. Это механические, физико-механические, физико-химические, биологические способы. Какие-то способы направлены на локализацию, ликвидацию нефтяного разлива, и некоторые способы направлены именно на восстановление уже после собранной нефти, нефтепродуктов и до доведения объектов окружающей среды до безопасного уровня. В нашем институте есть разработан 3 типа технологического оборудования для сбора и локализации нефти в зимний период времени. Есть устройство для сбора нефтепродуктов под льдом, есть устройство способ для сбора разлива нефти в местах траншейного подводного перехода магистрального нефтепровода. Остановиться более подробно все-таки на биологических способах очистки. Вообще анализ существующих на российском рынке биопрепаратов для очистки нефтезагрязненных почв показал их неэффективность именно в регионах с холодным климатом. Во всех инструкциях к этим препаратам написано, что температура их использования, применения, обработки – это плюс 20-25 градусов по Цельсию. Одним из главных преимуществ наших биопрепаратов является возможность их применения при пониженных положительных температурах от плюс 4 плюс 8 градусов, что увеличивает и срок их применения. И некоторые из биопрепаратов являются одновременно и деструкторами нефти, и сорбентами, также почвоструктурообразователями, которые улучшают структуру почвы. И главное преимущество – то, что их можно применять вне периода вегетации. То есть даже можно применять в зимнее время, поскольку исследования позволили
значит, ну, делать такое заключение, что эти биопрепараты можно применять и под снег, и на снег, то есть эти испытания были проведены. Данные разработки получили высокие награды на всероссийских, международных и российских выставках. Они все, значит, и штаммы микроорганизмов, биопрепараты, способы очистки запатентованы, имеются технические условия препарата, экспертные заключения. Также мы разрабатываем проекты рекультивации. И дальше на примерах некоторых объектов покажем результаты наших работ. Вот, значит, наш институт принимал участие по биологической очистке нарушенных земель после разлива нефти на нефтепроводе Восточный Сибирь Тихий океан, который случился в 2010 году. Вот, это тоже объект Транснефти, там был небольшой разлив в 2014 году. Тут показана территория до обработки, то есть до биологической очистки, после этапа технической рекультивации. Через 2 месяца после очистки, через 3,5. То есть за один сезон можно, в принципе, достичь хороших результатов. Это также объекты Транснефти, немножко другого ракурса. Также мы проводим такие работы с компанией Саханефтегазбыт, я здесь вижу представителей их. Вот. У них очень много объектов по всей республике, и сложность, конечно, заключается в том, что они находятся в разных биоклиматических зонах, то есть тут свои особенности есть, разные типы почв. И вот с прошлого года мы начали сотрудничество с Газпассервис. Основной целью была разработка биосорбента. Испытания проходили на Якутской нефтебазе. И этот бионефтесорбент – это препарат, изготовленный из сорбента заказчика, сейчас нам, наверное, про него расскажут, и мобилизованного нефтеокисляющими микроорганизмами. При разработке технологии очистки мы, конечно, учитываем и разные ландшафтные характеристики, разные типы почв, время года, степень загрязнения, срок давности загрязнения, потому что мы имеем тут и накопленный экологический ущерб, это те же бочки из-под ГСМ, которые по всей Арктике, у нас по всей тундре разбросаны. Здесь показано сравнение наших препаратов с промышленными препаратами, то есть все, спасибо за внимание. Спасибо большое. Практика применения сорбентов для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов Республики Саха-Якутия, сорбент Абура Виталий Владимирович, БИГУС, ООО «Газпассервис». Здравствуйте, уважаемые коллеги. Видеоролик включите, пожалуйста. Нефть и нефтепродукты, нефть и продукты переработки прочно вошли во все сферы жизнедеятельности человека. Нефть, бензин, дизельное топливо, масла и другие продукты переработки природных углеводородов используются повсеместно, где есть машины, техника, механизмы. Нефть и продукты ее переработки токсичные вещества. При попадании в окружающую среду вызывают необратимые последствия. В последнее время правительство, законодательство уделяет особое внимание на розливы нефтепродуктов. Тема розливов нефтеуглеводородов в России и в мире не новая. Самым известным способом удаления нефтегазов это является сорбенты. В результате нашей работы нами остановился выбор на сорбенте Абура.
Сорбент Амура – природный материал, представляющий собой вулканическое стекло, по составу алюмосиликат, вид сорбиции, адсорбция. Легкий сыпучий порошок, природный материал. Так, насыпная плотность не более 80, сорбирующая емкость. 1 килограмм сорбента может поглотить 3 килограмма нефтепродукта. Постоянная плавучесть не менее 10 лет. Рабочая температура при любых температурах, пока углеводород находится в жидком состоянии. Многократное использование сорбента путем отжима, удаления нефтепродукта, и можно в дальнейшем использовать сорбент. Отход сорбента принимается, отход сорбента Амура внесен в федеральный классификатор отходов. Его можно сдавать на утилизацию лицензированную организацию полностью. Срок хранения не ограничен, не боится влаги, температуры, не требует хранения там особого. Способы нанесения сорбента можно путем распылителя сорбента. Распылитель сорбента с водой подается вместе эмульсия сорбента с водой, что позволяет более, более точечно, да. Если требуется площадь, большую площадь, да, распылитель сорбента, он легкий, сыпучий, он разлетается, большую площадь покрывает. Если нужно точечно, то эмульсия с водой, он подается как раз сразу же. Есть такая проблема, что нефтепродукт тонет, погружается на дно. Вот можно струей воды с сорбентом поднять нефтепродукт со дна. Вот. Сорбент Амура на водной поверхности наносится, сначала локализуется, устанавливаются заградительные боны. Перед бонами наносится сорбент выше по течению, с чем создается своего рода подушка, уловитель нефтяного пятна. И в дальнейшем, по возможности, наносится выше по течению. И вместе с нефтепродуктом по течению спускается к боновым заграждениям. Боновое заграждение установлено под углом 45 градусов к месту сбора, что позволяет легко собирать разлившийся нефтепродукт. Тут наглядно мы видим, как хорошо идет работа сорбента, да? Это работа сорбента. Он себя очень хорошо показал на ликвидации розлива на каскаде Вилюйских ГЭС. Мы испробовали разные сорбенты на той ликвидации. Вот этот сорбент себя зарекомендовал с положительной стороны полностью. После применения сорбента экологическая экспертиза дала заключение, что ребята, вода стала намного чище, чем была до. Вот это распылитель сорбента. Если нужно покрыть большую территорию, он распыляет. Также он будет вот этот медленно. Что мне еще рассказать? Где производится этот сорбент? Сорбент производится в Новосибирске.
производственная компания «Альянс». Мы вот на них вышли, и вот с ними работаем. Мы являемся официальными представителями ПК «Альянс» на территории Республики Саха-Якутия. Ради Бога, пожалуйста, мы можем. Хорошо. Спасибо за информацию. Мы обязательно эту информацию разместим на сайте и передадим до заинтересованных. Также можно сорбентом амура собирать со снега, со льда. Вот сейчас Он повторно применяется или один раз? повторно применяется, да. После отжима применяется. Его можно еще раз? Еще раз можно. Можно путем отжима или обжига. Температура он не горючий. Вот, сейчас вот чисто. Ну, музыка такая успокаивающая, что Да, все хорошо. Хорошо. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Так, вопросы чуть позже. Позже, подождите. Спасибо большое за информацию. Далее я хотел бы по слову предоставить директору Института физических проблем Севера СОРАН Валерию Валерьевичу Лепову. Разработки Института физических проблем СОРАН по обеспечению безопасности систем жизнедеятельности в Арктике. Спасибо, что предоставили слово. У меня программа как-то не попали в нее. Приветствую всех участников, организаторов. Ну, у нас институт комплексных таких проблем, где могут решаться вопросы как мониторинга, так и экологической, энергетической безопасности. И вот я хочу кратко вам это... Так, это что-то другое, да? Так, это, по-моему, это, да, наша коллегия моему. А другую презентацию мою можно поставить? Ну, в том числе проблема обоснования, размещения и безопасности атомных станций малой мощности. Это будет Валерий Егорович отдельный доклад. Я хочу по общим проблемам пробежаться. Да, вот. То есть у нас практически все отделы работают. Вот одно из них — это формирование системы мониторинга. До обеда у нас прошли секции. Можно сказать, что у нас разработан комплекс программ компьютерного моделирования негативных межлотных процессов. То есть по исходным параметрам мы можем сказать, что может произойти в зоне, при эксплуатации в арктической зоне для обеспечения безопасности береговых сооружений, сложных технических систем. Это в виде линейных сооружений, таких как газопроводы или нефтепроводы. Вот здесь вот показан пример, это сила Сибири. По низу уже такая работа шла. Вот это те негативные последствия пространственного расположения, изменения вот опор, таяние, вследствие глобального потепления происходят процессы протаивания. Ну, процессы, соответственно, образования линз, выпучивания тоже в зимний период. Вот моделирование, начиная от состояния теплового вокруг трубы до грунтов и сезонных протаиваний и промерзаний. С учетом вот фазовых переходов в грунте. По энергетической безопасности тоже у нас как методическая база развивается, уровень энергетической безопасности. Выявляются угрозы энергетической безопасности, также ведутся и прикладные исследования. Это по поиску путей повышения энергетической безопасности от реализации угроз энергетической безопасности. Это прогнозные топливно-энергетические балансы. Уже около, наверное, 50 лет занимаемся. Отдел у нас проблем энергетики. Эффективное использование местных видов топлива, вторичных возобновляемых энергоресурсов и анализ эффективности транспортировки топливно-энергетических ресурсов. То есть логистика и вид транспортировки, то есть упаковка, ущерб, потери, все это оценивается. По методическим результатам это применяется метод индикативного анализа, обоснования региональным индикатором дисбаланса цены и себестоимости, классифицируются угрозы энергетической безопасности. И по практическим это экспериментальная оценка количественных потерь, снижение качества рядового угля, вот о чем я говорил, при доставке до удаленных труднодоступных потребителей. То есть это, в принципе,
перспективы применения интернета вещей, IoT. Очень значительная экономия наблюдается. Также экономическая эффективность использования бигбеков, это больших пакетов угля. И это может быть и распространено не только на уголь, например, на пелеты и другие какие-то вещества. По текущим научно-исследовательским работам в этом направлении это методический подход разрабатывается к технико-экономическому сравнению вариантов развития системы энергоснабжения, оценка границ эффективности использования солнечных коллекторов для нужд отопления и горячего водоснабжения, совершенствование методических подходов формирования информационной базы исследований взаимодействия объектов топливно-энергетического комплекса. Это крупные энергопроекты, объекты малой энергетики, ветровые электростанции, солнечные и гидроэлектростанции. Тоже малая гидроэлектростанция, у нас проект сейчас реализуется по малым гидроэлектростанциям. И совершенствование принципов составления мер и рекомендаций по минимизации и смягчению воздействия энергетических и природно-технических систем к электрозонам в условиях изменяющихся климата. По экологической безопасности комплексно осуществляются исследования взаимодействия объектов ТЭК с окружающей средой с учетом экстремальных природно-климатических условий Севера и Арктики в том числе. Это использование ГИС-технологий, я небольшие здесь просто картинки еще покажу. Это схема районирования территории Средней Сибири на примере Центральной Якутии по метеорологическим показателям самоочищающей способности атмосферы от выбросов объектов теплоэнергетики. То есть такой эффект наблюдается. Но он может быть замедлен или убыстрен, соответственно. Максимальные уровни воды реки Лена у нас ведутся наблюдения в районе поселка Кангаласы. Видно, что от довольно умеренных в 40-х, 50-х годах идет повышение, потом снижение в 80-х, 85-х годах. И сейчас опять повышение, то есть колебательный характер имеет. И показаны точки красного, когда произошли заторы, происходили. То есть такой мониторинг ведется у нас. И зона затопления Средней Лены в районе города Якутска показана здесь при различных уровнях воды. С выделением ландшафтных выделений. Соответственно, показаны болотные комплексы, редколесье, лугово-кустарниковая растительность, отработанный рельеф и так далее. Какие результаты методически получены, что изучение таких технологических и природных особенностей взаимодействия различных типов электростанций различными ландшафтами, это как угольные могут быть, так и на газу, и проведение эколого-географической типизации взаимодействия, оценка устойчивости и самоочищающей способности природных комплексов, разработаны технические принципы нейтрализации, геотехнические принципы нейтрализации или предотвращения экологически негативных последствий объектов теплоэнергетики на территории Центрального и Южного энергорайонов Якутии. Также разработан геосистемный подход к исследованию взаимодействия горнодобывающих комплексов с окружающей средой. Например, геотехническая система алмазодобывающий комплекс «Природная среда» в бассейне реки Вилюй. Это такие масштабные исследования проводились. Геолого-экологический подход к разработке альтернативных схем энергоснабжения при разработке минеральных сырых ресурсов арктических территорий республики. И здесь показано экстремальное явление на реке Лазии. В 2000 году было затопление. Мы тоже принимали в Ленске участие в анализе и ликвидации этих последствий. С тех пор работы взаимодействия со службами спасения были лишь периодически. Хочется, чтобы более тесно мы взаимодействовали, как-то работали. Здесь показаны наши возможности наработки. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей Ильич. Коллеги, у вас по ВКС есть связь? Да, добрый день. Дмитрий Вячеславович Федоткин, начальник отдела специальных исследований ФГБУ НИИ по МЧС России по теме разработки изменений номер 2 склады нефти и нефтепродуктов, требования пожарной безопасности. Дмитрий Вячеславович, слышно? Видно нас? Можно запустить?
Коллеги, можно запустить презентацию? Так, коллеги просят запустить презентацию. Склады нефти и нефтепродуктов, требования пожарной безопасности. В 2016 году были внесены изменения. Следующий слайд можно уже? Следующий слайд просит. Да, следующий слайд можно включить? Да. В 2016 году были внесены изменения номер 1 в свод правил 155, и в связи с прошедшим пятилетним периодом, а также учитывая динамично изменяющуюся нормативную базу, актуальным стал вопрос разработки изменений номер 2. Следующий слайд, будьте добры. В 2021 году институтом был разработан проект первой редакции изменений, проведено публичное обсуждение документа, который получил очень широкий отклик был. И учитывая данный факт, было принято решение организовать рабочую группу с участием заинтересованных организаций, членов технического комитета ДК-274 по рассмотрению этой редакции и, собственно говоря, подготовке итоговой. У нас в рабочую группу входили там Транснефть, Лукойл, Академия ГПС, МЧС России. Там очень такой большой широкий спектр был. И, в общем-то, на базе НИПО мы провели соответствующие заседания, на которых были рассмотрены все поступившие замечания и предложения по итогам публичного обсуждения и выработаны принципиальные решения по их учету в итоговой редакции. В январе 2003 года проект документа получил положительное голосование в ТК-274. Ввод в действие будет, значит, 4-м кварталом 2023 года. Отдельно хотим отметить, что от различных организаций поступило большое количество предложений по внесению тех или иных изменений в документ. Ну, например, в части изменения расстояния между зданиями, снижения требований к огнестойкости, исключения требований по орошению и многое другое. Но, как правило, все эти предложения не имели под собой соответствующих обоснований, основанных на испытаниях или расчетно-теоретических исследованиях, и зачастую противоречили требованиям иных нормативных документов. Ну, соответственно, данные предложения были мотивированно отклонены.
Значит, вкратце, какие изменения были внесены. Ну, переработан раздел по нормативным ссылкам в соответствии с современными требованиями оформления, расширен раздел термины и определения, добавили новые термины, в частности, комбинированный способ подачи пены, узел для подключения пожарной техники и многие другие. Всего 16 терминов. Следующий слайд можно? Значит, в раздел 5 основные положения были уточнены требования к средствам огнезащиты строительных конструкций, применяемых на складах нефтепродуктов, в части обеспечения повышения огнестойкости конструкции до нормированного уровня в соответствии с условиях углеводородного температурного режима горения. В раздел 6 требования генеральным планом был уточнен ряд пунктов, в том числе по размещению площадок для проездов техники. Данные изменения очень актуальны при реконструкции в условиях текущей застройки. Следующий слайд. В раздел 13 требования к системе противопожарной защиты. Большой объем коснулся этого раздела. Было уточнено, например, что трехкратный запас пенообразователя хранится именно на складе объекта. Уточнена расчетная площадь резервуаров для тушения. Уточнен способ применения комбинированного пожаротушения. Введено допущение применения одних и тех же стволов для подачи как пены как для тушения, так и для подачи воды на охлаждение. Введена возможность оснащения техническими комплексами резервуарного парка. Следующий слайд. Изменения коснулись также и приложения А, связанного с пенным пожаротушением. В нем был смещен акцент в сторону реализации комбинированного тушения. Это подача сверху, на слой жидкости и под слой. Актуализированы были таблицы А1 и А2 по нормативным интенсивностям подачи раствора пенообразователя. Они, в общем-то, там осовременены. Была введена альтернатива требованию организации двухтупиковых ответвлений от различных участков кольцевой сети. И исключено требование по ограничению сухотрубов длиной не более 250 метров, что, в общем-то, там позволяет учитывать современные вещи, связанные с тушением. Следующий слайд. Был также уточнен ряд пунктов по приложению Б, газовое пожаротушение в части обеспечения безопасности людей. В большом объеме было переработано приложение В по газопорошковым системам с учетом новых там веяний, как у них сейчас развиваются эти системы. И следующий слайд. Был уточнен ряд пунктов по приложению Г, связанного с расчетом импульсных установок пожаротушения, в части расчета количества раствора, хранящегося в автоматических установках, и требованиям к диаметру сухотрубов для их подачи. На слайдах представлен этот способ пожаротушения импульсными установками для подачи самостоятельной наполненной пены. И следующий докладчик будет более подробно расскажет про этот способ. Собственно говоря, доклад закончен. Спасибо, Дмитрий Вячеславович. Далее слово предоставляется Копылову Николаю Петровичу, главному научному сотруднику отдела специальных исследований ФГБУ ВНИИ по МЧС России. Особенности тушения пожаров в резервуарах с применением установок импульсного пожаротушения, самопенящейся газоаэрозолена наполненной пеной. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Доклад на слайде первом показан, название доклада. Но у меня такое есть предложение. У нас есть два варианта доклада. Один это видеофильм, в котором, вообще говоря, наиболее полно отражено и показано наглядно применение газонаполненной пены для тушения пожаров в резервуарах. И слайды есть. Но я предлагаю запустить видеофильм. Это будет более интересно и более живо. Здесь, пожалуйста, видеофильм запустите.
Петрович, слышно, да? У нас фильма нету, просим презентацию рассказать. Да, слышно, но я попросил видеофильм показать. Есть возможность запустить видеофильм? У коллег видеофильма нету, или вы сами можете запустить этот фильм? Ну, если видеофильма нет, тогда я прочитаю доклад. Уважаемые коллеги, топливно-энергетическая отрасль промышленности является для нашей страны одной из важнейших. И обеспечение ее безопасности, безаварийного функционирования – приоритетная задача государственного уровня. Склады нефти и нефтепродуктов – объекты повышенной опасности. И как показывает опыт современных региональных войн период Второй мировой войны, являются целью военных и терактов. В пожарных складах хранения нефти и нефтепродуктов носят затяжной характер, ведут к огромному экологическому ущербу. Часто сопровождается гибелью людей. Примеры тому крупнейший пожар на складах нефтепродуктов в Ханты-Мансийском национальном округе в 2009 году, на Украине в 2015 году, в Нижегородской области в 2017 году, и этот список может продолжить дальше. Вот на слайде 2 показано, кстати, эта информация. Как выглядит пожаротушение складов нефтяных продуктов на практике? Обычно используют две технологии тушения пожаров в резервуарах. Первое – это подача воздушной механической пены сверху на очаг горения с использованием пеногенераторов и пеноподъемников. И вторая – это подача пенообразователя через слой горючего на поверхность горячей жидкости. Резервуары емкостью более 10 тысяч кубических метров на практике практически не тушатся. А 5000-ники тушатся, что называется, через раз. Почему используем методы неэффективные? Основные причины неэффективности применяемых на складах нефтепродуктов способ тушения пожаров следующий. Это неустойчивость системной автоматики к взрыву. Более 90% пожаров начинается с взрыва. На слайде 2 показывает кривая зависимости взрыва от крови взрыва. Слайд 2. Следующий слайд. Следующий слайд, вот для нас. Второе. При разлившемся пожаре нагреваются стенки резервуара до высокой температуры. Слайд. Следующий. Четвертое. Вследствие этого у борта резервуар гореть продолжается длительное время. Третье. Пожар резервуара существенно трансформирует направление и скорость потоков. Слайд 5. В результате пена не попадает на поверхность горючего, а уносится конвективной колонкой вверх. Следующее. Температура продуктов горения в конвективной колонке имеет высокое значение. Слайд следующий. И пена разрушается. При последнем тушении раскрылся реверсионный слой, слайд 7. И пена упирается в реверсионный слой и не попадает на поверхность горячего резервуара. Более того, современные нефтепродукты содержат спирты, которые растворяют поступающую для тушения пену. Что делать? Слайд 9. 8, следующий слайд. Для тушения предлагается обеспечить устойчивость оборудования к взрыву, обеспечить большие расходы подачи ОТВ, обеспечить высокую скорость подачи и повысить эффективность огнетушащего вещества. Все это позволяет сделать новые технологии. Следующий слайд. Так называемый газораздольный пожаротушение. В предыдущем докладе говорилось о том, что приложение 155 СП введено приложение ГД, в котором эти технологии рекомендуются для применения для тушения пожаров в резервуарах. Так, новые методы пожаротушения. Газораздольная наполненная пена готовится без применения традиционных пеногенераторов и пеностволов, компрессоров и газовых баллонов для наполнения пены воздухом или каким-либо газом, чтобы обеспечить устойчивость к взрыву. Технология ее получения заключается в следующем. В емкость стальную или пластик выливается вода, в ней добавляют 3% пленкообразующих пенообразователя.
Емкость должна выдерживать давление не менее 7 атмосфер. Емкость составляет специальные пеналы, с которых сгорают топливные круглые шашки, которые дают газоразрыв. В результате генератора происходит воспламенение внутри емкости этих шашек и выделяет углекислый газ, СО2, азот, мелкие микронные частицы аэрозоля. При работе генератора происходит бормотаж смеси воды с пенообразователем. Давление емкости поднимается до 7 атмосфер. Следующий слайд. Газ аэрозоля растворяется, сортируется в растворе воды с пенообразователем. И при достижении давления 7 атмосфер прорывается мембрана, и смесь по трубе поступает в тушение пожара. При выходе из трубы без пеногенератора из-за перепада давления между смесью и атмосферным давлением происходит дисторция газа в смеси. Это аналогично открыванию бутылки с газированной водой. И образуется пена на несколько градусов. Градус 8-18. Пузырьки пены наполнены воздухом, содержащим кислород, а газ или СО2, N2. На поверхности пузырьков оседают мелкие аэрозоли. При разрушении пены, отстойка еще примерно 2 часа, образующий пенообразователь выпадает в осадок и покрывает пленкой очаг пожара. При тушении пожара реализуется пенное тушение, газовое тушение и газоаэрозольное тушение. Доказана эффективность. При выходе в высоком расходе гнетущего вещества на 700 литров в секунду и скорости выхода до 35 метров в секунду тушение пожара происходит за 30-90 секунд. Во всех проведенных натурных экспериментах на резервуарах 5000 кубических метров, 10 тысяч кубических метров и 20 тысяч кубических метров достигнут 100% результат тушения пожара. В настоящее время предлагаемые технологии тушения радиационной установки «Ураган», показаны на следующем слайде. Вот это, кстати, схема этой установки. И эта установка прошла опытную эксплуатацию на Иркутском полигоне нашего института. Экономический эффект внедрения технологий достаточно высок и составляет примерно 10-15 миллионов рублей. При этом 4% суммы строительства резервуара, как ошибаюсь, экономический эффект составляет примерно 1 миллиард рублей. И 10-15 миллионов рублей это или 4% стоимости, это стоимость установки газоаэрозольного пожарного тушения. Поэтому предлагается достаточно эффективно внедрять эту систему пожарного тушения, и нормативная база создана, техническая база создана, и мы надеемся, что эта технология обеспечит повышение противопожарной устойчивости резервуарных парков. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Николай Петрович. И у нас в этом блоке последнее выступление. Владимир Егорович Степанов, главный научный сотрудник ПКП СОРАН, доктор физико-математических наук, атомные термоэлектрические станции теплоснабжения типа Елена АМ для Арктики. Пожалуйста. Сегодня можно считать, что мирный атом в Арктику уже пришел. 2 года, второй год работает плавучая атомная станция академик Ломоносов в городе Певек. И эта станция дала большой толчок развитию добычи золота и других полезных ископаемых в Чукотском автономном округе. Планируется освоить Баимское месторождение нефти. Дело в том, что сейчас появились электромобили, в которых используется просто огромное количество меди. Поэтому во всем мире сейчас промышленность испытывает дефицит меди. И там планируется прибытие еще новых 4 плавучих атомных теплоэлектростанций на Чукотку. А у нас... Дальше, пожалуйста. Значит, в Арктике
отработали 50 лет РИТЭГи, радиоизотопные термоэлектрические генераторы. Это, значит, используется радиоактивный отход с Рон-90, который содержится в герметичном контейнере. Туда помещаются термоэлектрические контакты и вырабатывается количество электроэнергии, достаточное для автоматической работы метеостанций. Но эти РИТЭГи были очень безопасны, отработали очень хорошо, но по их поводу было очень много негатива, которые и РИТЭГами лет 15 занималось Министерство охраны природы Республики Саха-Якутия. Добивались их вывоза. Хотя большой опасности ни для окружающей среды, ни для людей они не представляли. И вот это очень хорошее, безопасное термоэлектричество было внедрено в практику Курчатовским институтом. Уже были начаты первые работы в 1975 году. И дальше, пожалуйста. Вот. Была создана установка «Гамма». Это термоэлектрическая установка. Она сейчас находится в рабочем состоянии, находится на территории Курчатовского института в городе Москва. Курчатовский институт нужным людям охотно показывает вот эту станцию. Значит, там имеется шахта глубиной 16 метров и имеется, значит, пространство в 1 метр вокруг станции, куда может спускаться оператор и выполнять обслуживание. Дальше, пожалуйста. Но вот эта станция трехконтурная. В первом контуре, значит, имеется энергетический уран-235, который выделяет тепло, и там оттуда выводится под высоким давлением горячая вода сверхчистой очистки. Значит, поскольку давление 300 атмосфер, там закипания не происходит, и вырабатывается термоэлектричество. А потом второй контур охлаждает саму станцию, и второй контур нагревает третий контур, откуда вода идет на отопление производственных и жилых помещений. Дальше, пожалуйста. Так, дальше, пожалуйста, слайд. Да. Ну вот информация. В 1990 году станция была практически подготовлена к строительству. Но наступил 91 год, перестройка, правление Бориса Николаевича Ельцина, а у нас Михаила Федоровича Николаева. И вот Верховный Совет Якутской Саха СССР, именно так в документе написано, приняло постановление и объявило территорию Якутии безъядерной зоной. То есть ядерное оружие должны были вывести из территории. Потом запрещалась добыча урана. Но сейчас правительство России, правительство Республики Саха делает вид, что ничего не было, хотя закон обратной силы не имеет. И, конечно, нашим депутатам, правительству следует заняться конкретно и подчистить старые грехи, дезавуировать этот вредоносный популистский закон. Но Курчатовский институт продолжал свою работу, и, значит, новые возможности были сделаны. Сейчас я вот... Ну, тут понятно, да, все читаемо. Значит, на этой станции можно сделать агрокомплекс вот с этими перечисленными возможностями. И новый проект Лена АМ отличается тем, что электрическая мощность как бы маловато, 400 киловатт, то есть 400 кипятильников по 1 киловатту.
Но зато тепловая мощность 400 мегаватт, которая может пойти на отопление производственного и жилищного комплекса. И эта станция взрыва безопасна, ни одной подвижной детали нету, поэтому она не ломается. И, конечно, в наших вузах города Якутска можно подготовить, имеются кадры теплоэнергетиков по электроснабжению, которых можно немножко подучить, и они успешно будут обслуживать эти станции. Вот это все ссылки, все данные у меня взяты из открытых источников, любой может проверить то, что я говорю. Значит, эта станция уникально дешевая получается по сравнению с другими типами атомных станций малой мощности у нас в России и за рубежом. Поэтому Курчатовский институт планирует сделать анализ совместно с Институтом физических проблем Севера для территории всего Блунского ЛУСа. Но ведь у нас есть много критических пунктов, например, Нижнеянск. Поселок Нижнеянск закрывать нельзя, там всего 250 человек осталось. Но 3 района снабжаются через этот поселок. Это наш Якутский Севастополь. Никак нельзя закрывать Нижнеянск. Вот для Нижнеянска это бы подошло. Все. Я, в принципе, все сказал. Спасибо за внимание. Спасибо. Сейчас перерыв, но попросили пока оставаться в зале, да, коллеги? Хотели что-то объявление сделать сейчас? Возьмите как-то. У нас следующий уже 17:30 только. И тема у нас другой блок. Поэтому какой сейчас план есть? Уважаемые участники, сейчас необходимо здесь, в зале, пока присутствовать, потому что глава будет выступать с другого зала, открытие в 17:00. По времени уже мы кофе, паузу не успеваем, но сделаем эту паузу попозже. А с какой период времени можно здесь сидеть? Я предлагаю, допустим, посмотреть видеоролик. Пока. Нет, до 17:30. Сейчас министр выступит и дальше продолжим. Никуда не переходим, здесь заслушивание министра будет отсюда. Так. Блок по формированию современной инновационно-образовательной среды в Арктике. Пожалуйста, слово Александру Николаевичу Быкову, заместителю начальника ГБУ службы спасения Республики Саха-Якутия, представителю ВНИИ по МЧС России, кандидат технических наук. Научно-технический аспект создания удаленного полигона по испытанию образцов пожаро-спасательной техники, снаряжений и технологий, предлагаемых к применению в условиях арктического климата. Спасибо. Уважаемый председатель, уважаемые присутствующие, тема доклада перед вами. В настоящее время перед единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации актуальным является решение ряда проблем, поднятых в рамках реализации проекта комплексной системы мониторинга, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арктической зоне Российской Федерации. В основном это базовые проблемы, связанные с техническим перевооружением сил, пожарно-спасательной техникой, снаряжением, созданием учебной и полигонной базы для подготовки личного состава к ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при продолжительном воздействии естественно низких температур, высокой ветровой и снеговой нагрузки. Прежде всего, это проблемы, связанные с техногенными пожарами. Обстановка с техногенными пожарами в высоких широтах более напряженная, чем в средней по стране.
Во многом этому способствует преобладающая застройка населенных пунктов домами в деревянном исполнении. Такие конструкции легко воспламеняются при более низких значениях температур окружающей среды. В настоящее время в строительном комплексе Российской Федерации находится на рассмотрении новое правило строительства, а также концепция многоэтажного домостроения в Арктике в деревянном исполнении из CLT-панелей, которые изготавливаются из хвойных пород деревьев. Древесина в Арктике является распространенным строительным материалом, который не требуется завозить в других регионах. Она лучше противостоит холодам, лучше, чем кирпич, сохраняет тепло. Однако вероятность риска высокой пожарной опасности в таком случае возрастает. Современные технологии пожаротушения не решат этой проблемы. Из сказанного со всей очевидностью возникает необходимость в огнезащите строительных материалов и конструкций. Требуется научный подход в решении проблемы предотвращения пожаров путем создания эффективных материалов и средств огнезащиты древесины, а также биологичных огнетушащих средств для условий низких температур и высокой ветровой нагрузки. Большое значение здесь имеет боевая одежда пожарного. Покрываясь льдом, боец теряет способность быстро действовать, что не только влияет на качество выполнения оперативно-тактических задач, но и зачастую угрожает его собственной жизни. В настоящее время учеными разрабатывается боевая одежда пожарных для северных регионов. Одежда отличает ГОСТ, однако нормативные требования к показателям теплофизических и водоотталкивающих свойств материала связаны только мерой качества изготовления и не могут быть использованы для оценки ее эксплуатационных свойств. Испытания, сопровождающие исследования при создании одежды пожарных, как правило, проводятся в лабораторных имитационных условиях и при поступлении в пожарное подразделение зачастую не всегда соответствуют заявленным параметрам. Здесь необходимы принципиально новые материалы для боевой одежды пожарного, исключающие промерзание и обледенение в условиях низких температур и высокой ветровой нагрузки. Одним из уязвимых мест в самом процессе пожаротушения является пожарный рукав. Учеными Республики Саха-Якутия в лабораторных условиях создаются полимерные материалы для пожарных рукавов в северном исполнении, которые не теряют своих свойств на морозе. Создаются уплотнители для насосно-рукавных систем. В данном случае видится необходимым ускоренный тип испытания таких разработок, принимая во внимание острую потребность в новейших образцах пожарно-технического оборудования в арктическом исполнении, а также новых технологий по предотвращению замерзания рукавных линий. Вызовом времени для арктической зоны является проблема эксплуатации магистральных нефтепроводов. В основе этой проблемы лежит холодоломкость стали с последующим хрупким ее разрушением. Проблема усиливается влиянием морозного пучения на трубы, в первую очередь в местах подводных переходов, что повышает риски гильотинного разрушения труб с последующим массовым попаданием нефти в русло арктических рек. При этом необходимо учитывать, что блокирование нефтяных пятен бонами и нейтрализация их сорбентами в зимнее время невозможно вследствие отсутствия доступа к зеркалу воды, закрытого ледяным покровом мощностью до 2 метров. Необходимо разрабатывать принципиально новые технологии локализации и ликвидации разливов нефти в условиях ледостава арктических рек. Самой сложной и, пожалуй, трудно решаемой проблемой является проблема транспортной доступности в Арктике. Только в зимний период возникает ограниченная способность осуществлять транспортные и иные перевозки по автозениту. Однако и здесь незамерзающие реки, озера, наледи, снеговые заносы становятся непреодолимой преградой для техники. В межсезонье автомобильное перемещение пожарно-спасательных сил и средств в Арктике невозможно, что накладывает существенные ограничения на возможности РСЧС. Проблемы проектирования и производства образцов техники, оборудования, снаряжения и технологий, предлагаемых к применению и эксплуатации в арктической зоне, требуют иных методических и организационных подходов. Использование традиционных критериев надежности, устойчивости технологий к воздействию низких температур не даст положительных результатов в связи с несоответствием методических подходов к реальным условиям среды.
В такой ситуации требуется не только комплекс натурных испытаний на заключительных стадиях создания образцов, но и совершенствование самих методик, расчетов и стандартов. Без научного сопровождения проблематики технического передвижения сил пожарно-спасательной техникой и снаряжением, пригодных для эксплуатации в экстремальных климатических условиях, невозможно достичь успешной практической реализации задач в этой области. Также необходимо четко осознавать, что пожарно-спасательной технике, создаваемой на базе шасси серийных грузовых автомобилей, дорога в Арктику закрыта. Для успешного решения проблемных вопросов предлагается в целях создания новых образцов многофункциональных пожарно-спасательных автомобилей в арктическом исполнении, имеющих незначительную массу при достаточной мощности, проходимости и максимальной доступности в ремонте, надежности и малой стоимости, возродить программу специализированного шасси на базе автомашины ЗИЛ-132Р с колесной формулой 6х6 с арочными шинами в качестве базовых шасси. Реализация программы целесообразно организовать в рамках двойного назначения. В целях разработки технологий, обеспечивающих всепогодный и круглогодичный режим доступности пожарных расчетов, спасательной техники в труднодоступной удаленной территории, приступить к проектированию и производству мобильной термоколеи, которая должна стать частью штатного оборудования пожарных. Извините, пожалуйста, Александр Павлович, нас попросили пока чуть-чуть прерваться на 2 минуты. Хорошо. Потому что сейчас уже включение будет прямое в 17:00, и потом мы продолжим. Хорошо. Извините за такую ситуацию, но вот нас попросили на 2 минуты пока сделать паузу. Спасибо за понимание.
Красная проверка. Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы начинаем межведомственное учение сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Безопасная Арктика-2023». Арктическая зона Российской Федерации имеет большое стратегическое значение. Ее ресурсный потенциал, а также логистические перспективы являются залогом развития российской экономики на десятилетия вперед. Мы должны быть готовы оперативно реагировать на любые угрозы и вызовы, которые могут возникнуть в этом регионе. В ходе учения на территории 9 субъектов силы различных министерств, ведомств, государственных корпораций и организаций, входящих в систему РС-ЧС, отработают 16 вводных, в основу которых положены наиболее характерные риски для арктического региона России. По результатам этой работы мы можем объективно оценить готовность сил к действию в условиях экстремального климата и труднодоступной местности и более эффективно выстраивать дальнейшую работу в интересах обеспечения безопасности Арктики. Прошу руководителей субъектов и начальников главных управлений МЧС России доложить о готовности к проведению учения. Желаю всем участникам учения успехов и выполнения поставленных задач. Учение «Безопасная Арктика-2023» объявляю открытым. Уважаемый Александр Вячеславович, органы управления, силы и средства Чукотской окружной подсистемы РСЧС проведению учения «Безопасная Арктика-2023» готовы. На территории Чукотского автономного округа пройдет 360 мероприятий деловой и просветительской направленности. Планируемый охват среди населения более 12 тысяч человек. Проблемных вопросов нет. Доклад закончен.
Товарищ министр Российской Федерации, силы и средства Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу проведению учения «Безопасная Арктика-2023» готовы. Спланирована отработка водной номер 15 с решением 3 опытно-исследовательских задач. В практической части учения задействовано 8 федеральных органов исполнительной власти, хозяйствующие субъекты с группировками свыше 250 человек, 50 единиц техники. Проблемных вопросов нет, доклад закончен. Спасибо, Валентин Николаевич. Доклад принял. Республика Саха-Якутия. Уважаемый Александр Вячеславович, органы управления силы и средства Якутской территориальной подсистемы РСЧС к проведению учения «Безопасная Арктика-2023» готовы. На территории Республики Саха-Якутия в рамках учения «Безопасная Арктика» прошли ряд мероприятий. Экспедиционные мероприятия «Север» рядом якутскими тропами Россоюз Спаса по маршруту Якутск-Батагай протяженностью маршрута 1252 км. Якутск-Среднеколымск, служба спасения Республики Саха-Якутия, протяженность маршрута 1900 км. Прошел ряд спортивных мероприятий, в том числе межрегиональный турнир по национальной борьбе «Хапсарай» с участием команд Сибири и Дальнего Востока, республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту среди детско-юношеских команд. Сегодня работает республиканский круглый стол на тему «Актуальные вопросы состояния и перспективы обеспечения безопасности системы жизнедеятельности в Арктике». 7 апреля планируются практические мероприятия по ликвидации розлива нефтепродуктов и тушению условного пожара на нефтебазе поселка Батагай Верхоянского района. Охват мероприятиями деловой и просветительской направленности составляет 22 тысячи человек. Проблемных вопросов нет. Доклад закончен. Уважаемый товарищ министр Российской Федерации, уважаемые участники учения, здравия желаю. Силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия при проведении учения «Безопасная Арктика-2023» готовы. Спланирована отработка вводной номер 14 с решением 5 опытно-исследовательских задач. В практической части учения задействованы 14 федеральных органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов Республики Саха-Якутия с группировкой свыше 150 человек, 36 единиц техники. Мероприятие по учению продолжаем. Доклад закончил. Доклад принял. Красноярский край, пожалуйста. Уважаемый Александр Вячеславович, по органу управления силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края к проведению учения «Безопасная Арктика-2023» готовы. Для нашего региона арктическая зона имеет особое значение. Ее площадь в границах Красноярского края превышает 1 миллион квадратных километров. Это более 46% всей площади региона и почти четверть, 23% арктической зоны России. Здесь находится одна из основных точек роста экономики края. Развитие этой территории относится к числу приоритетных направлений нашей работы. В ходе учения в Красноярском крае, помимо разработки специальных вводных задач, различными просветительскими мероприятиями будет охвачено 58 школ, дошкольных организаций и учреждений профтехобразования, а также одно высшее учебное заведение. В этих мероприятиях примут участие около 9 тысяч человек. Проблемных вопросов, связанных с организацией учения, нет. Доклад закончен. Товарищ министр Российской Федерации, силы и средства Главного управления МЧС России по Красноярскому краю проведение учения «Безопасная Арктика-2023» готовы. Спланирована отработка вводных номер 12 и 13 с решением 22 опытно-исследовательских задач. В практической части учения задействовано 13 органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов с группировкой свыше 470 человек и 60 единиц техники. Проблемных вопросов нет. Доклад закончен. Доклад принял. Спасибо большое. Ямало-Ненецкий автономный округ, пожалуйста. Уважаемый Александр Вячеславович, уважаемые коллеги, органы управления силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Ямало-Ненецкого автономного округа проведение учения «Безопасная Арктика-2023» готовы. На территории автономного округа пройдет более 300 мероприятий деловой и просветительской направленности.
Планируемый охват среди населения до 60 тысяч человек. Проблемных вопросов нет, доклад закончен. Уважаемый товарищ министр Российской Федерации, здравия желаю. Силы и средства Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу проведение учения «Безопасная Арктика-2023» готовы. Спланирована отработка водных 8, 9 и 10 с решением 8 опытно-исследовательских задач. В практической части учения задействовано 22 федеральных органа исполнительной власти и хозяйствующих субъектов с группировкой свыше 500 человек и 80 единиц техники. Уважаемый товарищ министр Российской Федерации, проблемных вопросов нет, доклад закончен. Уважаемый товарищ министр Российской Федерации, уважаемые коллеги, докладываю, что нахожусь в столице Ямало-Ненецкого автономного округа, в городе Салихард. Силы и средства Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу, региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведение учения готовы. Благодарю за внимание. Доклад принял. Большое спасибо. Республику Коми. Владимир Ильич Уйбов, пожалуйста. Уважаемый Александр Вячеславович, органы управления сил и средств Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведение учений «Безопасная Арктика-2023» готовы. На территории Республики Коми пройдет 26 мероприятий деловой и просветительской направленности по планируемый охват среди населения более 17 тысяч человек. Проблемных вопросов нет. Доклад закончен. Доклад принял. Уважаемый товарищ министр Российской Федерации, здравия желаю. Силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Коми на проведение учений «Безопасная Арктика-2023» готовы. Спланирована отработка водных номер 6, номер 7 и номер 16 с решением 18 опытно-исследовательских задач в практической части учения задействован 27 федеральных органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов с группировкой свыше 460 человек и 900 единиц техники. Уважаемый товарищ министр Российской Федерации, доклад закончен. Доклад принял. Спасибо большое. Спасибо. Ненецкий автономный округ. Уважаемый Александр Вячеславович, доброе утро. Органы управления силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Ненецкого автономного округа к проведению учений «Безопасная Арктика-2023» готовы. На территории округа запланированы мероприятия деловой и просветительской направленности. Практически будет охвачено все население нашего округа. Проблемных вопросов нет, доклад закончен. Юрий Васильевич, спасибо огромное. Я сам лично удостоверился, что у вас все готово. Спасибо. Михаил Сергеевич, вам слово. Товарищ министр Российской Федерации, силы и средства Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу проведение учения «Безопасная Арктика-2023» готовы. Спланирована отработка водных номер 5 и номер 6 с решением 11 опытно-исследовательских задач. В практической части учений задействовано 17 федеральных органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов с группировкой свыше 200 человек и 35 единиц техники. Проблемных вопросов нет, доклад окончен. Доклад принял. Архангельская область. Александр Николаевич, вам слово, пожалуйста. Уважаемый Александр Вячеславович, на территории Архангельской области в рамках учения «Безопасная Арктика» отрабатывается вводная на тему ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с утечкой аварийно-химически опасных веществ на территории потенциально опасного объекта и угрозой химического заражения на территории города Новодвинск. Объекты проведения практических мероприятий готовы к выполнению задания. Всего в практической части учения задействовано 293 человека личного состава и 58 единиц техники из числа сил и средств с территориальной подсистемы РСЧС Архангельской области. В рамках недели безопасности с 3 по 7 апреля Главным управлением МЧС России по Архангельской области совместно с правительством области, местного самоуправления, образовательными учреждениями для учащихся организовано проведение 287 открытых уроков, мастер-классов
платных занятий и конкурсов на противопожарную тематику, а также проведено 24 экскурсии пожарно-спасательных подразделений. В мероприятиях участвуют 277 учреждений образования. Во всех образовательных учреждениях в рамках учения запланированы тренировки с эвакуацией учащихся. На территории города Новоармянска состоится выставка пожарно-спасательной техники, применяемой в арктической зоне. Кроме того, пройдут показательные выступления по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и спуску и спасению пострадавших с высоты. Завершится неделя безопасности подведением итогов, а также награждением призеров и победителей конкурса. Спасибо, у меня все. Уважаемый товарищ министр Российской Федерации, докладывает начальник Главного управления МЧС России по Архангельской области майор Бахотов Шамилин Архип Кадирович. Здравия желаю. Силы и средства Главного управления МЧС России по Архангельской области для проведения учений «Безопасная Арктика 2023» готовы. Спланирована отработка вводной номер 2 с решением 6 опытно-исследовательских задач. В практической части учения задействовано 10 федеральных органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов группировкой свыше 290 человек и 58 единиц техники. Проблемных вопросов нет. Доклад закончил. Спасибо за внимание. Доклад принял. Большое спасибо. Республика Карелия, пожалуйста. Уважаемый Александр Вячеславович, органы управления силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Костомукского городского округа к проведению учения «Безопасная Арктика-2023» готовы. На территории округа пройдет 20 мероприятий деловой и просветительской направленности. Планируемый охват среди населения свыше 18 тысяч человек. Проблемных вопросов нет, доклад закончен. Уважаемый товарищ министр Российской Федерации, здравия желаю. Силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Карелия к проведению учения «Безопасная Арктика-2023» готовы. Спланирована отработка вводной номер 1 с решением 16 опытно-исследовательских задач. В практической части учений задействовано 7 федеральных органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов с группировкой свыше 300 человек и 50 единиц техники. Проблемных вопросов нет, доклад закончен. Спасибо большое, доклад принял. Мурманская область, Андрей Владимирович Иванков, пожалуйста. Уважаемый Вячеславович, во-первых, я приветствую личное открытие учения «Безопасная Арктика 2023». Арктическая зона Российской Федерации, с учетом тех решений, которые очень активно развиваются, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Только на территории Мурманской области мы сегодня посетим глобальное производство плавучих заводов по сжижению газа, которых это уникальное производство, такого в мире нет. Строится новый, первый со времен Советского Союза в Мурманской области порт с активной стадией строительства, новая железная дорога на западный берег и разрабатываются новые месторождения. Конечно, вот эти проекты, они требуют повышения уровня безопасности, и для нас принципиально важно, что вы, как руководитель МЧС, вся команда обращает особое внимание на безопасность арктической зоны. Поэтому мы за это благодарны. В прошлом году мы отработали взаимодействие с системой, плотом со всеми службами, со всеми органами правопорядка, которые есть на первых учениях. Ледокольный флот базируется также на территории Мурманска. Мурманск у нас базовый для всех путей, и я считаю, что уверен, что те учения, которые сегодня пройдут, они позволят еще чуть работать все нужные риски, связанные с возникновением техногенных аварий и катастроф. Что касается нашей готовности, то органы управления, силы и средства территориальной подсистемы сейчас в Мурманской области, они полностью готовы. Помимо тех мероприятий, которые спланированы, пройдут сегодня здесь, еще запланировано 14 мероприятий деловой просветительской активности, охват более 15 тысяч человек, включая наших детишек. Это тоже важно, коллеги об этом говорили, поэтому проблемных вопросов нет. И еще раз рассчитываю, что сегодняшнее учение, благодаря серьезной подготовке, они позволят максимально отработать все риски и опасные моменты. Спасибо вам огромное еще раз за личное участие. Спасибо большое. Спасибо. Руслан Ильич. Уважаемый товарищ министр Российской Федерации, силы и средства
Главного управления МЧС России по Мурманской области к учению «Безопасная Арктика-2023» готовы. Спланирована отработка 2 вводных с решением 23 опытно-исследовательских задач. В практической части учения примут участие 17 федеральных органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов, более 1000 человек личностного состава и 167 единиц техники. Проблемных вопросов нет. Доклад закончен. Спасибо большое. Доклад принял. Акватория Северного морского пути. Леонид Александрович, вам слово. Уважаемый Александр Вячеславович, гости совещания, рад приветствовать вас на территории атомного ледокольного флота, предприятия. Докладываю, силы и средства, участвующие в акватории Северного морского пути, готовы к участию и к проведению учений. Аварийно-спасательная группировка, находящаяся в акватории Северного пути в порту Совет, также готова к участию. И силы и средства, находящиеся на предприятии, без проблем подготовлены. Доклад закончил исполняющий обязанности генерального директора Юрий Александрович. Спасибо. Спасибо. Доклад принял. Леонид Александрович, спасибо большое. Коллеги, приступим. Пойдемте работать. Спасибо большое. Спасибо. Пойдемте работать. Коллеги, коротко доведу по следующему. Значит, на 15. Коллеги, продолжим работу. Александр Николаевич, вы как бы продолжите свой доклад. Я, конечно, извиняюсь, что это повторно. Так. В целях разработки технологий, обеспечивающих всепогодный и круглогодичный режим доступности пожарных расчетов, спасателей и техники в труднодоступные удаленные районы территории арктической зоны, предлагается приступить к проектированию, производству мобильной термоколеи, которая должна стать частью штатного оборудования пожарных и спасательных формирований, обеспечивающую всесезонное перемещение техники с различной массой. Это абсолютно новое направление в проектировании и создании конструкций, обеспечивающих высокую транспортную доступность и безопасность в условиях Арктики с использованием технологий, в основе которых лежат тепломассообменные процессы. В целях проведения рациональной научно-технической политики в области разработки и адаптации аварийно-спасательной техники и технологий к условиям Арктики рекомендуется создать удаленный экспериментальный испытательный полигон на территории Республики Саха-Якутия для условий Арктики и субарктики. Снижение непроизводительных сил, связанных с неприспособленностью техники, материалов к условиям Арктики, может быть достигнуто исключительно на основе испытаний и совершенствования отечественных технологических решений в естественной среде. В условиях закрытия доступа к зарубежным полигонам многие ведомства, компании в России будут иметь возможность заключать договоры на испытания и доводку своей продукции на единственном в России полигоне в Якутии. В настоящее время в МЧС России успешно применен и реализован комплексный подход в создании учебно-тренировочного испытательного полигона на базе Оренбургского филиала в НИИПО МЧС России, основанного на проведении научных исследований, экспериментальной отработки, испытаний при доводке приемки в эксплуатацию инновационных образцов специальных пожаротехнических средств, вооружения, с включением в этот процесс элементов профессиональной подготовки спасателей для условий Урала, Поволжья и Западной Сибири. Это в разы сокращает время и затраты на доработку, внедрение сложных систем и профессиональное обучение управления ими на достижение необходимого качества деятельности операторов систем человек-машина.
Принимая во внимание тенденции развития инновационной техники с применением искусственного интеллекта, данный подход становится более чем актуальным. Пример создания Оренбургского филиала показал эффективность и выгодность организации региональных испытательных полигонов для проведения рациональной научно-технической политики с учетом специфических природных особенностей. Реализация проекта удаленного экспериментального испытательного полигона на территории Республики Саха-Якутия создаст условия для вовлечения регионального научного потенциала, накопившего уникальный объем знаний в решении вопросов адаптации техник и конструкций, пригодных к эксплуатации в экстремальных климатических условиях. Новому подходу присуща структурированность в рамках главной цели – повышения уровня защищенности населения и территории Арктики. Доклад закончен. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Александр Николаевич. Следующее выступление Ольга Александровна Амосова, Якутский научный центр, Институт проблем нефти и газа СОРАН, кандидат технических наук, способ сварки полиэтиленовых труб при низких температурах окружающей среды, позволяющий сократить сроки ремонтно-восстановительных работ. Добрый день, я представляю Институт проблем нефти и газа, лабораторию климатических испытаний. Наша лаборатория уже давно работает над изучением тепловых процессов при сварке полиэтиленовых труб и по теме разработки новых технологий. Как известно, в Республике Саха-Якутия полиэтиленовые газопроводы применяются уже примерно около 17 лет на отдельных участках в Хангаласском, Мегино-Хангаласском, Намском, Илюйском и других районах. По данным Сахатранснефтегаза, протяженность полиэтиленовых газопроводов составляет всего 2%. Но в планах развития газификации и газификации южных районов Якутии на 2023-2024 годы планируется строительство полиэтиленовых газопроводов. Существует несколько способов сварки полиэтиленовых труб. В докладе мы рассмотрим сварку полиэтиленовых труб деталями с закладным нагревателем. Сварка полиэтиленовых труб муфтой с закладным нагревателем осуществляется на специальном сварочном аппарате и муфтой. Внутри муфты заложена спираль, на которую подается сварочное напряжение. В результате этого поверхности трубы и муфты оплавляются и образуются прочное неразъемное соединение. Как известно, в нашей республике большую часть года температура воздуха составляет ниже минус 15 градусов. Поэтому, согласно нормативным документам, сварку полиэтиленовых труб можно проводить до температуры минус 15 градусов. Но при температуре ниже минус 15 сварку рекомендуется проводить в специальных отапливаемых укрытиях, которые устанавливаются на месте либо аварии, либо строительства газопровода. Но проведение сварки в таких укрытиях связано с большими энергозатратами и длительной подготовкой. Сперва ставится палатка, затем нагревается воздух в палатке и термостатируются не только трубы, но и сама муфта тоже. Это может занимать в зависимости от диаметра труб до 16 часов. Поэтому в нашей лаборатории был предложен оперативный способ сварки полиэтиленовых труб, который основан на основной идее — это сближение тепловых процессов как при допустимых температурах, так и при низких температурах. Мы рассчитываем температурные поля при сварке с помощью математического моделирования и определяем параметры, которые должны быть при сварке при низких температурах. Температурное поле при сварке мы определяем решением уравнения теплопроводности в цилиндрических координатах. Данная модель решалась методом конечных элементов на доступном пакете Phoenix. Для проверки адекватности предложенной математической модели были сопоставлены расчетные и экспериментальные данные. Как показало сопоставление, мы видим, что наша модель вполне адекватно описывает тепловые процессы при сварке. Способ сварки, предложенный в нашей лаборатории, состоит из следующих этапов. Перед основным этапом сварки производится предварительный подогрев. В этом случае на спираль самой муфты подается некоторое напряжение, в результате чего стенка трубы и муфты подогревается до необходимой температуры.
Затем производится выравнивание для того, чтобы температурное поле в свариваемой зоне стало однородным. И затем уже производится сварка стандартная, как при допустимых температурах. Чтобы снизить темп охлаждения при низких температурах, у нас предусмотрено управляемое охлаждение. А в этом случае мы на спирали муфты подаем то же напряжение, которое изменяется по времени по определенному закону. Как показали расчеты, применение предварительного подогрева и выравнивание температур способствует равномерному распределению в зоне сварки, и мы можем произвести сварку. Здесь показаны температурные поля после сварки при допустимых температурах и при низких температурах. Как мы видим, температурное поле становится объем расплава при низких температурах по применению нашей технологии соразмерен объему расплава, полученного при допустимых температурах. Было определен закон изменения мощности при охлаждении. Он показан на этом слайде. И при таком управляемом охлаждении мы добиваемся также изменения скорости охлаждения. Здесь мы видим, что показаны термограммы при некоторые моменты охлаждения, и видим, что темп охлаждения замедляется, и он становится идентичен темпу охлаждения, как при допустимых температурах. На данный способ сварки у нас получен патент в Российской Федерации. В 2021 году мы заключили договор с компанией «Эдопласт». В результате этого договора этот патент был передан по лицензионному соглашению. И по итогам этого договора был создан прототип сварочного аппарата, на котором осуществлена, реализована наша предлагаемая технология. Особенности аппарата, что он может работать при температурах от минус 50 до плюс 45 градусов. Прототип помещен в противоударный кейс и управляется смартфоном. Так, здесь его показаны основные характеристики. Оператор с помощью смартфона, на котором установлено специальное оборудование, приложение, управляет сварочным аппаратом. Аппарат работает полностью в автоматическом режиме. Оператор сканирует штрих-код, который нанесен на муфту. С помощью штрих-кода сварочный аппарат сразу выстраивает автоматический режим предварительного подогрева, продолжительность выравнивания, сварку и управляемое охлаждение. Все этапы идут автоматически, то есть стоит один раз сканировать штрих-код, и аппарат полностью производит сварку в автоматическом режиме. Результаты испытаний сварных соединений, выполненных при низких температурах на нашем разработанном сварочном аппарате, показали, что максимальная нагрузка соответствует нагрузке образцов, полученных при допустимой температуре. Предлагаемый способ сварки позволяет сократить время на ремонтно-восстановительные работы при низких температурах, например, для трубы 110 мм, с 3 часов до 50 минут. При более больших диаметрах может время сократиться с 16 часов до 2-3 часов в зависимости от типа размера трубы. У меня все, спасибо. Спасибо большое. Так, Николай Викторович Шадринов, заместитель директора Якутского научного центра Института проблем нефти и газа СОРАН. Тема выступления: проблемы эксплуатации резиново-технических изделий в условиях холодного климата Российской Федерации и разработки ИПНГ СОРАН. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Ну, как вы заметили, сегодня прозвучало несколько докладов по нефти и газа, по тематике нефти и газа, но дело в том, что наш институт также занимается полимерным материаловедением. И мой доклад будет посвящен полимерам, в частности резинотехническим изделиям, и как они себя ведут при эксплуатации в условиях севера. Да, ну, необходимо отметить, что наиболее деструктивные факторы для всех полимеров являются, ну, конечно же, это температура. В Якутии, несмотря на то, что есть и другие регионы арктического и субарктического пояса, в Якутии температуры действительно аномальные. Таких температур больше нету нигде, ну, где люди проживают массово. И если
Так, ну и следующий деструктивный фактор, который сильно влияет на работоспособность полимерных материалов, это ультрафиолет. Вот мало кто знает, но в Якутии очень высокий ультрафиолет. То есть ультрафиолетовое излучение на уровне вот, в центральной части Якутии и во многих северных районах находится на уровне южных регионов и южных стран. Так, что касается резинотехнических изделий, то все мы хорошо знаем, что после зимы необходимо всю резинотехнические изделия надо менять, потому что они выходят из строя. Ну, это все мы хорошо знаем. Сальники, манжеты, уплотнения, пыльники и так далее. Основная проблема встречается вот именно с РТИ, резинотехническими изделиями, которые работают в контакте с углеводородной средой. Это бензин, масла, смазки и так далее. Почему это происходит? Это происходит потому, что, во-первых, как правило, такие резины делаются на основе масляных застойких каучуков. Но, как правило, у таких каучуков очень, не очень хорошая морозостойкость, не соответствует тем требованиям, которые должны быть, которым должны соответствовать материалы, которые используются у нас. Это определяется температурой стеклования, так называемой резины. То есть резина при наших температурах переходит в стеклообразное состояние. Ну и для того, чтобы увеличить морозостойкость, как правило, добавляют большое количество пластификатора. Пластификатор действительно помогает увеличить морозостойкость, но, как правило, когда мы начинаем использовать, в течение 1 месяца пластификатор полностью, как говорят резинщики, вымывается. Но 90% может уйти просто из резины. Это связано с процессами диффузии. Так, это мы называем процессом вымывания. Серьезная проблема есть с гидроцилиндрами. Почему у нас техника зимой не работает? Ниже минус 40 у нас техника не работает, спецтехника не работает, краны не работают, автокраны не работают. Потому что у них гидравлическая система гидроцилиндров не работает, потому что уплотнение не выдерживает. Как я уже сказал, резина переходит в стеклообразное состояние. Как только переход происходит, теряется эластичность. При потере эластичности резина теряет уплотняющую способность. И начинаются вот такие вот проблемы. Начинает вытекать жидкость, рабочая среда, соответственно, компрессии нет, система уже не работает. Следующая проблема, достаточно серьезная проблема, которая совместно с гидроцилиндрами идет, это РВД, рукава высокого давления. Ну, все вы знаете, вот трактора, техника подсоединяется, гидроцилиндры подсоединяются через РВД. РВД – это многослойный такой композитный материал, который состоит из нескольких слоев. Как правило, внутренний слой опять-таки делается из масляной застойкой агрессивной резины. И мы уже знаем, что морозостойкости не хватает. И еще плюс к этому РВД все время работает в движении, то есть в динамике. В застеклованном состоянии резину, если дернуть, то резина начинает трескаться. Когда начинаются вот такие микроразрывы, трески, то внутренняя жидкость вытекает и контактирует с внешним слоем, который внешний слой, как правило, делается из износостойкой, морозостойкой резины. Это называется каучуки общего назначения. Они действительно морозостойкие и так далее, атмосферостойкие, но они не работают в контакте с углеводородной средой. И когда вот контакт происходит, они начинают терять свои функции. Начинается деструкция вплоть до разрыва полимерной цепи. Это все приводит к тому, что у нас техника зимой выходит из строя. Действительно, это серьезная проблема на самом деле, потому что анализ показывает, что выход из строя, до 30% выхода из строя техники в зимний период времени, это еще в 70-80-х годах установили, оно связано именно с разрушением резинотехнических изделий. Еще другая проблема есть с запорными арматурами. Запорная арматура действительно бывает разная, очень много разновидностей, в том числе работающие и на улице. Они могут перекачивать не только теплую горячую воду, горячего холодного водоснабжения, там еще могут быть и
нефтепроводы, газопроводы и так далее. То есть некоторая часть резины делается опять-таки из маслобензостойкой резины, соответственно, все эти проблемы описаны, они здесь тоже присутствуют. Но здесь свои еще специфические особенности есть. В основном требования высокие бывают по термостойкости, потому что горячая вода, там температура уже должна быть, материал должен обеспечивать работу еще до 150 градусов. Там, соответственно, другие каучуки используются. Так, теперь, что касается возможности Института управления нефти и газа в данной области, у нас по резинам достаточно на хорошем уровне проводится работа, полностью весь спектр исследований мы проводим. Здесь надо отметить, что ИПНГ, Институт управления нефти и газа, является правопреемником Института неметаллических материалов. И с 70-х годов в ИНМ, в Институте неметаллических материалов, но тогда еще группа авиатранспорта, это и Физтех, разрабатывались и исследовались, в первую очередь исследовались морозостойкие материалы, устройства, детали конструкции и так далее. И все эти работы, они продолжаются, развиваются теперь в Институте управления нефти и газа. По материалам я здесь сильно рассказывать не буду. Здесь мы в основном работаем с композитными материалами. То есть это берется полимерная матрица, мы работаем с наиболее морозостойкими, если это эластомеры, то с наиболее морозостойкими каучуками и используем различные способы, а также наполнители. При этом мы получаем композиционные материалы. Все эти композиты мы делаем в зависимости от назначения, где они будут использоваться. По лабораторным испытаниям я сказал, что наш институт полностью оснащен оборудованием. Мы проводим исследования, начиная со структуры и заканчивая уже стендовыми опытно-промышленными испытаниями. Основная особенность наших работ заключается в проведении климатических испытаний. То есть все наши разработки, они проходят климатические испытания. У нас в институте на Автодорожной 720 есть климатический полигон, где круглогодично мы выставляем образцы в свободном, а также напряженном состоянии. Напряженное состояние позволяет имитировать те нагрузки, которые испытывает материал, устройство, либо деталь конструкции в условиях эксплуатации. Можем имитировать на релаксацию, можем на растяжение, изгиб, сжатие, скручивание и так далее. Абсолютно разные виды нагрузки. Это позволяет прогнозировать свойства на определенный срок, а также определять их работоспособность. Извините, а каковы ваши новые результаты? Давайте я дойду до этого. Так, что касается опытно-промышленного внедрения, у нас есть резинотехнический участок, и мы работаем практически со всеми промышленными предприятиями. Здесь я прошу прощения, по части научных разработок я рассказывать не буду, потому что здесь публика, наверное, я посчитал, что здесь неинтересно будет. Николай Николаевич, да, продолжайте тему, которую вы подготовили. Хорошо, спасибо. Вопросы чуть позже. Хорошо, спасибо. Так, что касается внедрения проблем. Например, в Туймада-нефть есть такая проблема, что цистерны, которые подвозят топливо, это нефть, бензин, там, дизельное топливо, они сливаются в огромные цистерны. И здесь постоянно есть проблема с уплотнением, которое работает на улице. Подвоз проходит круглый год, и, соответственно, уплотнения должны все выдерживать. До последних года 3 тому назад они к нам обратились, и до этого они использовали импортные образцы, импортные уплотнения. В России таких практически не производится. Есть некоторые российские аналоги, но они, как правило, не выдерживают наших морозов. Мы для них разработали рецептуру, сделали изделия, изготовили, они довольны, каждый год обращаются, и мы для них делаем определенную партию ежегодно. С Саханефтегазбытом мы много работаем на протяжении многих лет. Мы для них разрабатывали состав канистр, в которых они доставляют топливо в труднодоступные удаленные регионы. Каждая канистра имеет две крышки, клапан, и все эти уплотнения тоже делаем мы на ежегодной основе. Так, для авиакомпании «Якутия» мы делали уплотнение для аэродромного тягача «Дуглас».
для топливной рампы данной машины. Мы делали уплотнение, например, для Сахагаз-сервис, это счетчики расходометра сжиженного природного газа, тоже стоят, нареканий не было. С компанией «Алоса» много работаем. Мы с ними, во-первых, мы им поставляем резиновое сырье, на котором они делают на своих ремонтных мастерских, изготавливают резинотехнические изделия на нашем сырье. И плюс к этому мы еще делаем для них некоторые часть уплотнений. Сахэнерго тоже, в принципе, работает. Я заканчиваю. Ну и буквально в конце хочу сказать, вот сегодня в пленарной части там говорили, что многие иностранные государства не понимают, с чем имеют дело, когда говорят об Арктике, да, вот по технике и так далее. На самом деле по части техники это абсолютно не так, потому что технику они давно уже оснащают. Например, Китай, ну Америка, это, конечно, даже это понятно, у них техника хорошая, они давно работают, да, в арктических шельфах и так далее. А Китай, например, они тоже давно уже модифицируют свою технику именно в арктическом исполнении. И мы с ними работали по разработке уплотнительных материалов для гидроцилиндров техники, которая будет работать, планировалось использовать в условиях севера. Так, у меня все. Спасибо. Спасибо за внимание. Владимир Дмитриевич Тимофеев, исполняющий обязанности заведующий кафедрой техносферной безопасности СФУ имени Максима Кировича Амосова, кандидат технических наук. Перспективы создания испытательных, учебно-тренировочных, пожаро-спасательных полигонов в Арктике. Пожалуйста. Добрый вечер, участники круглого стола. Сегодня я выступаю по двум вопросам. Первый вопрос, он будет касаться именно создания полигонов для студентов, для проведения тренировок, для проведения соревнований по пожарно-спасательному спорту. Наши студенты, они студенты Северо-Восточного федерального университета, кафедры техносферной безопасности, они обучаются по направлениям защиты в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, да, вот, и эти студенты, они активно принимают участие на тренировочных мероприятиях, на соревнованиях республиканского уровня, да, и завоевывают различные места, да, и этот вид спорта для наших студентов имеет особое значение, потому что те, кто поступает в наше направление, они хотят в будущем работать в структуре МЧС. И, конечно, для того, чтобы быть хорошим профессионалом своего дела, по пожарному делу, по спасателям, да, по спасательным службам, нужно иметь определенные навыки. И к нам поступают ребята очень такие спортивные, подготовленные ребята, да, и этот вид спорта, он является для них как бы ступенькой в освоении профессии. И этот вид спорта, он у нас культивируется уже, ну, как были приняты студенты по защите в чрезвычайных ситуациях, это в середине 2000-х годов. И традиции у нас достаточно хорошие, но, конечно, тут есть небольшие проблемы. Для того, чтобы принимать участие на соревнованиях, да, мы вынуждены ходить на тренировочные сборы в полигон на Ваганском тракте. Да? И, конечно, эта структура, этот полигон является собственностью МЧС, Главного управления МЧС России. И, конечно, это другое ведомство, так? Но всегда нам Главное управление идет навстречу и помогает, то есть предоставляет возможность тренироваться, ну и привлекает на соревнования. Но в будущем мы хотим именно, и не то что хотим, предлагаем руководству нашего университета, руководству, может быть, республики, да, для освоения вот этого вида спорта. Этот вид спорта, еще раз повторяю, он
дает возможность нашим студентам найти достойную работу. Ну и еще есть такие факты, что когда наши студенты завоевывают призовые места, они могут получить спортивные разряды. И этот, как сказать, опыт такой, да, спортивный опыт, им позволяет им хорошо устроиться в структуре МЧС. И это как раз ступенька для карьеры. И вот для нашего университета было бы в будущем организовать свой полигон. Так? Но у нас, конечно, климатические условия не позволяют круглогодично заниматься на улице. Да? Конечно, вот, когда будет проходить реконструкция спортивного комплекса «Юность», мы предлагаем, чтобы там построить башню. Башню именно которая позволяла бы проводить вот эти тренировки и проводить соревнования. Да? Потому что этот вид спорта, он очень перспективный и, наверное, будет развиваться, да? И, возможно, даст он такой толчок именно развитию наших студентов по этому направлению. Вот. Мы для того, чтобы вот развивать этот вид спорта, разработали факультатив. И в этом году, в этом учебном семестре, и это было впервые на нашей кафедре, и уже записались 15 человек, это на постоянной основе, они ходят на занятия еженедельно, да, и работают с тренером. Ну, это, конечно, будет их повышать навыки, будет повышать, соответственно, их возможности для достижения успеха, для достижения хороших результатов. Может быть, не только в республиканском уровне, но в окружных соревнованиях можно участвовать, и российских можно участвовать в соревнованиях. И поэтому здесь нам нужна поддержка от главного управления, чтобы тут оказали помощь именно в организации, в строительстве нашего, в будущем полигона на базе нашего университета. Вот у нас в итоге есть своя экипировка, которую мы приобрели, да, и это все позволяет успешно нашим ребятам. Вот предложение проектировать и строительство специального полигона на базе нашего университета. Следующий вопрос у меня касается именно учебного процесса. У нас в бакалавриате и в магистратуре есть профили пожарная безопасность, есть в магистратуре управление пожарной безопасностью. Здесь наши студенты осваивают именно в соответствии с профессиональным стандартам специалист по противопожарной пропаганде. Поступая абитуриент на нашу специальность, он всегда думает, что если он поступит на наши профили, он автоматически станет работником МЧС. Они так и говорят, да? Но это, конечно, немножко мы вводим в заблуждение абитуриентов, мы готовим именно инженеров по противопожарной профилактике, по пожарной безопасности. Да? Но, конечно, вот вы здесь на слайде видите, что этот профессиональный стандарт позволяет получить профессии по пожарной безопасности. Да? И, соответственно, это не автоматически говорит о том, что он может работать в структуре МЧС. Но все-таки вот этот профессиональный стандарт позволяет нашим выпускникам приходить в главное управление, подавать свое резюме, и они их берут, потому что это одно из, так сказать, направлений, близких пожарной безопасности, пожарной охране, да? И вот это направление, оно перспективное, и по ней мы выпускаем специалистов. Ну, конечно, они не все работают в главном управлении, не в пожарной охране, да, то есть есть потребность именно в этих специалистах на предприятиях, да?
на предприятиях обязательно, где свыше 50 человек работает, там должен работать инженер по пожарной безопасности. И вот это требование юридические лица нашей республики фактически не выполняют. Потому что специалистами по пожарной безопасности, ну это в реальности, да, становится любой инженер фактически, да, но они говорят, по остаточному принципу принимают на эту работу. Так? Может быть, он по своей профессии не очень хороший, но его отправляют в пожарную безопасность, как бы заполняя. Это неправильно. И поэтому здесь, наверное, главному управлению надо контролировать именно, насколько выполняются требования этого профессионального стандарта в организации на предприятиях. И продолжение этого вопроса, да, учитывая, что есть потребность именно в сотрудниках пожарной охраны, существует профессиональный стандарт, специалист по организации тушения пожаров. И этот профессиональный стандарт, он является уже непосредственно конкретным требованием для сотрудника пожарной охраны. У нас в пожарной охране республики, помимо отрядов Федеральной противопожарной службы, работает еще Государственная противопожарная служба Республики Саха-Якутия. Это региональная пожарная служба, да, противопожарная служба. И вот в этих службах потребность специалистов по пожарной охране достаточно велика. Вот если Государственная противопожарная служба республики работает порядка 4000 человек, из них специальное образование, специальную подготовку имеют считанные проценты. То есть там работают непрофессионалы. Это не как сказать там в критику, да, но это вынужденно там принимаются такие люди. Потому что в республике у нас нет учебного заведения, которое готовит именно для пожарной охраны, это учебное заведение. И здесь и для Федеральной противопожарной службы то же самое, так? Фактически, поэтому у нас есть предложение, да, вот именно, чтобы заполнить вот эти должности, мы можем подготовить, наш университет на базе нашей кафедры, мы можем наладить выпуск таких специалистов, именно которые соответствуют профессиональному стандарту специалист по пожаротушению. И почему это такая возможность есть? Потому что, когда мы обучаем существующих бакалавриат и магистратуру, да, мы большую часть дисциплин отводим именно по пожарной охране. То есть есть дисциплина пожарная тактика, есть дисциплина пожарная техника, да, и поэтому ребята из нас более-менее выходят готовленные по пожарной охране. И вот это, да, уже надо уже доводить до логического конца, и поэтому мы предлагаем, да, чтобы Главное управление МЧС, да, то есть оно вышло с инициативой федерального органа государственной власти, чтобы подать заявку на КЦП, контрольные цифры приема именно по этому направлению. Тогда мы бы могли совместно с университетом, да, совместно со специалистами по пожарной охране наладить подготовку таких специалистов. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Так, и завершающее выступление Денис Викторович Шахтарин, ООО «Камилла», расскажет о огнесдерживающем средстве антиперения F451 «Защитник». Добрый вечер. Повезло сегодня выступать последним. Если у вас хватит терпения, мы помимо презентации еще посмотрим ролик, который немножко внесет разнообразие в доклады, я надеюсь. Да, спасибо за напоминание.
На этом слайде мы видим пожары 2021 года, я имею в виду лесные пожары, которые явились частью большей глобальной картины. В целом в мире за последние 20 лет затронуто пожарами больше 300 миллионов гектаров, это примерно площадь Южной Америки. И такая картина будет только усугубляться, судя по текущей тенденции. Если рассмотреть небольшой статистический срез данных от Министерства экологии, то количество лесных пожаров в многолетней динамике растет и прямо коррелирует с погодными условиями. Но если рассмотреть приближенно за последние 5 лет, можно увидеть интересную деталь. 2018 и 2021 годы характеризовались большими площадями пожаров в соотношении к их количеству. Но при этом мероприятий по тушению, например, в 2021 году по итогу сезона было значительное количество, что тем не менее не изменило картину, как это было в 2019 и 2020 годах. Помимо погодных факторов, причина кроется в оперативности тушения и ликвидации в первые золотые сутки, что видно на графах в правом нижнем углу. Как видите, в 2019 году при достаточно высоком количестве пожаров площадь огня была практически в 2 раза меньше, чем в соседнем 2000-м. Ну а 21-й под прессингом сухого лета и низкой оперативности тушения вовсе оказался катастрофическим. Если мы рассмотрим данные по Тюменской области того же года, мы увидим, что ключевым, естественно, ключевым фактором оперативности является его время обнаружения. Ну и действующая система дистанционного спутникового мониторинга, она позволяет получить более достоверную картину. Ну и вот посмотрите, видно, что за первые 7 дней, когда сводки Земли давали нулевые отчеты, произошло более 140 пожаров. А через 23 дня, когда фактическое количество пожаров больше 600 и потребовалось привлечение Федрезерва авиалесохраны, по наземным сводкам все еще отражалось менее 100 очагов. Какой тут можно сделать вывод? Что оперативность тушения напрямую связана со скоростью обнаружения, и ситуация может стать критической в довольно короткий срок. Ну и здесь мы подбираемся к продуктивности мероприятий по тушению. Мало обнаружить очаг, надо прибыть к нему быстро оснащенным. Я не буду очень подробно останавливаться на этом слайде, все эти способы вам прекрасно известны. Хочу лишь обратить ваше внимание на последний химический способ. То есть лесной пожар – это не просто природное явление, а в первую очередь химический процесс, при котором происходит окисление субстрата в присутствии кислорода, и в результате чего выделяется энергия в виде тепла и света. Соответственно, чтобы остановить огонь, горение надо прервать, точнее, чтобы предотвратить горение, необходимо прервать доступ кислорода, либо каким-то образом изъять выделяющуюся энергию. Ну, естественно, с этим неплохо справляется вода, кроме одного нюанса. То есть реальность у нас такова, что техническая оснащенность зачастую оставляет желать лучшего, когда объектов возгорания достаточно много. Но неприятным фактом для нас стал еще и отказ от закупок смачивателя. Долгое время закупался смачиватель сульфанол, точнее даже не смачиватель, правильнее было бы его назвать поверхностно-активное вещество. Дело в том, что капля воды в присутствии повышенной зольности, пыльности, она скатывается, не осуществляя, собственно, тушащего средства. И пятно тушения только там, когда попадает именно струя, направляемая
лесопожарным с РАМСа. И при этом снижение эффективности воды без использования смачивателя, оно достаточно существенно, то есть более чем в 2 раза эффективность ниже. А это, во-первых, и меньше с собой нужно нести воды, это дольшее время работы и так далее. Ну и, собственно, предлагаемые нами технологии, точнее о 2 препаратах. Первый препарат – это F451, огнетушащий состав, применяемый непосредственно на очаг возгорания. И в сочетании с рамсовым моторизированным блоком и специальной форсункой, которая разгоняет смесь до 70 километров, и мелкой дисперсией, которая также достигается этой форсункой, можно тушить поверхность с помощью этого сочетания на удалении до 12 метров и с высокой скоростью. Но об этом подробнее в видеосюжете, который, я надеюсь, мы посмотрим. Ну и второй препарат, это F451 защитник, это долговременный антиперен. По принятой классификации это огнесдерживающее средство большого срока действия. В текущей классификации это срок действия исчисляется 1 сутками, в нашем случае это более 150 суток при суммарных атмосферных осадках 240 миллиметров. Так, принцип действия. Способ применения основан, сперва этот порошок растворяется в воде в концентрации 20-25% и распыление на потенциально горящую поверхность в сухую погоду. Высыхая, он приклеивается к субстрату, будь то трава, кустарник, деревья или какие-то хозпостройки, и в момент достижения температуры 220 и выше градусов он вступает в активную реакцию, оказывая тушащее воздействие путем образования слоя, препятствующего доступу кислорода к субстрату, и выделению молекулярной воды, которая эффективно забирает на себя энергию горения, о которой я ранее говорил, и тем самым способствует прекращению этой реакции. Собственно, об устойчивости. Мы ориентировались на среднегодичное количество осадков у нас в Якутии. В среднем это где-то 220-240 миллиметров. И с момента нанесения до конца сезона активность препарата остается достаточно высокой, то есть в пределах 74-76%. Если вкратце описывать состав, то, во-первых, он многокомпонентный, основан на соединениях, признанных безопасным в аналогичных условиях использования, то есть они экологичны, не накапливаются в окружающей среде, не выделяют токсичных соединений при горении и достаточно хорошо усваиваются в растении. То есть, собственно, поэтому и достигается его ненакопление. Испытания. Нами было проведено, естественно, масса лабораторных испытаний, но наиболее интересные, опять же, они будут показаны в видеоролике. Проводились испытания на типичных для низовых пожаров субстратах. Влажность усреднялась для проб. Хорошо, я упущу эти детали. Собственно, на слайде изображены фото на 10-й секунде проведения испытания сразу после удаления горелки. И, как видно, опыт без обработки, огонь активно поддерживается субстратом, идет горение. На опытах с обработкой препаратом происходит затухание, и пламя на 10-й секунде не поддерживается. В прошлом году мы проводили полевые испытания с Якутлесресурсом, с Министерством экологии. И в ходе этих испытаний были разбиты площадки, обработаны антипереном, был контроль.
Собственно, это проводилось в нескольких повторениях. И предварительное нанесение показало себя эффективным, то есть сплошная стена огня, вот, которая изображена в нижнем левом блоке, она выжгла окружающую траву, а участок с нанесенным антиприреном практически не пострадал, произошло только верхнее обугливание, вот, но в целом сохранилось. Это тоже пропущу. Ну и предлагаемая нами схема взаимодействия. То есть на данный момент мы не ставим перед собой задачу охраны всех лесов от пожаров, но вот ответственные объекты, такие как линии электропередач, газопроводы, нефтяные объекты, периметр населенных пунктов и объекты негражданского назначения, все они могут быть обработаны заблаговременно в начале пожароопасного сезона. И в случае возникновения пожара антипирен способен либо погасить распространяющийся низовой пожар, либо дать время на то, чтобы среагировали службы, которые вот охраняют, оберегают данный объект. Так. У нас время вышло уже. Да, спасибо. Ролик мы предлагаем разместить на сайте Arctic Innovation. Можете вы своим материалом поделиться с нами? Да, конечно, конечно. И мы там разместим этот ролик и ваши материалы все. И там будут уже более подробно все описано. И заинтересованные люди смогут ознакомиться с вашим материалом. Хорошо, я вас понял, но в защиту скажу, что ролик достаточно наглядный, он как раз показывает те эксперименты, которые... Тут у нас остались уже все только выступающие. Окей, да, хорошо. Все-таки заинтересованным лицам покажем. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, ну, работа круглого стола завершена. Практически у нас 28 докладчиков было заявлено. Все 28 выступили. По времени мы должны были закончить 18:20. Ну, кажется, похожее время сейчас тоже. Так что всем выступающим большое спасибо. Очень интересные доклады. Я хотел бы для завершения предоставить слово Николаю Александровичу нашего круглого стола. Пожалуйста. Уважаемые участники круглого стола, я, во-первых, хотел бы, конечно, поблагодарить вас за участие. Очень интересные были доклады. Я вроде бы отслеживаю, но все равно узнал для себя много нового. Да, и, во-первых, я предложил бы всем выступающим свои предложения направить по электронному адресу, который есть вот в раздатке в программе круглого стола, с тем, чтобы мы подготовили резолюцию круглого стола, с тем, чтобы не просто так поговорили, забыли, а с тем, чтобы это входило в практику и дошло до руководства МЧС, до ведущих научных учреждений МЧС, и для практикующих организаций. У меня действительно некоторые были шикарные доклады, хотелось там их порасспрашивать, конечно, но, как я сказал, всех взяли на заметку, будем по отдельности с ними разговаривать, работать. И, что сказать, большой длинный день прошел, отлично провели по графику, и всем спасибо. Да, первый начальник, первый заместитель начальника главного управления Виталий Михайлович Немцов. Добрый день, уважаемые друзья. Полностью присоединяюсь к словам наших модераторов, которым я выражу слова благодарности чуть-чуть позже. Я хотел бы только поправить Николая Александровича в следующем. Первое, это межведомственные опытно-исследовательские учения. В силу этого это интересует не только МЧС, а в целом страну. И мы выполняем поручения президента. Проходят они у нас сегодня и завтра, 6-7 апреля. Сегодня мы с вами участвуем в круглом столе, это уже вторые межведомственные опытно-исследовательские
Решением министра было принято проводить их раз в 2 года. Первые мы с вами на этой же площадке, в этом прекрасном зале и дворовой площадке, где наша техника выставлена, представлена. Мы с вами встречались в 2021 году. Сейчас мы провели с вами уже и закончили 2-й круглый стол в рамках 1-го рабочего дня. А завтра у нас будет практическая составляющая в Батагае, в Верхоянском районе, с тушением на нефтебазе, а также с отработкой по плану розлива, ликвидации розлива нефтепродукта. Но по сегодняшнему дню, обращаясь ко всем выступающим, а было целых 28 докладчиков по 6 секциям, хочу выразить слова благодарности от руководства Главного управления. Спасибо за познавательные, интересные, содержательные доклады. Также хочу огромное спасибо сказать модераторам нашего мероприятия, первому заместителю министра по делам Арктики Сергею Анатольевичу, председателю нашего филиала Россоюзпаса Якутии и ученому, известному нашей республике, Находкину Николаю Александровичу, этому прекрасному заведению в лице у нас сейчас отсутствующего, но все-таки директора Соловьева Дмитрия Ивановича, эта дружелюбность и в целом настроенность и целеустремленность нашего мероприятия действительно как бы тот залог успеха в целом, не побоюсь этого сказать, и в рамках республиканского и федерального уровня, чему оно и на самом деле посвящено. Ну, наверное, вот этим я хотел бы завершить свое краткое выступление. Большое спасибо вам всем, друзья. Предлагается общее фотографирование. Если вы все, пожалуйста, я показать, пожалуйста. Сеня руководитель. Сеня Александр, ты готов? Нет, побольше вас. Свет.